Да не, это боссом, никто никому ничего не обязан. Если хочешь, будь скромным. Если хочешь там, один цачо хунду элхите, он факту элхите, он эльчо худу факт констатировать, ой, Не, Цани ну, обязаны, цана если я, хочет, пусть возвеличивается. я бы с тобой согласился, Евро, Нахчи, если бы вот на примере других ученых, хотя хоть бы один сказал бы то же самое. Все остальные ни слова вот таким образом не обмолвились. Да? А вот почему-то он именно так сказал. Ich дуца будет, будет, да, но я точно знаю, что бывает такое, что человек, короче, понимает, что то, что людям кажется гениальностью, на самом деле это одно мизерное отличие от них. Абы куркук эйдин аш. Евронахчо, и хастахов, чавар, гюсента, смайлик шефента, софист. Гусудлин, далее цельсо, гудельсо, напят, висельсо. Ну, то, как обычно, дугнуть, короче, я в этой волне укрепился, и мне так, короче, комфортно. Ну, иш там собирается, иду по шедыга. Ши тиешам, бу, короче, хира, бу, хит, эчах, баларби, дайс барцу. Короче, щичало, резу, ацарова, да? И тем цюнцитам, сун, дагам, цадохун, бодик виза. И тем затронутым цаирно отсумшн резомацари. Цар, има оли, цар, имагин дар эл, хунт, эдиллан мадати, оли, дадиеш до цари. Но киуда цар, короче, цвода бог, да, цадук цар, доки, короче. Шо Европе дада тигах ЛДПР, ю, херду, вежду, тигах ашду, تير زكون إيش دو هي هون تيلان ماياتي ال دي بير يجيلي بو اشتاقا واحتي هتيوق إيزو اشتاقا واحت هاي بارت ميرش علي لي شور هو قطور سامو يدوي إمك تجاه أو ربوت تدو تير تومو شيشالو ماجين مادو بوصل بينا شاون تديلان ماداتي وانت إت جاد إيش دكتور Нахуй. Он цагинет яхар бойл молниш ساعة يحر حبوا المولنش باش بيشدشن حب يحكموا شو كويسان ولا ما شو كويسان ولا شو سو بو كودر أربعة عادة شدات تحت دوش ويزي كونش هذا ديز بارسو أربعة نش ودي تديز يازين دوي Да, تجا ماجين دوي поемарс شيشالو значит ماجين دو баарсо Да, Лиза, вот Нахчи. شيالو next do тут я хочу мою еще стратегии. А первый, просто магин Масложу. дуэль. دي هذا. Евронахчо, Гипоне алдешко, нах барца, гуалдис, айон. Хайвешикан, хайо, я чудилер, айлдуй, эстедах, диеш, дуис. Слоша, югой туря, цереза, церша, шафишеля, судьевел. Зомет, танкуран, я моса, багайта, удавал, багай, чудило, да, виес, хайвешикан, диц. Теда гергерло, дадило, дуя, Царь هو Согурдиеса. Эрду Хайон. Теда سو гергерло, дадило, سو дуя, хайвешикан, диц. محرم سو شين لا يغيت تسيغيت ميكشو دكتوريس отмазка у них работает стабильно. Маграм, не могу ще я согул маграм. Ще веши канте ще я чуги согул. Шила ярити шуршуиша, сашин цела ярити шуршуацкий бол что-то. Так, и я
Federațion se gerdo dalilo doitoşe gergerlon şedoş ve otu şedoş verşe umata vat mı voy da Muhammed Peygamber'oda. Federațion dalilo doitoşe da teori doitoşe. Şeçoli osmeder uytene şe ve şey ganta. Federațion ayolçi. Adam tiga hudu khayon suo tiga shehu el dize hajen tak su elş el um khirdat ya su etja el dize ge do da dalilur du os hun salilur du du tu qi du shen lu ob du tiga Sufisto değiştirdi ben. Schwarze işte. Ama ne asam tabizu yıkadın situasyon sazdaktır ya soyitsen bu ogdarsa human zацепиться din Чичайло магинду бусал динач. И что ел он мил чуман дуал дитум кару докте. Евронавчасон için безвыходная ситуация, хватало интереса, просто человек сам себе ответит, да, а судьи мега руки совершенно, шашин, жоп долой, жоп и интересы. Ну тига худу хайон и нах бахтиш цариш уаль цайоте те гугольтер интерес, короче, просто там в споре отговориться, и тот, кто слушает ваш диалог, короче, эти ишбахт, тадик волнает я бешбахт, еще تون بوزيتي تقاش إيش أبرود يعني خيلش يعني تير موز مت رياليتا وبشيء عشان خيلتا ألو مقدوش بيش ولا يناخ بات قطع إنسترومنتات حتى عند عالم противодействие بود ويلتا تسيو كروج أخو أديتش ويلتا يوتناخ единственное что حكرا عليك كروج تاع قميل تاع ويقه دبيق هم ده تيجي شيء Ну, Уайле чем? Уайле ирю просто цern уже мой цern ахкинак ди чот цern именно ишич цай чек цай атса та общий так эзмес кум ди чот на كيتعمدوا فرمت حد يتشين ده دي مو شو دي عنده وينах بيه بوش سجل بوش زودري شين أو شو بيردش بيرش دوكش إيش شو دي المدو يدين قعد عدو يتشلات تتأحكا ونوخشي بو نوخشي موت بيش إتوخين تخيل هم دبوخ دات عنا هما إسكراون ونسربات دوشة دات سعدات حاجة إيديش دي نخلق يردين مغاش بيتنخلال البلسة دوتون هما ديشم دا نتيه شغله بوسو بتغله يلا يوم بالدوخشون حاجة حواري نان حيزي دايغن حواري داتا حيز وينا وري دي بيرش ويش بين دابيغن حيز بين بايان и альфа у нее не срабатывает даже. В душе ничего нету у них. Ya iş murtaçlı. Marşal düşün mesela. да маршал. Дела бодек ди замурта тхила от динчу асому это so даже та дик жимолша и шайл историят поехмалис та связи верлириал короче. Да, бо хила цахила меги от этого хиту шум ما дальше вела дейлу короче. Ну, может быть, вела и тюн связи, может, цавела и от уровень тирки. Ир, короче, я уровень, да. И теперь وين противно до хумждас нохчишен ишхес чем вообще судин чуасо цаец ахил возможно дэтер единственное тач та поехмалитен тантак цен это дейл связи велир ел короче ел им хиетиби иза он веля разница я чем короче шадек дук ел и что воспринимает дурас
يا نقطة ده صاحبي مش عاش ولا وانا هرم بوش صاحبي واوي تيبو. Ну, цапнега хила терло ел, хия терсун, короче, велахат, доти герксун. وتقوى مش دقو بون. Да, ушам, в разы дук хила, он, отцол, дук процент хилют ел царье терсун, ночиш нюкля, короче, царой гуштек, да. Вообще, это мизер хилю мехтерсун, от мизерела дуком хила. Я нахчу иш отцо дقو хербатели хайонец. Малан шинял железный занавес ятер. حتى دايت. دكتور تخص ديش دوت بتاع ملير جماعة تخص ديش دوتي. شين لوك حيوش تلوك على جواش لابتوش железный занавес و خليتن بوي نعمل صدق. Сильши мадати он сильш абайал дозум любой ума побул дешло. Примерно боясен сили бег, арбой бег, федег, извиня бег. Новшен железный занавес Латина, Советский Союз, Асандра. Миграция, цвет, была хакач. И главное, и что всех бы вочкина. Даялар еще Дэвиса, Джим Халки даялар и железный занавес. Я халку еще поколение, я тег, о, харсвишенный, الله بيخمر يوم تاع كواش تشو دولي تعرف كل تاع كواش تشوع تعديش لما زي كده ах цулт я уже и священный статус установить инчо я цулт я ходину харбо элч та шадалду алвуд хокон уэличо ор идату чи короче та тажим халхи даяли я чо ёхку результат кэрэрона Я бич был нахбас молодежь, а ишта айт, хадис, хадис, жик чазини, оли айхан. да короче идин бях дагяч нашаш разбираться да мотодойца тану humana это эйлер бахар би шадол дин эйлер бахар махули ах ханлу опеду мдейш мою эйлер бахар чаемет жуктиш короче дин бях дагяч дини قلنا بنعدم كاس نحبوي ردينا ندو على البوي هاردوي وتأي إتم بريدو ما تدايش مايو عتيجا Ишта ситуация создать это айт, например, дадюша, ишти, оли. Иштам бусул бина, да, жизнь ахир, да, уму, да, цохажан, айт, маду, арбу, матрадон. Цох перевод дёна, лабага, ичан, концеласон. Да, там. إيش уже تقوي شلون واردات صوت ما بقروزي تدين دو تان يتحول يعني خيل بوقيتا تركيات جا уже بات يواج альтернативный мысли шахт تعجم болш дюн إيش родитель бат радикальный бол تر بيوحدين كواشتو كروتشي الله بيخمر восхищение دائم восторг كروتشي ديتن полный забитый бутыль квашто туман ثاني تعقيدهم هم ده حدو أشرب и тач о вообще невосприимчивый ходишь что man сейчас هم خوش تخبري تر та я уайлется هول تيري та يدر كروتشي أولي оправдать да أي تبوتة كروتشي إيش تعدي بيدخل أبو جفار أبو جعفر واتر سوش هاي مت يزن مدو سورة دو آيات دو يركضا يزن دو الكموبال ها إيش كلار إيش ديش لا تو حلقة عجوز دوت إيه هادو كتا آيات سهت ليرن سهت سرونيت تنتاق ويوت شيء شبور ديشان خلبية شو ساقبور يأش بك да سيكونتو كاك أوج نسكоворотки и тому то дючо прием я ин короче هل هو راي ده شي دوك دوش ادم خلي شاحت او خيب ده احتيال شاح
Типа лицемеш буй бейсна шул халгар эйте хара дүйт вожа дүйт хара шул халга язин хара ду лицемеш хударат. В общем, в итоге лицемеш бахт иш аллаху создать бина я вывод диркту короче. Да у тебя елоги. طبعا جنيه عشان وجدنا دول شينا لبا آية حابيش آية عدويش سهل شاك ديش دوتي عدك ديش حلقة عدك ديش طول عالق الله ديش بوش نقول أعمى بو как ужин скоро de kerš bilo. Sondagem huait der doson о yok foi que создатель там оправдать чомет я язин хармаду эл полностью из контекста вырвать так чекодваш да еще ел язин и дубош вообще да что он да и главное этот трюк и прокатил и прокатывает и еще будет прокатывать и инзери эш пруват ша бюти хуш эш бат бюч бол отцол срабатывать деш короче иш далил жду кем. يوصل كنا شو على أساس جدتي شو إنسان قميل ديش تا بوجر ثاني جدتي موش وكمو هو جدتي أشنال ما يوش جدتي باريسو ودن إيش بيشلير شوك يعني نحكي ترجع لير برشا يوماتيش تسجع جدتي وير وين جدتي دوبو فيش ويرش بول بليرش رشا جدتي يو إيش بيشليرش راسي جازن غير مدوى شاها إيش دات شو تقيتي دشن سيكلويزي شون بوش أربعشن دايتن أقرشن دايتن جديد مدويز ده фактически тягязинок сура 4 аят 23 вам запрещены ваши матери ваши сестры Бож конкретно и тагиняр شين مقوش لقتار أربعش شين لا نوع مجي مقوش لقتار شين يجري مقوش لقتار شين أقرش دين مدويز Милох Дубара, аят 4. сура 4 аят 24 23 Ага. следующая сура 4 аят 24 до нас дюсек 23 чунча дон что на одной магимба что ежели магимбац سلاف حدي أندري سونا مغات غاري سلاف رينوسي وانقل قيازنا قلت أكرو شدائي تمدو يرقل Говорил, пока они не послушали Пармат. Ну, Пармат, ну, с ожесточением дует по детально раскладывается. Поэтому, короче, он более впечатляющий, короче, раскладил. Постоянно, я вижу, идет обновление у него на канале именно Горяц. Там уже 23 часа, короче. Но трансляция недоступна в итоге, когда заканчивается. А где ее прослушать можно? Или это просто как радиовещание, которое потом не отыщешь в Ютубе? Когда у него бывает трансляция, во-первых, бывает анонс, и если вы подписаны на этот канал, то вы можете его как вот так слушать. Точно так же эфир идет прямой и в YouTube. Насколько я слышала и видела. Вот. Так что там проблем таких не бывает. Вот нахи ночью мы откуда? Где-то дня 4, по-моему, уже идет каждый день вот затяжные вот эти бродкасты. А я вот, он
Заканчивает бродкаст, я раз в Ютубе смотрю, нажимаю, короче, говорит, недоступна трансляция на его канале, но я не Ну, подписан. знаете, недоступно. Меня, например, везде блокируют, я просто не понимаю, почему. Я раньше здесь очень часто активно участвовала. Сейчас по какой-то причине блокируют, я сейчас сама не знаю, как мне зайти, но здесь есть сам формат, есть Люхаг, есть Ибрагим, которому вы можете напрямую задать этот вопрос, и они вам более так развернуто дадут этот ответ. Я заблокирована. Какой-то А кто администратор, блокирует? самый умный администратор меня заблокировал, поэтому мне уже не хочется никуда заходить. А так спросите, они вам ответят. А в смысле администратор блокирует? Администратор, который, ну, у этого канала или телеграмма, чего администратор? Администратор чата, администратор канала. Я вам говорю, вот они здесь, А, объясни, Дирдон. а он тебя блокирует, а то меня тоже вдруг они сейчас забанят. Из-за того, что я с тобой общалась, может быть, я не знаю, я не знаю, что здесь Ну, творится, я не знаю. Может быть, все может быть, кто его знает. м. По-моему, не в первый раз тебя слышу здесь, вроде складно разговариваешь. Я по факту говорю, по факту. بطل Ну, я имею в виду. Хорошо, брат. استريسو عمسي تيتين برا عيورو في اخر واسوات استريسو Вот. سندي تيتين غروكا اوقع بجملة شاب المبو والله في Европе дорога еще на дорогу видишь, все, все, подальше я отъехал, насколько мог. Дорогу видишь, короче. Теперь уже все, возраст, что я там делать буду. هذا عبارة شيء هو ده سؤال هرموز هم Да, بقوش في الدنيا هم هكا وقت ياخد الدنيا خيام وقت الدنيا عدون هكا в смысле الحمد чадылды? صار يرى في عدش باز فشو بصل لعدون هم غير А, дела, сум. Сейчас у меня оценка такая будет. Вот есть человек, да? Она 100% ошибочная, но да ладно, все равно скажу. Вот есть человек, и он готов за какие-то свои убеждения другого человека убить, ну, потому что у него другой взгляд, который не нарушает закона, не нарушает права, да, какие-то морально-психологические, короче, барьеры других людей, да, физические. Но он готов его убить, если он там не тем глазом моргает. И сесть в тюрьму, да, или сам готов погибнуть этот человек. А вот я, например, мне нравится жить сюда, до тюрьма, что, да, скажу, кархуатин, щикик холодо, там, вверх ногами, буквы, да, хватин, по коридорам гонять его, целя сум, например, что из-за того, что кто-то не так на меня посмотрел или там не согласился с чем. Это большинство из этих людей, знаешь, непутевые такие سابق бывают. عمر حسن زين Я с سابق Богу, عمر حسن تعزيز حمول كان الدنيا هم يوتهم ما يوتعشوك مثلا а что он, интересно, а что он будет делать в этой заперти, когда будут заходить менты, короче говоря, и там его, короче, там, самый конченый, этот, как его, пупкарь заскочит, и или вертухай с вышки будет кричать, ну-ка буквой Г, бог, раз, и он буквой Г, короче. И там тоже будут про религию невестно отзываться, короче. По мне, они самого такого человека ищут послабее, да, его резануть, короче, получить какую-то славу. Они путевое такое сообщество. Я не знаю, короче. Я не говорю, что они не агрессивные и не могут убить. Да, могут убить. И обезьяна может убить, и змея, и что угодно. Там много ума не надо. И много смелости не надо. Просто что, видишь, чувалит потом там, под грустную песню, он да, гоич, короче говоря. Вырудельцы, он все что. Конченый расколать, конченый человек, сумма, конченый бомжу, конченый наркоманку, в чем проблема-то, я не понимаю. Пить легко, желание главное. А не путевые люди. Я, например, не хочу то, что я там
не так что-то сказал, ему не понравилось, короче, он на меня напал, я в порядке самообороны его там что-то с ним сделал, короче. Потом его родственники там будут плакать, стоять, показывать на меня пальцами. Я там буду буквой Г, короче говоря, где-нибудь в строгаче сидеть. Сумишь, да и ладно, сумишь. Нам, видимо, кайф, если, короче. Если так они считают, что жизнь можно вот так загнать на 25 лет, то, пожалуйста, для этого много мест есть, где можно развлекаться, радиовещание, телевещания нету. Прекрасное, идеальное место Афганистан. ده يلا أسألك في تاخد الدين عدد نجوات شو بحريق شداد الدين ده تغيير وصلته ده تو جاي على ورث شنخلا هو اللي يتم وفي سنة تيتر عشوق فصايا وسط تيتر إنا واسمتوان مقلوكي Дела. Сосо, шавик, ногчит. Завей возьмешь, по-любому надо там жертву кого-нибудь принеси, чтобы доказать свою лояльность. Шавику, молодежи, вот молодежи, бяхбат. Хлак, молодой волшебник, отхумнаш, ама, дуй, сон, уля, болчак, и шлица, по сегодняшний день, они еще на той волне, где я там буксовал, я уже проскочил, а они, короче, буксуют. Значит, потихоньку, он, видимо, хлак, да, цайна, Нюха сначала затирает деш, милля, болос. Да, иштхал диез, считал халдах диез. Сейчас уже как-то поняли это. قال لك ده حقنا اليومين والله عشان بوكسه واحد شو زي جاي دعوان سيلرا Ну да. ده وقع اسمهم دون مش بوس سهل اكوجيني ده شيء بول او شغلك بات ايش مقش ساعه خيت سدلك ساعه صدبت سدنا ساعه ازمن يعني لزودي لنا لساعه لمشي يا سافرواش يا تعلم هم لا ساعه خيت لذات Брат, и духас, когда я говорю, непутевый, нахбукаш. Ни цели, ничего нет. И тоже, опять же, цель, бяхпат, цель, бахачак, дючин, ламадуаха, цель, бахачак. Иштон, грузят. И они, короче, да, все, это вот так, короче, и так железно. Короче, они жертвы пропаганды. Вот и все. Худеют с них тоже, что ты спросишь, короче, с них, если им вдолбили это на крепко в голову. Самые опасные те, которые поняли, да, что это за тема, и активно спекулируют. Ишбу, короче, шальной пацаны. Ишбу опасный. Ну да, чем больше совпадений. Да, потихоньку информация, умело сумма этих маленьких деталей даст довольно точные указания. Поэтому не нужно Здесь вообще... Здесь двусмысленная формулировка сразу появляется. Круг сужается. Да, вот свыше 40, потом какие-то детали в их разговорах. Все это можно накопить и без всякой использования ресурсов. То есть, чтобы человека найти, нужно ресурсы потратить какие-то. Без всякого ресурса ты сам обучаешь. Это не нужно делать. Махет вообще философии, там, истории, общечеловеческий гумор, но ни в коем случае никому персону не задавайте никаких вопросов. И, кстати, шен лички, что связи вали, сразу же отворот-поворот. Да, много случаев было. Ну, там, да, по голосу там вроде бы можно, если займутся, конечно, они там найдут человека. Например, да? Я не знаю. $100 тысяч на это, может быть, государственных нужно потратить, может, $200 тысяч. Зачем? Да. Да, зачем? Да, они так подряд всех не ищут. Да. Конечно, не ищут. Я-то что? Будет. Многие, если бы это и страха этого не было, то наверняка на счет, наверное, не знаю, 1010 заходило бы в день, 1010.
Ну, если взять во внимание, что я такой интеллигентный, короче говоря, там, человек, да, Ты то не есть, так то есть опять безвредный. ты еще цвет своего галстука нам расскажи, Патен. Молись. عاوز ابو هذا Из Дадилланду уже, короче, это, когда надо. إعلام سقومية المجا يسأل Да я менее вредный для государства человек. из-за да, там под раздачу может попасть кто угодно. Поэтому береженого Аллах бережет. Да. وتنسي وي هو ما هو ما هيسبوا ما أما في ماليزيا ساعة موك وي هو ما تدريس Бог, но тем не менее, хушур, нет, да, Бог хуш, которых, на которых выходили, шантажировали. Поэтому не нужно. Знаешь как? أول ما يتجون Просто ранее, вот, и, то есть я не прятался с самого начала, поэтому автоматически пронесло меня над этим. Но тоже, конечно, я не буду рассказывать, но тоже нет. Но я как бы был с самого начала публичный. И я виктимизации могу ли знаешь, значит, тебе нужно это попробовать на бабло раскрутить. Из-за того, а когда ты публично и открыт, أنتين политика حكوا الوري حاول нет, никогда. Публично, с самого начала кричат, то мосты сожжены, понимает, что короче, смысла нету. А именно и само раз скрывается, значит, это боится, и можно его на него давить, боже, имеется. Ну да, это они явно, короче, около да, цель. И резко такой, там, включает браваду. Тоже такое есть. Люди соскучились по правде, по искреннему этому разговору друг с другом. Поэтому даже рисковать заскакивает. Тут ведь прикол, знаешь, в чем? Что у нас тоже дома есть интеллигенция, которая на кухне это обсуждает тихо, аккуратно. А когда нужно, они в спецучреждениях, как есть, говорят. Это тоже темы идут там. То не только мы, короче. Но они тоже ограничены сообществом, где можно там об этом говорить. И это Ну, тоже знаю. Единственное. да. Все, Ну, да. я слишком много говорю. Слушай, совершенно. Это. Ну, Sakinish yok Милора патентика, ой, Sakinish yok. Стругацких. У братьев Стругацких трудно быть богом. Там вот этот агент земной цивилизации, он где-то там на средневековый уровень, что планета, ну, агентом как бы высокоразвитой цивилизации, их называют прогрессорами. То есть они, по-моему, планете, где там средние века, там древние, внедряться, где они помогают им прогрессировать к более, короче, лучшему коммунистическому обществу, короче говоря. И там есть такое средневековое общество, там с инквизицией, там с церковью, как и полагается, такой аналог земного европейского средневековья. И поскольку там они видят, что они обломались этим социологией, и общество идет к краху. То есть нормальный уровень средневекового безумия, когда там этих ученых сжигают, там это периодически. Тут уже там идет регресс, и, короче, там полный мрак. И тут идет, что они промахнулись со своими расчетами, там, компьютерными выкладками, что это общество можно вызволить. И сенса и гилфил. Тогда есть что я там вот этот, я вспомнил, что Цун дехам но Цун где вот этот герой, главный герой, агент, дворянин, Яшуи, там, древнем народе. Он у короля на приеме сидит,
И король, вот тоже дурак, тоже правит кто-то. И рядом какой-то известный его местный какой-то писатель, философ, которого заставили от алит. Ну, на бутылку посадили, короче говоря. Он сам сжег свои книги, признал их ересью, перед церковью там извинился, и такой, значит, потерянный ашвы на этом обеде королевства, в углу. Так, Цунюхехи Инхару и подначивает, держит, он собирает, вот, пытаясь, зная, что сейчас будет вообще плохо, и хочет всех этих умных людей, бунтарей, как бы это вызволить, на землю вывести. Он ему говорит, ты что, я вашу книгу, у меня есть ваша книга, вы когда-то хорошо писали, а вот теперь вы какие-то мерзкие стишки подлизываетесь этому режиму, бог, и вы сидите, что у меня есть ваша книга, вот у того уже руки дрожат, я хотел бы, можете мне одолжить, я хотел бы почитать, может, вашу уже шепотом. Да, я могу вам одолжить, только верните уже экземпляров, там почти нет, все сожжено. И тот им говорит, и потом вам вернут. То есть, он тоже не доверяет никому, короче, и тоже, короче, положение себя. Вот и сам от серости к черноте уже переходит. Ну, сега, короче, когда за серыми приходит черные, вот черные пришли уже за серыми. И вам вернут потом. Прям вот, Ja, Jutziga, Чурчан, Брас, Пятигара, Синевица, Русняли, Балх, Маяхни, там эти сидят. Но мужиков почти нет, одни бабы ведут вот это совещание предприятия. И, короче, и украинские, и новости, планерки. Все, короче, путинисты, все промытые мозги, говорят, будем бомбить, как Чечню мы бомбили, помните, Бош? Вот так же мы будем этих хохлов бомбить, Бош, короче, ура, Бош, поддерживать, Бош. И стоит, я, говорит, в углу сижу, короче, смотрю на этих. Представьте, из чернота, видите, гринеч, короче. Положение, Суна Махалериш. Ну, просто не знали, кто я, короче говоря. Потом мы знали, перестали это говорить. Но я просто в другом месте был. Не рассказывай эти детали. Да. Я делдамел. О, долго эти алацер, короче. Ногчи, вала и последний черт вала, короче. Ватайни, гар элли, гардини, эльч. У меня прямо аж короче, соч, микшват. И вала, конченый, вала, короче, да. Прям вот его прям надо стерилизовать или как минимум это усыпить, короче, как животное. Все равно наверное, излишняя гордость или высокомерие. Toți megmondani, nosi wahti ya wahti toa interest uti hamlele da. Wokar atu chat hun doga. It's not what chana dog it's not dog it's. It's just an hosega. Аллаху. Не волнуйтесь, потом вам вернут все. Да. Вы, да, вернут. Если им очень сильно понадобится. Говоришь, если меня не будет, тоже используйте, если кто-то будет подробности своей жизни увлечься, один рассказывать, тормозите его. Interest hoe do is. We dog it was suggested but what is more we do it. Да. Хотя, в чем дело, халдат, я простой человек, охраны нет, я, короче, такой, знаешь, потенциальная жертва, короче, есть для такого, ну, человека, который хочет, какой бы он там конфессии не был, меня закончить.
вообще проблема, короче. Ну вот они вот такие правдолюбы, все, да. Миша Малаша босс, а чел, короче говоря, интернет, а выступать дашь, нечисть босс, туда-сюда помял дашь, короче. Вот, пожалуйста, реализуйте себя, короче. Возьмите планку выше, стремитесь. Должна быть цель высокая, правильно? Че вы, короче? Нет, туда Что они вы не идут. мелкой рыбой, баха? Мелкой рыбой Да, промышляете, баха. да. Че вы там, короче, на карася динамит тратите? Динамит. Ладно, сочел чат, мед, что они, наверное, удивляют, да, тут арматик тягишься, угрозы, я что, они как будто удивляют кого-то этими угрозами. Никого не удивляют они угрозами, так? Это нормальный процесс. А вот такое, хули. Мы рождены, чтобы сказку сделать были. Повыше планку берите и вперед. Я не пропагандирую, что кто-то кого-то там, что-то такое, короче. Но у них есть عشوش عادات низкие. وانا قد شي ساعة خرمونا الناس كيف موفر حتى عشان تعويض غير Это голоса, низкие самооценки, да, своих реализации своих возможностей. Он, Бог выбят, лавилось, с собой, закончить вей, короче. Раз, не да, хватит, там, Ахиллес мувар, Гектор, хахош. Ищем, такой не гойду. Малаши, хотя бы это сделай, я говорю, что это уже 100%, короче. Тигр, Тигр, лев, духа. Аноним на кочу лел, что он выйдешь, дичь. Это подвиг у них какой, да? Чего было, там, бюр, мелдыш, дичь. Да, был, чего достижений, не знаю. Если уже они решились, есть, короче, готовы своей свободой пожертвовать, давайте так как-то покрасивее. Патентик, Эльш дагдай тасон. يا أخي ليس إسن ياتر أصلا أرتو بوشوك أتو بخد إستور بيادش تيش كمنتاري حتى يجي فيسبوك شعبر يعني فون تاتسو كرتشي кто ты воин, Алиязин? Это так кто ты воин? Цалихи, бьехом цунды халума цаор, что кто ты воин? Убил его, ты больше цаядец. Я, кстати, попытался слушать этого выше названного, ну и того еще, короче, популярного нашего блогера центрового Грозинского. Короче, да, знаешь, как можно сказать, там мнение какое-то они красноречиво выдавливают под каким-то боком. Ну, тоже интересно послушать. Но я уже давно перестал, как и Орден было. Ничего такого существенного. Наверное, кто заинтересован какими-то там в реформах каких-то там, социальных каких-то изменениях, юридической плоскости, может, они их слушают, относительно нашей конкретной республики, да, интересно ведь это. А мои интересы туда не попадают. Все, бедолага. Не рассказывай про себя, скажи, что ты с длинной бородой, со стечками. Я с такой длинной бородой, что спотыкаюсь о нее. Да. Чистечкина, и, короче, Ахмат Сила большими буквами написано. Вокруг пояса ее обматываю. Ну, скажем так, мой опыт жизни заставляет меня... Любой лозунг может быть поддержан в зависимости от обстоятельств. Сегодня так, лет 10-20 пройдет, кто-то другой появится, свое имя туда поставит.
А как-то так это все происходит, все меняется. Так, change context. Меняем контекст. Недели, сумдой, воскресенье, дарвань. За неделю ума накопиться, целин шо. На повестку что-то выставить? Да. Есть что-то на повестку? Какие будут предложения? Да, у меня бывали предложения, но это, короче, скорее было на эмоции что-то сказать, когда вас слушал по трансляции. А сейчас... Tesla. Ta tēmēr oktuaq ta dušēš dūč. I dušē dēt, tūna dušē du el rīdion. Ну, говорят же, душа в душу живет. Наверное, неспроста. Душа в душу это тоже что-то такое из рубрики, короче, «1001 ночь». Ну, это шутка вообще. А, Вистрел Евроновчи, что ты хотел сказать? Tā tūma dēt arī tā hudūsar der elčā tā dagdien kērču I мысли enčā просто tā daie līresen. Короче, tā dušēš dūč tēmēr tā un tā. И dagdien ирсон у души тоже же должна быть душа, tā рēsjēl dēlā. Tā aigur līlš dusos sa короче. Tā duša ēdolš duso el dagdien modīzicun, короче, dēc. Aici țină dușa eu. I sale tunčur dușa era dol eu. Izale tunčur dușa er dol короче. И в конце концов, короче, ще тенкаш дизацов. Яр исчезну доксу. принцип матрешки. Кстати, Царя что нахуй тема Евронавчу. Душу задушить можно? Прям элум карадом. Австралия, Австрию, короче, тебе душно долж, душе задушиться дол. Бушвари, Элли, Австралиан, о, кенгуру, комплименты. Австралиец, перепутайте. Давай. Серьезно? Он оговорился? Тесла, куза аэропорта, специально ожидал ожидания. Михаил для австралийцев, которые по зоопарке прилетели в Австрию. Вместо Австралии, да? Стеф, смотри, У меня вот вопрос. на Апостора, который тоже Краснодаре, Красноярск улетел. И Красноярск, короче, он в рубашке, короче, налегке, лодочки, короче, авиация, куда это я? Прилетел авиа. Паспорт дай анту. То есть он еще паспорт обронил. Потом этот паспорт, видимо, подобрали, это туда унесли и по громкой связи кричат: такой-то, такой-то, там Саид, Саунядник, Хаджи, зайдите, заберите ваш паспорт. Этот слушает, дело, сосам Саудал Хирук, наверное, был, что же ходит, еще паспорт да не Саудал, короче. И сон Австралии то же самое, ну, Австралии, Австрии. Полетел, захотел полететь в Австралии, полетел в Австрию. Ничего, кенгуру шмо. Вышел, а там... Там Австралия. Возьмете. Там это много этих всяких вот этих ядовитых пауков. Там... Ну там как на другой планете, считаю. Вот это меня и притягивает. Там очень интересно. Короче, ты любишь экстремальные эти ощущения, похоже. Да, там да. Пауки трубочистый, там красный паук. Вот прям в городах живет. Опасные.
Утконос тоже, кстати, ядовитый. У него на этом трупный яд. Что там еще? Там змеи, куча разных змей. Ну, Бадыч с 80 какого-то года, по-моему, 2-го, 3-го, где-то от укуса паука вельтагвактиль пока. До этого было смертельные случаи случались, потом они эту вакцину придумали, и трубочист, и вот этот красный царек, пока что никого не убивает, но случаи все равно случается, что человек заболевает тяжело. Тесла, ну, в этом, в Австралии круче, чем в Австралии. Там чудеса, там леши бродят, русалка на ветвях сидит. Это İbrahim, история, та истории из не остался. Виженович, Давирзенч, короче, Виженович кайна, и Самуэл Даш, Сунгуш Мохиллери, и сада что ж варил, та история, та интерес, короче, да, и да. критик выдерживать, это, короче. Hence, så Bertel Vиженович, короче, тига Виженович хуй махай, суни так. Из-за Bertel Vиженович волсан, он представит у нас, та Халга Гинхер Уи Бертер Виженович примерно представит, да, там точное сравнение шмотовельни, so может у него там рука по-другому лежит, так совпадение хилацунов, короче, и что просто идут тига доктор. Иванович, я не в теме Хаудючу, но даю тебе кредит доверия своего. Та история с мира, короче, so Виженович вор, Бертелния, это дия менгите Виженович да вор, и so Давир, Бертела ухи Давир зен усо, и сон гуш вор, короче. So Samuel да, еще сон гамагери вори ел, короче, так. В общем, tā dolštani, цигар, звучит до того, то ольце не растет, как штяхка якса, просто совпадение. У меня есть вопрос. Запостили, в общем, короче, эту шведскую даму такую красивую. И она говорит, что будут, типа, неблагонадежных выселять. А как они собираются это делать? Типа по действиям или по высказываниям чьим-либо? Или они там собираются, короче, психологический опросник составить? Но пока это всего лишь высказывание какого-то юридического инструмента для этого у нее нет. Вообще в Швеции разделение властей есть, то есть это дело должно пройти через какие-то инстанции. Ну, что, медленно двигаться до церкви, но если так теоретически, если уровень демократии упадет действительно до такой точки, где будут как бы за высказывание выселять, что крайне сомнительно, то это, наверное, закон принять один исламский экстремизм. И будут, наверное, социальные сети твои смотреть, что ты говоришь, что ты как, где ты ходишь, ли ты между каким-то дааватчиком, что-то. В общем-то, на этом То основе. есть вторгаться в личное интернет-пространство будут? Да, и закон будет оправдывать, если ты исламский экстремист, то можно тебя, наверное, смотреть. Закон о терроризме, да, использовать тоже. Ну тогда они могут использовать такую, знаешь, превентивное исследование человека, систему. Они просто могут взять кого-нибудь на выбор и ковырять его. Ну, не на выбор, а, например, кто посещает вот эту ваххабистскую мечеть. Или, например, какой-то тунисский, или, скажем так, марокканский, или какой-то кастецкий, сасатлинский проповедник, и ты на него подписан и регулярно слушаешь его проповеди. То есть ты потенциальный человек, который 4.24 аят даст поддержать. То есть повод, конечно, это не причина, как ты правильно сказал, но повод даешь ты, как бы, получается. Знаешь, это какая прекрасная идея, вот эти. Он, значит, выступает в интернете с горячей речью проповедник, а тот его кликает или что-то там такое делает, и он практически помогает государству в выявлении таких людей.
Дешин, он его продвигает, а помогает, чем помогает? Ну, помогает заблаговременно, выявляет людей, склонных, короче, к А, радикализму. Петсон, ты имеешь в виду вот этот проповедник, как бы государству Да, помогает. Ага. да, да. Да, можно сказать, и это палка о двух концах. Он не помогает, но он и радикализирует тоже. То есть, ну, и це Но есть, может, если он... на ком-то другом е- зациклился бы, там, марки собирал бы, или, не знаю, из лука Но если стрелял. он, но если он все-таки, ну, нацелен так, амбициозный, короче говоря, в своих этих, и искренне в своих заявлениях, то есть вероятность, что он будет некоторых ему самых таких подходящих активистов скрывать. Поэтому те, которые там сидят, лайкают и болтают, они могут интерес даже не вызывать. А вот тихо сидящий, жизнью давно решивший попрощаться, он не будет заметен в медиасредствах. Да, поэтому я вот абсолютно согласен, поэтому исламский вот этот ваххабизм считается сетевой структурой, с которой нельзя бороться из-за того, что непредсказуемость людей. То есть ты там да, 1000 мусульман, которые ходят в мечеть, а выкинуть что-то экстраординарное может только один. Поэтому как ты его выследишь, ты же в голову человека не сможешь залезть. То есть тут ты абсолютно прав, у них есть эта проблема, они не знают, что с ней делать. По поводу вот этого, есть пропаганда, вот и что автоматически эти люди на чем-то другом циклились. Не знаю, они, может быть, они эльфами переодевались, косплейщики, не знаю, пластиковые коллекции играли, или кружок моделистов посещали. То есть на чем-то заморачивались бы не на опасном, а тут они, амиры, кумиры, ислам, вот он и заморачивается, то есть да и ислам вообще-то умрет, если он не будет все время вот так людям в головы лезть. То есть это Ахмабар, это палка о двух концах. Он и помогает выявлять как бы, но это И побочный эффект его пропаганды. И формирует, он одновременно и формирует, и, видимо, это производственный такой момент, неблагоприятный для них, и выявляет. И они избежать этого не может. Если он заткнется, то никаких ваххабистов уже не будет. Да. Да. Халвяхца же, сестра. Да, но вообще в Москве был пропагандисты, которые были недостигаемы по Европе, в Москве, а тут прямо из Москвы сидели и вот эти ислам, ислам, чудес. Да. Но опять же, это вот они поняли, что это течение, оно все равно будет существовать. И все, что они могут, они максимально используют это течение своих интересов глобально. Ну и частично контролировать его. Если не полный контроль. Полный контроль, наверное, слишком в глаза будет сильно бросаться. Чтобы теоретически в Европе нет никаких проблем объявить эту религию экстремистской и сказать, что ей не место в Европе. То есть, да еще технически, я имею в виду. А оно же взвесить тогда, что они потеряют тогда? И думаю, что это как бы гэмблинг майвер, то есть они на что-то рискуют, а могут что-то потерять. Какие последствия? Кто на это решится? Поскольку они признали ислам религией, а религиозная свобода, она в Европе защищается законом, то получается, они не могут ничего сделать. А вдруг например, у меня людоедская какая-то религия, в которой надо жертву, например, не знаю, невинных девушек приносить раз в 10 лет или что-то, альяс, священный писание, например. Но мы это не делаем, но мы как бы эту религию придерживаемся, называем себя это. Но никаких девушек пока нет, не делаем, но у нас написано это. Кому-то придет в голову, микрофон, да я, как резон тебя. И мы это не делаем. Тогда что получается? Но религиозная свобода, мы, Юкса ищет религии, людоедские, вы соблюдать. Что это такое? То есть это как бы они должны эту религию, не знаю, при помощи каких-то специалистов, какого-то суда
разобрать и сказать, экстремизм. Но мы не можем, мы тут нацизм запрещаем, который в разы легче, в 100 раз менее, скажем так, экстремистский, а тут мы страшно экстремистскую религию, как будто она ни в чем не позволяем ей распространяться. Это что такое? Царь-сатуизм. Но тут возникает множество проблем вот с этим делом. Потому что, сказав А, надо будет сказать Б. А Б это надо будет христианство, ну, и особенно иудаизм в почвах. Потому что у них то же самое в идеологии, точно такая же человеконенавистничество, как в исламе, точно такой же нацизм, то есть еще, короче, не факт, что хуже. То есть им придется запрещать также и иудаизм. А тут уже вмешаются силы свыше, короче, в этом деле Европы и Цадойчи, короче. И вот так станет заложником вот всего этого эрдемического бреда, и из-за этого вернуть людей на курс не получится. Это отдельнейшая страница. Но если они... Маршал Дычек, Сахум Алитиш, пациенция марш угол. Сагу Алиалар Тесла, давно я уже это хотела спросить. Хажа, когда вот раньше бывали вот эти взрывы, дагдогощин, там что-нибудь случится, исламские террористы, вот почему нохчи как-то не взялись за то, чтобы, потому что и даже вот какой национальности, какой-то цеях, ещяц в этой леваческой Слышим, прием. Fox 2, Eagle 1 to Fox 2. Do you copy me? Do you read me? О, я что, не говорю все это время? Вот черт, а где я остановилась? Вот эти, да, вот леваческая и американская, вот Гинцлер, это самая позиция, нужно ее использовать. Вот почему всю нацию вообще нельзя называть нигде. Ни цвет кожи, ни нации. А тут чечен везде. Чеченские террористы, чеченские в этот самый и гунду. Почему они это не обозначили? Вот раньше же не говорили там иранский террорист или там, я не знаю, вот ловили этих духмобы, взрыв, щи. И каждый раз исламский террорист, исламский. А нохчи как-то за это, видно, не переживали, или это в нашей верхушке нужно было, да, чтобы именно нохчи али. И вот ты понял вопрос, Тесла? Раз, гебне нужно было. И вот этим сюле нужно было. Укрепиться, Денбу. Почему они везде, и гуду, да, в правительстве, Массанхама, Буиш? Меньше был. Кто ты имеешь в виду? Невозможно пробиться, вот невозможно возмутиться. Вот я Сей Агор возмущалась, когда в Бостоне вот это произошло. Опять я отключила. Я я как единица чеченского народа, как вот маленький, да, вот представитель. Все, кто меня знает, когда мне говорили, вот, и гуду, почему у меня уходит это? Отключается. Автомобиль это клетка Фарадея, она блокирует электромагнитные волны. Хорошо, вот когда мне говорили, Тесла, почему вот чеченские мальчики это сделали, я начинала возмущаться. Ну вот что вот, холи вот давило вот на вот это левачество их мне. В них это есть, и ждасацу атбу. Холи. Это русские экспортировали чеченский терроризм больше. Это раз, был более. И наши силы молодых, которые также это с нами воюют. Ты это, подожди, пока автомобиль, твой этот клетка Фарадея не дает нам с тобой связаться. Почему она считает, вот особо Заза, почему ты считаешь, что это легко можно остановить? Ну, даже если не легко, а можно остановить вообще вот сейчас, в этот период, в нашу эпоху? Да потому что люди, я же вижу, как они пользуются этой демократией, все нации. Сахам Хольша, мексиканца остановит полицейский за нарушение.
это потому, что я латино, это потому, что... Они знаешь, как используют все это? Арчунг, Баграт тот самек, виноват, не виноват, это все, надо все переводить на расизм. Каждый из вас вот должен это делать. Ас идор, да какое вы имеете право мне такое говорить? Вы мои чувства задеваете, Бог. Я начинала, вот как вот эти вот делают. Причем тут мы, чеченцы, это вот из ваш Бог, и Мадорос. Нас все угнетают. Вот так вот надо делать. А мы сидим вот эти вот, и хаздяти, бершальяти, зато зудришк багьяти, да бершалью. Лучше вот на вот этом вот бы дружно вставали А и всех там, забрали. знаешь, не совсем и расизм. Мы все-таки кавказян, да? Беленькие люди, да, короче. Кто-то Так смуглее, это-то кто-то они не это. знают, ты понимаешь? Они не знают, Caucasian, ты А кто вот, ты, Caucasian. а вот ты не знаешь им, ты им, как Эйнштейн сказал, легче расщепить атом, чем перебороть предрассудки. У них нет ни подготовленности, во-первых. Заза, у них есть, у Синька. остальных есть свои государства. У остальных есть государство. У нас государства нет. Мы его выкинули сами в 96 году. С 96 по 99 год мы это свое государство утопили. Если у них есть Или, государство, но которое... каждый единолично Да, может этим да, пользоваться. да. У нас вот этот Леха Гвоздь, он точно подметил проблему. Мы это несколько раз мы же упоминали. У них есть государство, и Цайхум Эльче российский сразу же посла вызывает на ковер их государстве и говорят, ашхудуйте, что Эльче. Сунах, куверишь. Неудивительно, что вот эти, например, Там не было. Ажа, Тесла. а вот Собрались, вышли все вместе. Будулак, видите? Массу был на Будулак, демонстрацию. Вот видите? как они выходят там Палестину защищать? Да, Бить. так, Был, ну, как ночью бить, Техман но защищает Арбер, Буш, или еще кого-то. Это Мабас, ночи, Мабас. Они такие, не до арабы, не мусульмане, не до арабы. Это они, и естественно, Палестина. Абдаитин взяли бы вот так вот, дружно выходили бы. с этой целью надо избавиться от ислама, по-другому не получится. Можно я прерву вас всех? Если не Вот, Заза, вышли, посмотри, уходит. Я вот возмущение твое разделяю, но ты говоришь, все выйдем. Кто все выйдем? У нас большинство поддерживает это Вчерашнего событие. дня, как только зашел, возмущен Азбаграт Тоща. Поэтому ты на Кто, меня не я? реагируешь. Да, ты. Смотри, Заз, ты что? Это, подожди, пока ты связь Это не он нормально. мне вчера высказывал? Он тебе не высказывал вчера. Заз, перестань махать саблей, я вообще не в курсах, о чем ты говоришь. Сабли не машу, я сразу отрубаю. Поэтому зря ты так. Тем более не надо отрубать, я не заслуживаю этого. Перепутала, извини. Ну, Вчера конечность отрубила уже. Пару пальцев. Пару. продолжать. Так интересно было. Ждыч. Пациенция, кстати, ты знаешь, что значит пациенция? Ну, не просто так написал, но предполагаю, что знаю. Ты, значит, на испанском говоришь? Правильно, spell zero. Не, мне нравится испанский, я когда-то учил, но это было давно и уже. Не отходите от темы. Ну, насколько я понимаю, пациентика – это древнелатинское определение. Терпение, да. Пациенция, Да. терпение. Ну, все, я нечаянно влезла, я просто хотела это спросить. Я все равно хотел бы, чтобы ты выслушала вот мое мнение. Смотри, у нас большинство поддержало это, вот это событие. И когда говорят, что это относится по национальному признаку к нам, они, наверное, частично правы. Кто выйдет на улицу и говорит, про нас так нельзя говорить? Мы в душе-то знаем, что как бы большинство из нас, я-то это не поддерживаю, и ты не поддержал. Но в большинстве своем знаем, что у нас большинство населения по каким-то таким или иным причинам или под пропагандистскими причинами, они обязаны это поддержать. И, мы скромно молчим.
Я все. Сила махнула шашкой и Да, слиняла. пару пальцев не отрубила и ушла. Ибраим, яйца, ходу сега. Только бурак маицла, ты уже этим бураком достал. Сашун рез ват замер кучвахи духайот шуя блокировать я шубош. Игуду. Да кто ее блокирует? Я ее не блокирую. Да, бос, а еще говорила. Ой, певец. Сидите так солнце. Да. Может, она манипулировать пытается, хочет заставить всех виноватыми себя чувствовать. Чувство вины, да, выпад. Ты прям Шерлок Холмс патентика. Внимание к деталям, основа моего детективного метода, босс. Саляф там ауэйшу. Столько людей, да, Салях, видимо, ушел на 40 дней в пещеру, как когда-то, чтобы когда его тело полностью очистится от шлаков, от земных этих, то он новое откровение получит. Возможно, он даже поднимется в ранг, как Абу Неосана, в ранг пророка. Дана, это правда? Такое возможно добиться? Чакры, если он откроет. Да? Представь себе, 40 дней ты 40 дней в пещере посидел, не кушал, в темноте там, слегка, короче говоря, сдурел. Ну, организм начинает выставлять то, что, ну, экстремальная для него, считай, ситуация. Да, галлюцинации же вызывает. Конечно. Да, и он принимает какое-то решение, что для него важнее. Это равносильно тому, что ты бегаешь, так, километров 12, решил пробежать 20 километров. И у тебя оценка ситуации происходит, голова освобождается, и ты понял, что ты хочешь. А если ты еще и психопат или шизофреник, еще ярче это все выявляется. Чакры Шайя Уотсон, ты слишком презентующий. Чакры. Да. Ну, не в его, конечно, случае этого уважаемого, кто бы он ни был, кто там 40 лет сидел. Конечно, он молодец. Саляфу откроются чакры. По Парматеви, открытый пророк. Да, благословите и приветствуйте его YouTube. Тесла. Хазиты у нас, ну, наши суфи, они, как это называется, тоже вот так вот отдалялись куда-то и 40 дней провести дуая. Ну, короче, какие-то ритуалы проводили, и в итоге им давали сиджи. Ну, Они это говорили, суфийская инициация шейху, это мистическое вот это направление суфизма, где титул шейха, чтобы получить, нужно 40 дней поститься, и пока тебе откровение не будет прислано лучше, короче. То есть вот этот суфизм, он, видимо, когда ислам распространялся в сторону вот этого Азии, Востока, там он как-то перемешался с местными медитативными практиками, и кто-то, видимо, решил создать вот на стыке этих вещей. То есть вот это 40 дней питаться, это же все эти буддизм, практики, там, кришнаизм, то есть вот этих религий восточных. То есть, видимо, это как-то, короче, трансформировавшись, стало частью, как и зороастризм стал частью ислама, так и, видимо, в суфизме вот эти практики были импортированы. Дервишами они назывались. Да, дервиш это классический так.
исламский вот этот монах, скажем так, с этим бэкграундом. Медитации собираться здесь, шемячки, были такие, келли жили они там, это я знаю. До сих пор есть Леха Маршал, Душек-Басарга. До сих пор в Турции они есть. А что, Фрэнк, у тебя там грипп, что ли? Ты Чонгша, да, Маршал? Да, что-то я немножко прихворала. Дерейс. До сих пор они вот эти дервиши, эти танцы до сих пор и для туристов, и мечети у них есть, и клубы закрытые, открытые. Они входят в этот... Это не совсем те дервиши, аскетический образ жизни, странствующий монах. Раньше вот так это было. Да. Да, это танец дервиша в Иране, которые немножко другое. Это название одно и то же. Оказывается, туареги тоже до сих пор есть. Я вообще была удивлена, когда начала читать об этом. Вот эти мужчины, которые в синем. До сих пор даже есть пигмеи, бушмены. Представляешь, вообще. Слышно, танец Дервишева, что ли? Ибрахим Дервишев, Бывает, Кручение дервишей, да? Вот это у них как этот... Как у нас вот этот мажевичок, который отвечает за... Домой, я вас слушаю. Я говорю, у них вот этот стабилизатор мозговой очень мощный. Здесь 2 раза крутанешься, уже не можешь в себя прийти, на какой ты планете понять. А у них вот этот стабилизатор мощный. Вестибулярный аппарат, ты хотела сказать. Да, про него. Нет, мне что интересно, раньше Софьи читали книгу. А ты тренируйся, как они. А как узнать, человек в Австралии или в Австралии? Вот как определить? Если ты выйдешь на улицу и увидишь 2 дерущихся на улице кенгуру, значит, ты в Австралии. А если ты выйдешь на улицу и увидишь кенгуру, который забивает косяк, то ты явно в Австралии. Тесла, хороший лайфхак. Мне было бы интересно послушать. Марш Войла. Дана, подожди, откройте чакры Мустангу. Тесла, нага. Австралия, Кингрус, Австралия, Хуба, Хуба, Будда из Германии, между Тахия, Тига, Цеганси, Тахия, из Европы, Кингрус, А есть кто реально пробовал медитировать вот среди вас? Кто-нибудь есть, кто медитацию проходил? Я. Маша Олзас. Да, Маша. Да, ты йогой занималась, да? Йогой занималась. Последние 2 года занимаюсь крия-йога. А ЛСД не пробовали? Вот крия это же ЗАС без религиозных вот этих, да, моментов. Крия это не религиозно. Причем тут и в религии и йога. Да. Нет, я имею в виду, есть же йога, которая как бы там вот эти связаны с вот этими ритуалами, а есть обычная йога, которая... Монахи против Ваха, которые... Да. Кришнаитские эти брахманы. Это хатха-йога, наверное. Вот, они же по-разному называются. Это не религиозный ритуал все равно. Она за права тут. Это просто практика этого дыхательного упражнения, гимнастики, придуманная вот этими монахами, как кунг-фу, которые эти монахи делают. Это не значит, что кунг-фу это религиозная практика. Вот, значит, крия это которая не религиозная, а хатха, да, ты сказал? Это которая... Нет, я не думаю. Хатха просто другой тип йоги, но другой тип. Любая йога это она придумана этими брахманами.
А вот эти, которые от солнца питаются, это кто? Которые сутками не Это едят? вранье, скорее всего. И у нас нету фотосинтеза, чтобы мы питались от солнца. Кстати, есть генное редактирование, есть такие и фантастики встречаются. Адам дуй, и клетчатся, и менять ее, генное редактирование, чтобы его кожа могла, как деревья листья, солнечный свет перерабатывать в энергию. Короче. И они вот на солнце им кушать им очень мало нужно. Такие люди в фантастических фильмах, в научно-фантастических фильмах встречаются. Они могут неделями не кушать, например. Bu kanal yo, Rem TV yo, Michkachoso. Bustul Buiku za Chasa. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, ахи. Да благословит и приветствует тебя ТикТок. Соук бусолца хочу. Полностью телеактуация, правда, к сожалению, Салях, который полностью бусол телеактуал, нас покинул шейх Алдахвахна и на 40 дней в пещеру. Ему кто-то отключал микрофон. Это вообще не серьезно. Зачем ему отключали микрофон? А может, он просто технический какой-то сбой был, а он решил, что ему микрофон отключают. Бога, вот я сейчас не могу говорить, даже возмущаться. Ему никто микрофон здесь не отключал. Там я просмотрел полностью, когда выключить не можешь. Это было что-то с интернетом было. Да, у меня тоже микрофон никто. Я проверял, просмотрел, слушай, а выключите, что сквозь выключить иначе. Просмотрел полностью. Я не в машине, а он отключается. Это хажа само уходит. Да, ищется положение, он решил плохое подумать, и я обиделся. Там 30 человек писали, вырубать. Он не обижается. Я вам не верю. Сегодня зама тоже жаловалась. Говорит, ее блокируют где-то в чате и здесь. Искусственный интеллект, вирус гуляет, живет своей жизнью в интернете и гуляет, и делает гадости. Этакий домовенок киберкузя. Всем поднять. Это бесконечные ионы. Самая бесконечная тема – это выяснение человеческих отношений. Это может продолжаться миллион лет. Или 2 миллиона лет. 2 миллиона лет. 3 миллиона лет. То есть, в смысле очень. İşte tu حدث أميلة هاي نسوق ودا نقع بنقطة السجا عفوس ولا كوتشي ولا دوا هو سنتيام هو سموا هو حتى بقول شيء بيتقول متقول شو خل بال بخل بيتقول شو تردوش بيتقول متى بخير وبيتقول غضب عن تندي بارك شو على الرواد شو بدي А так, политика, тема хелспиенсен, вистхел интерес, саволсен, если стоит, студент бинардер, политика, Тесла, Таган Руслан, Нор, Кучва, Руслан или Рустам. На Луне гели-3 нашли, говорит, эти кинезы, Чина. Еще с 50-х годов известно, да, что на Луне гелий-3 есть. 60-е. А что он тогда, как за новость это выдавал? Поскольку это как бы теоретическое, ну даже и практическое знание, но в больших количествах метки кореннобож, можете или зара. А так вся поверхность Луны постоянно бомбардируется атмосферой и солнечным ветром, то есть солнечная радиация постоянно бомбардируется. Из-за этого происходит вот эта трансформация, и он за миллионы лет покрылся слоем вот этого
гелия-3. На Земле его практически нет, очень мало его. Гелий-3 это идеальное, ну почти идеальное топливо для термоядерного реактора. То есть Вот, без Ильич, да? а, Как без раз на радиации. Луне прям там можно было бы сделать вот это термоядерная реакция еще систем. Да, там воздуха нету, то есть не нужно его изолировать, сразу магнит хватит. Загнать туда и вперед плазму. Но пока что плазменный реактор гениац, это все болтология. Нейтронные реакции при их температуре. Есть Бах, гелий, трицан, еще. То есть это все пока не практически нет демонстрационного образца какого-то, который это делал. Так, да, довольно-таки это не средненькая новость. Тесла вот недавно в ТикТоке видела видео, как парень там, короче, через какое-то приложение, взломы чего-то, через Даркнет, что ли, типа всех вакцинированных, на всех вакцинированных слили базу. Правда, нет вот эта система, то, что действительно этот чип есть? Не понял, какую базу, каких вакцинировал, не совсем. Давай я тебе вот сейчас видео отправлю, глянь, там оно недолгое, в принципе. Оно без вирусов, вдруг я кликну и тут же Но мне оно у это... меня в телефоне, если оно у меня... как, да, действительно, а как можно? есть. Тогда в чат закинь. Расскажи просто, что там и все, в 2 словах. Короче говоря, он открывает программу, через Darknet какая-то база данных, начинает на экране выводить, вводит вот этот идентификационный номер человека, который вакцинировался спутником, и на него полностью вся база, вплоть до того, в какой данный момент у него давление, чуть ли не артериальное и такое, все вот эти моменты, в каком он состоянии сейчас, пульс, вот это все. Правда? Такое вообще возможно? Ну, она больничный, койка тыгла, он датчик штилетен. И пульс, давление, есть еще, в чем здесь проблема? И что это даст? Нет, там имеется в виду, ему сейчас спутник ввели, да, и потом вот эти микрочипы 5G, они передают, короче, информацию, что с ним Во-во-во, там происходит. про 5G тоже, он типа эти микрочипы Нет, 5G нет, передает. чтобы Сейчас уже передавать, Wi-Fi 7 есть, Tesla Wi-Fi 7. чтобы передавать электронному устройству, требуется энергия, то есть электричество нужно, батарейки есть. Без этого ты... Плюс еще передатчик и приемник друг от друга фундаментально отличаются тем, что передатчику нужно в 16 раз больше энергии, чем приемнику принимать. То есть на такое же расстояние. Приемник может находиться в дежурном режиме месяцами на какой-нибудь там, скажем, литиевой батарейке. А передатчик буквально за пару часов эту батарейку выжмет и передавать. То есть это энергетический монстр, который когда дела, если у тебя в голове какой-то передатчик, который что-то передает, тем более на спутник, то ему нужно очень много энергии. Где его взять? То есть таких технологий физически в данный момент не существует, они невозможны. Как только, я не знаю, какой-то гравитационный резонанс, там что-то такое откроет, может быть, придумает потом какой-то ионы натрия, например, чтобы они там создавали разность потенциалов, там получались какие-то милливольты какие-то, и этот гравитационный резонанс, не знаю, квантовый дебук, что там у них есть, квантовая запутанность. И чтобы оно, фантастическое устройство должно быть, чтобы оно из человеческого тела в микроскопический размер его что-то куда-то передавало.
А вот как приемник, да, со спутника можно мощный послать электросигнал, и внутри этого будет какой-то резонансный контур настроен на эту частоту. Можно вообразить такой маленький чип, который, не знаю, платиновую оболочку его обернуть, чтобы не окислялся. Платина может до 20 лет в человеческом организме не окисляться. То есть она в этом смысле очень хорошая вещь. То есть что-то тебе, какой-то участок мозга, что-то можно куда-то передать. Но у нас мозг, он полностью работает как это единая вещь. То есть от этого мало что ты это Ну, повлияет. посмотри на форуме, вот я это видео с ТикТока скинула, То есть гляньте кто-нибудь. нету таких технологий, чтобы что-то из головы у тебя куда-то передавало энергию. Есть способ тебя подпитывать на расстоянии. В 1000, по-моему, 950 каком-то году советская гобня создала радиоустройство, передатчик, который работал от внешней энергии. То есть батарейка. Резонансный контур реакции, через улицу, например. У тебя большая катушка, ты ее подсоединил к большому трансформатору, раскачал его большим этим лампой какой-нибудь выходного каскада, там, не знаю, 300 вольт на аноде, отдалости, да, и через улицу вел американский посольство, небольшой был жучок с этим самым контуром настроен на ту же частоту, и low-pass фильтр нижних частот. На конденсатором. На нем накапливалась энергия, достаточная, чтобы и приемники, микрофон запитать на другой частоте уже обратно передать это через улицу. И вот так в течение, не знаю сколько лет, 10 лет русская гобня слушала, что говорили в посольстве американском. Ну, точно знали, что они там говорят, что они там решают, как они по телефону говорили. Вот эту жучок они им подложили, и посол в школу пригласить, какую-то московскую элитную школу, его пригласили, и дети, пионеры там, не знаю, девочки красивые, мальчики такие аккуратные, в галстуках, 10-летние. Вот то, он подарок, они гибня им отдала какой из дерева выточенный американский герб, то есть на уроке туда и на то. Этот герб они вручили послу, посел, беш, хаста, чуть ли не расчувствовался и повесил в своем главном кабинете этот самый деревянный герб, в котором находилось находился этот самый жучок без батарейки. И они вот так годами. То есть у гобни была проблема, эта батарейка. Ты видишь, что даже через улицу на расстоянии, сколько там было расстояние? 40 метров, 50, 60. Даже с таким расстоянием это целому государству необходимо было расстояние запитывать этот жучок, чтобы послушать, что там говорят. Потом на заседании они показывали этот деревянный герб американский, жучок. То есть обычный детектор. Не, электроника там была, просто батарейки не было. Это обычный детекторный приемник, программный передатчик, ничего там особого нет. Это можно на кухне собрать за 2 часа в наше современное время. Окей, тогда как работают вот эти импланты Мотива компании, швейцарской компании, по-моему? Женские импланты, что они делают? Есть приложение, человек, который устанавливает эти импланты, он через приложение отслеживает состояние имплантов, которые внутри них. Как это работает? Так, я тебе могу несколько способов описать. Стимулятор это сердце, например, на батарейке. То есть тебе стимулятор сердца тоже, литиевая батарейка может очень долго работать. Если потребление только маленькое, какие-то миллиамперы, микроамперы,
есть он будет такие микроимпульсы там периодически давать, и он может несколько лет у тебя в организме проработать. Это раз. Второе, можно вывести вот эти платиновые или золотые, золото тоже не окисляется, контакты наружу кожи, там, и периодически заряжать батарейку через вот эти тонкие провода, которые там хирургическим путем как бы наружу выведены из. Третья возможность, как зубную щетку беспроводную, когда ты заряжаешь, то есть сделать вот такой, опять же, небольшой контур колебательный, тоже где-то поближе к коже его туда-то вшить, и заряжать ты получаешь сигнал там, что батарея, ты берешь вот этот зарядку, подносишь этому месту, как телефон, и даешь заряжаться, потом убираешь его снова, и он у тебя уже сколько там, несколько дней будет снова в зависимости. И вот когда будет заканчиваться, снова, например, или к плечу, куда он зашит, снова поднесешь вот эту зарядку беспроводную, она ты зарядишь, делаешь еще. А есть современные какие-то, но исследования, то есть какие-то бактерии, которые могут электричество вырабатывать, üstsään подцепить геном, заимствовать, то есть это куча этих разных вещей есть. Но еще раз тебе повторяю, чтобы что-то передать на спутник, это тебе нужно здоровенную штуку, ну как минимум со спичечный коробок, батарейка и улша, сунуть под череп, вывести какие-то титановые, я не знаю, эти электроды, и возможно, если ты не в здании находишься, а в открытой местности, то, возможно, ты сможешь передать до спутника какую-то телеметрию из своего мозга. Но это будет длиться несколько часов. Ты про 6G читал вот это уже разработка там есть? В 9000 раз. В 9000 раз быстрее, чем 5G. То есть там в секунду почти 1 терабайт он перекидывает. Но проблема, знаешь, какая у них будет проблема? Еще больше мы это с каферами станем. Нет, препятствий меньше возможно, то есть прорываться будет хуже. В здании хуже будет. В подвале вообще не будет. Ну, я, честно, не получила ответ. Чем выше ты поднимаешь частоту, тем твой передатчик превращается в радар. А радар что делает? Он посылает пучок этого электромагнитного излучения, и оно отскакивает, отражается от самолета или от чего-то там, от танка, возвращается назад, и за время, которое путешествовал вот этот со скоростью света импульс, разделить на 2, и ты узнаешь там расстояние до объекта при помощи радара. Вот то же самое, чтобы больше информации через вот эти самые 4G, 5G передать, ты вынужден частоту поднимать, чтобы уместить вот в эту на несущую частоту как можно больше информации насадить, и вы поднимаешь частоту. Но у этого есть обратная сторона. Частота внутри здания перестает работать, то есть отражается, возвращается. Ну, а в случае тогда вот разница между 3G и 4G и 5G, там же нету такой разницы. Есть разница. 4G хуже пробивает стены, чем 3G или там 2G. Ты вообще можешь коротковолновый передатчик 70-х годов взять, 60-х, 70-х, и связаться нам с Северным полюсом, там, с Австралией. А попробуй ты с радио, ты в зоне просто видимости. Твой телефон бьет только на пару километров до ближайшей ретрансляционной станции, которая в зоне прямой видимости находится, башни Калио. Сравни Австралия и зона прямой видимости. Все потому, что частота передатчика вот этой коротковолнового, она там какие-то десятки мегагерц. А частота твоего телефона, она гигагерцы. То есть там может и 2,5 гигагерца, 1000 мегагерц. То есть больше информации перекинуть ее, но у этого есть обратный эффект. Частота увеличит мелвио.
обратный эффект, Да, препятствие. и меньше пробивать. Шаг наоборот, тогда по логике 5G она менее же опаснее, 6G еще менее, раз она стену не пробивает, как бы. И мощность, видите, всегда. Да, нет, технически ты прав, да, по черепу вариации будут, но все-таки череп и стена это разные вещи. И зависит, и направленный елдерле. Чисто поднимать мел, тебе больше энергии приходится затрачивать на это, на передачу. Например, рентгеновские излучения, это тот же, что и электромагнитная волна иона, которая передается этим. Просто она очень-очень высокой частоты. Длина волны очень-очень короткая, там она в нанометрах исчисляется. То есть рентгеновские излучения, ты можешь за стенку спрятаться, тебе, может, ничего не будет, тем более, если это толстая стенка. Но близко от ИОХ, конечно, она тебе ДНК будет вышибать. Получается, чипы, у них нет шансов внутри нашего организма работать. А как тогда эти приложения работают от всяких разных имплантов? Ну, а смотрите, как импланты запитываются электричеством. 3 Ну, способа я же тебе привел. ну, эти женщины же Что? не запитывают, они же не подсоединяют, не заряжают же никак. Ну, покажи мне этот имплантат, я скажу, как он тебе работает. Короче, батарейка там литиевая на несколько лет, потом операцию делают, меняют батарейку. На Либо 5 внешне, лет, короче, у них там. ну, На может и 5 лет может 5G, быть. может и 5G, не знаю. Нет, на Запитывать. 5 лет гарантия дается. Знаете, 5 лет это батарейка. Кабала, Что вы 3G, говорите? интернет. Про телефонную связь или гую и 5G? Новый яйцо, интернет передавать, те ж Wi-Fi. Wi-Fi, ну вообще даже Wi-Fi. Tesla. Кабала, Нет, 3G, интернет, GPS, يفتكر إذا يقع عن شارع لحظة إن ضيع قطع كتنا عوقع تغل. ما باخر ديستريكت إن 3G طيالس خانا. شين بحتا خطا عيل شيء بارا بور أسكو GPS. أهان كل يقع لجي. تو إسرائيل دم يلا يو إسرائيل حاله يو تشتري جنوب. دوك أنرجي يشقل فولن تذكر تقدر. تشتتا ما لا لكر ما خلر دوك أنرجي هذا بطريق واقع. أتريد نوخشين بحتا не только что Вот доп. Энергия Кэфу. он огибает препятствия лучше. Этот прямее летит, он делает здание, затемнение еще. Кубаза. Чем выше 5G, 4G, чем ниже, тем лучше связь, ты говоришь, или Игуду? Чем ниже частота, то есть по старинке, тем дальше ты можешь бить волной. Чем То есть информации он же лучше, информации чем только 3G. общаться. Короче, я тебе одну вещь скажу. Вот когда ты смотришь телевизор, вот давай мы находимся в 1900, допустим, 80-м году, мы в каком-то Урюпинске живем, у нас есть телевизионная вышка, есть, которая на этот Урюпинск нам обеспечивает аналоговым сигналом передачу Первого канала. Мы все слушаем его. Но в Германии где-то есть, например, в Берлине тоже какая-то вышка, которая местные каналы, например, CDF, там какой-нибудь еще, передает своим немцам. И тоже там на расстоянии 50 километров, там 60 километров бюргеры немецкие тоже смотрят свои каналы. Вот тебе я задачу. От телевизора у тебя есть приемник, который может и эти частоты ловить, вот этого немецкого телевидения. Почему ты не можешь это сделать? Как ты думаешь? Зас. Да, других спрошу. Почему вы думаете, что в Советском Союзе нельзя было ловить немецкие или американские телевизионные передачи? Вроде бы у вас передатчик можно настроить, приемник, вернее, телевизор можно настроить на те же каналы, тот же NTNC, PAL, французский SICAM, все ловится,
все ловятся. Но почему мы не можем смотреть их передачи? Приемника Вопрос не на было же. Как это не было? Твой телевизор и есть приемник. Это на определенное время километраж. Дальность. Радиоволны просто меняются на прямой видимость. Исключение короткие волны и длинные волны, которые отражаются от ионосферы, стратосферы. Там. Вот. То есть вот Чем выше частоты нашего частота, тем телевизора, она чувствительна препятствию. То есть прямо пропорционально. Вот так можно отлично, сказать. отлично. То есть, несмотря на то, что на этот приемник телевизор, он и чувствительный, у него антенна есть, но он не способен из Германии ловить передачи на частотах, например, я не знаю, там частоты были десятки мегагерц, скажем так, или сотни мегагерц, дециметровый диапазон. Например. Но то, что свой в городе и транслятор ты смотришь, короче. А немецкий не можешь из-за расстояния. Дуга Земли не позволяет волне достичь этого от немецкого Берлина до Урюпинска. Но я вам скажу интересную вещь. В 1936-38 году, то есть до начала Второй мировой войны, в Москве можно было собрать телевизор и слушать и смотреть, вернее, и слушать берлинские телепередачи первого телевидения, которое там функционировало. Как это получалось тогда? Это стратосфера отражается, это наблюдается эффект при дождевой грозовой погоде. Можно было у нас в Грозном поймать украинское телевидение или что-нибудь такое, но это временное явление. Нет, там не временно, можно было в любой момент передачи немецкого телевидения в 1938 году, можно было на территории Руси при хорошей аппаратуре свободно ловить немецкое телевидение, используя вот этот старинный телевизор, диск Нипкова там с разверткой. Короткие волны, скорее всего, они же так как пила отражается вверх-вниз, вверх-вниз. Да, ты прав, но немножко поправлю тебя. Дело в том, что телевидение тогда, немецкое вот это телевидение транслировалось на средних волнах. Угу. Понятное дело, что ты мог бы ловить где хочешь, лишь бы это достаточная чувствительность приемника была. В зависимости от времени дня, эта мертвая зона перемещается. Да, он отражается и от этой ионосферы. То есть средними волнами и диск Нипковый, там сколько развертка, там всего лишь 140 строк. То есть в средних волнах можно насадить достаточно телевизионный сигнал. Его полосы пропускания хватит, чтобы черно-белую картинку в 140 строк кинуть, а проблемятся он. И ты мог спокойно, хоть из Америки, эти на коротких или на средних волнах телепередачи смотреть. Но, конечно, качество там оно очень. Как и передачи, и радио мою, где у тебя написано там, Лиссабон, Вена, Нью-Йорк, Москва. Вот то же самое, только ты мог только телекартинку прямо получать вот из такого телевизора, из Лиссабона, из Нью-Йорка. Если это все вот так продолжалось бы, конечно. Потом все перешли на метровый диапазон, дециметровый, и, конечно, эта лафа закончилась. Ты не мог из-за границы телевизор смотреть. Можно я зачитаю вот этот момент, про который я спрашивала? Я вот нашла описание. Зачитать можно? Да, зачитай. На имплант устанавливается маркировка по размеру не более зернышка риса, куда наносится 15-значный номер. Информация считывается с помощью специального радиоволнового аппарата. По номеру из базы данных можно найти всю техническую и гарантийную информацию о данных имплантах, а также место и время проведения операции, имя хирурга, клиники. Таким образом, вся нужная информация доступна и сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации импланта, то есть внутри человека. В целях безопасности и доступ к базам данных защищен паролем и открыт только врачам, клиникам, производителям медицинского оборудования, которые при доступе к информации подписывают соглашение о неразглашении информации. Вам непосредственно в близости считывается аппарат, вне непосредственной близости считывающего аппарата, и при отсутствии пароля информация остается недоступной.
В результате проведенных в швейцарской клинике ST Джейлон Кентон исследования 2010 года было обнаружено, что маркировка RFID не влияет и не мешает работе посторонних считывающих устройств, которые в свою очередь не могут нанести вред микрочипу на импланте. В ходе тех же самых исследований выяснилось, что и при компьютерной томографии СТ наличие чипа не влечет за собой ухудшение качества изображения. Также весьма маловероятно, что маркировка RFID может вызвать затруднения при прохождении контроля безопасности. Чип сам по себе пассивен и может быть активирован только с помощью специального считывающего устройства. Некоторые даже верят, что с помощью инсталлированного чипа можно следить за передвижением человека, получить доступ и злоупотреблять его личными данными. Вот такой момент. Флайнг, ты знаешь, есть такая должность президент. То есть президент это должность. Но президент Америки это, президент это. И сама. Имплантант это просто имплантант. А худешь имплантант? Куда то? То есть вот есть стимулятор сердца, вшивают тебе его, он поддерживает электрическими импульсами много лет. А ходок дуй и дед тоже помогает ему, потому что там электрические импульсы деградируют, а слух мелхоль. И вот тебе сшивает вот этой с литиевой батарейкой стимулятор, кардиостимулятор, и он тук-тук-тук, он дополнительное электричество, короче, под КФД, чтобы док твой хорошо бился, короче. Вот кардиостимулятор. Имплантант можно тоже такой, этот кардиостимулятор можно снабдить на расстоянии сплатить мута телефоне и сам вот этим NFC считывающим устройством, и поднести модельные резонансные контуры, прореагировать и подзарядиться. Он информация о пакетом. Я такой-то имплантант, меня туда-то в это время вшили, батарейки отцелись на энергии, привет тебе, и что в этом такого будут тягать? Я вот не пойму, где тут заговор, не заговор. Нет, какой заговор? Я про заговор не говорю. Я говорю, что действительно ли этот чип так, действительно ли он работает? Можно ли действительно платить за это деньги? И действительно ли ты как бы можешь отслеживать состояние этого импланта в своем организме? Не, и имплантант, худеющий. Но это на увеличение женских частей. Вот сейчас все его используют уже 15 лет. Вполне может, что электричеством можно стимулировать рост клеток. Это известная вещь. Может, есть. Надо смотреть, во-первых, надо смотреть сертификацию этого. Во-вторых, искать в научном журнале сделанную работу, на основе которого эта технология придумана. То есть поиск запусти, или искусственный интеллект, специально, если можешь. Или, не знаю, просто Ну, через значит, через вакцины могли же все-таки эти чипы тоже вводиться, Нет, получается? вакцин теперь, то есть он должен быть микроскопического размера, то это не получится у тебя. И я могу большое устройство создать, с ноготь человеческий, например. Какие-то крутые японцы могут еще меньше, но в чем смысл? Через жидкость куда он полетит, он же с почками выйдет оттуда, короче. Там в операции со смыслом лезет. В чем-то смысл был, этому нет смысла пока технологически. Но он черный ящик сам ногой, и обычному обывателю вся эта физика и электроника кажется каким-то этим, черным ящиком. И они, не зная, что от него ожидать, могут поверить любым слухам об этом черном ящике, что оно это может, что оно то может. Как и, например, люди уверены, что, оказывается, вот эти программисты, хакеры могут там, не знаю, пароли ломать, они не могут никакие пароли ломать, хэш-код появится мобильный, это невозможно сделать вообще. Они фишингом занимаются, то есть он ссылку кликнуть, да и он инжекшн, фальшивый сайт, видит, что ты на него пошел и что-то кликнул, и в общем, чтобы чисто этим занимается. Ты пытаешься, чтобы ты сам выдал, ошибку сделал и сам выдал свои какие-то эти пароли и этими вещами. А взламывать, как это делалось там, не знаю, в 90-х годах, какие-то хакеры
пользуясь вот этим несовершенством этой системы, взламывали. Это сейчас невозможно это сделать. То есть это все будет твоя вина, ошибка им. Kögöydüne şalıtga göz dep. Просто для меня это была такая сказка, когда вот я столкнулась у моей, ну, знакомой, когда она говорит, я после операции проснулась, и мне врач зашел, скачал в мой телефон приложение, дал документы и сказал, вот все, теперь вот с сегодняшнего дня мы будем отслеживать в год один раз по приложению. Если какие-то будут непонятные ситуации происходить с самими имплантами, приложение будет тебя об этом уведомлять. То есть она даже не знала. И ей там объяснили, что ее могут отслеживать сама себя, то есть она может отслеживать по GPS. Это почти как GPS, получается, встроенный в тебя. Поэтому я удивилась, честно говоря, сильно не углублялась. Но из ряда фантастики что-то такое было. Технически возможно Wi-Fi, надо от него запитываться. Он будет посылать пакет обратно какой-то. Конденсатор зарядится там, какой-то танталовый конденсатор малюсенький. Он достаточно зарядится энергией, чтобы выплюнуть короткий пакет энергии, который перехватит этот Wi-Fi, телефон твой. И там будет вот вся информация, что там он накопил за время своего этого контроля. То можно это сделать. Но это не есть какое-то там управление через чип или там вакцины. Ни при чем здесь. Ну, медицина конкретно шагнула вперед, я скажу. Это просто шикарно, то, что сейчас происходит. Сейчас она шагнет очень сильно вообще. Этот искусственный интеллект, все 200 миллионов этих комбинаций белков расшифровали. За это дали Нобелевскую премию недавно, если вы контролируете. То есть мы знаем, как сворачиваются все белки. Это фантастическое достижение. AGI, потом супер AGI. Все, медицинские проблемы там будут щелкаться каждый день, там новые и лечить телошин. Индивидуальные доктора будут именно под тебя заточены, которые все знают о твоем здоровье, вплоть до атомов, и контролируют его, может предсказать ухудшение. Я видел, и встроенные сейчас контролируют. Вот сейчас, говорит, исследование идет, будет просто колоссальный прорыв микрохирургии глаза. То есть человек, который навсегда мог забыть о том, что зрение может быть восстановлено, будет, говорит, установлен какой-то... Раньше же кристаллик какой-то устанавливали, и какой-то процент зрения восстанавливалось. А сейчас это будет в таких новых технологиях. К концу 2027 года, что ли, будет уже открытие. То есть человек, который глаз не видел, вообще все 100%, что ему смогут 40-50% зрения вернуть. Это просто, конечно, мурашки аж по телу, что микрохирургия до такого уровня уже дошла. Микрохирургия – это другое дело. Я говорил про вообще медицину скоро действительно будет очень круто. Фармацевтические вот эти препараты новые. Возможно, и омоложение, продление жизни обязательно, и это случится, скорее всего, в ближайшем будущем. Там большой вопрос возникает, будет ли оно доступным. 100% не будет. 100% только супербогатые люди будут поначалу омолаживать курс бессмертия получать. То есть как в этом Элизиуме. Да. И
супер Ты богатые будут. сомневался Тоже в нашем мире, что ли? Ты еще сомневался? я стараюсь рационально думать. Хотя, то есть, Я, а вдруг это будет я не пессимист. настолько, то есть, а вдруг это будет настолько просто для искусственного интеллекта, настолько он придумает эффективный простой способ для обновления наших организмов, то оно будет всем доступно, короче, есть такие сюжеты в этой в этих дистопиях, там где-то 200 Ты не- миллиардов населения, Земля, все бессмертные, ты- и там специальная полиция следит за этим размножением, чтобы не размножались больше. не, то, что он это сделает это намного вероятнее, чем люди. Я Бог до конца ты, наверное, не допонял. Пока есть жадность, это будет всегда тормозиться. Видите? Он может это сделать, но это желание на этом заработать, обогатиться, это будет тормозить. Видите, как сегодня тормозится и технологии автопроизводства, например. Пока Нет, Этот нет, есть. но тут человек, это, понимаешь, все хотят быть бессмертными, то есть это тут не получится утаить, короче, э, тут как бы слишком это, и ну, политик, и все общество, ну, да, избранный нахуй, и технологии, шайн датличен, не знаю. Богатство равно власть. Видите, это то, что происходит. Там дегма, да, опять же, власть. Это власть избирается там, А, но я не, понимаю, там, Ким Чен Ир мог бы, судья Северной Кореи, швейцар, бессмертный круг создать, тем дальше народ ехать сидеть. Но на Западе это как-то проблемно будет, я имею в виду. проблемно, да, с собой у них все это на ура получится, но сам принцип уже человеческой жадности. Прикинь, если человек придумал и обладает такой технологией, думаешь, он просто захочет поделиться со всеми, с этой быдлой, он наоборот захочет, чтобы у него как бы с Ну, этим тут есть манипулировать одна, и власть. тут М? есть одна заковыка, то есть, дело в том, что эта технология, она не может быть одиночкой придумана. То есть это работа многих и многих институтов, людей, то есть она ну, чтобы эту технологию получить, это не изобретение, способное одиночку короче, сам как продавать под прилавки, ищите изобретение акций. То есть омолаживание это будет сложный процесс, в который будет вовлечены множество институтов, компаний, медицинских Пьецу, я пьецу, но это можно настолько сделать дорогодоступным средством, что простому обывателю оно будет просто не по карману. Тоже сегодня фармацевтика. Она преувеличенно дорогая, в принципе. Видите, то есть они наварились на этом ковиде тоже, миллиарды заработали, кстати. Я не хочу сейчас там заговоре говорить, но факт налицо. преувеличенный язык, конечно. Особенно в Америке она страшно дорогая и специально это сделано, конкуренции цахали. И что ждут, я согласен с этим, что медицина самая одно из самых Tesla, если интеллект, он хач, он вообще нереально довольно бессмертный. не знаю, а ну-ка, кинь мне ответ, как это интеллект, он нереально дубах. Этого не может быть. Какой-то интеллект тебе не тот попался. То Гинц нереально дубах или в будущем нереально. Если, актуально, отмеял знаешь, он нереально дубах. Но Гинц но бессмертный волобок, сам бьюч молодец. Ну, حدا يسرع ينزل сложный процесс очень терапевтичный. Путешествие на Луну, запуск ракеты на Луну, это знаешь, какое сложное? Там вся страна должна была весь свой этот Global GDP, Growth Domestic Product, напрячься, сколько лет там, 6 лет Америка, вся Америка работала на лунную программу. То есть сложно дудер хаба, но и сложно цадало бог, молодец.
Да, sadalo algērčiem Watson, например, هو رئيس هنس حكمت تعمل كوتشي عاول تلقى تالس بوالر أتنا هنس إيش توما أخذش возможно دويت مش دويردون إذا جو нереально خيطسо Телепортацию чуя? ну например ها Нет, ты не можешь. нереально خيطسо Да, Кетсу, Бог, дай прокомментирую. Телепортация из-за чуда, то есть ни с того ни с сего кузер там оказаться, там без промежуточной какой-то фазы. То есть это чистейшая магия, драконы, в нем волшебники, Гарри Поттер. А омолаживание это в природе происходит, процесс. То есть медуза, которая вечно живет и омолаживается, перерождается. Это зафиксирован факт. Есть какая особая акула глубоководная, она живет в холодных водах Северного, Ледовитого и Атлантического океана, и она 500 лет живет. То есть особь, которая 500 там лет, может больше живет. То есть животные, которые живут очень долго и омолаживаются, есть. У нас также есть бессмертные клетки, которые можно в пробирке их, цель теломер удлинять, чтобы они дольше длились. То есть по этому поводу накопиться знаний, искусственный интеллект по полной программе, это все вход в двери в лабораторию Господа Бога открывается. И бессмертие нереально, хундю еши асонто язина. Исламу элли, наверное. Нет, интеллекту язина еши асон барсов нереально хундю. Давай еще. Короче, достижение бессмертия кажется нереальным по нескольким фундаментальным причинам, связанным с биологической, физической и сложностью человеческого сознания. Вот основной причиной Алязин Цусур. Клеточное старение. Все клетки нашего организма запрограммированы на старение. С каждым делением клетки ее ДНК понемногу разрушается. И этот процесс называется укорочение теломер, защитных колпачков на концах хромосом. Когда теломеры становятся слишком короткими, клетки начинают терять свои функции и умирать. Хотя существуют методы. Можешь дальше не продолжать. Следующее. Накопление мутаций и повреждения. Ежедневно ДНК клеток повреждается под воздействием внешних и внутренних факторов. Следующее – старение тканей и органов. Даже если бы мы могли заставить клетки работать дольше, наши ткани и органы также изнашивают. Кстати, из-за суна дагденерон. Проблема сознания, перенос сознания и искусственной среды, как иногда предлагается в научной фантастике, сталкивается с фундаментальными трудностями. Мы пока не понимаем, что такое сознание на уровне нейронных процессов. И даже если бы удалось скопировать разум в компьютер, непонятно, был бы это тот же человек или просто его копия. Следующий. Энергетические и физические ограничения Бахова. Наш организм расходует энергию, а поддержание стабильной работы организма требует больше ресурсов. Даже если бы мы смогли продлить жизнь, потребовалось бы ресурсы для поддержания качества жизни и здоровья, что делает идею бесконечного существования маловероятным в условиях конечных ресурсов. И последний пункт. Этические и социальные вопросы. Даже если бы бессмертие стало возможным, это вызвало бы огромные этические и социальные вопросы. Перенаселение, нехватка ресурсов и социальные, это понятно. Давай разбирать. Чат GPT, милох искусственный интеллект. Чат GPT плюс он. Подписка ЕГИ. Йо-йо. Ремарки, это когда вы обсуждаете сегодняшний искусственный интеллект, вы забываете, что он всего рассуждает на уровне человеческого сознания, он не сам это, он просто тебя вычитал, например, скажем, грубо, Google он тебя вычитал,
Видите, прямо Toizen, no, tun dinyan şu ayaş yol informasiyat sunga, aktualniyat şer informasyon Да, sunga. да, да, хакет хойбок, Я и про него, я про этого ChatGPT это знаю. Да. Слушай, он hayal информацию, и он тебе говорит, кажется, то есть английский мота it seems to me, то есть он то, что в данный момент бессмертие невозможно и перечисляет все эти проблемы. Теломер, щи, там свободный радикал, щи, потом идею переноса сознания, он и обсуждает тешу. То есть та тебя хочет, что... Это процесс сацо ишмаят стахи, клетка деления, вот что мы функционируем. Ты сейчас можешь найти кучу лабораторий, работ научных, которые и теломер удлиняешь. Ты удлиняешь теломеры и заставляет по новой клетку, как омолаживаешь. Ты можешь найти японские исследования, которые рассказывают тебе, как они обычную клетку заставляют быть стволовой, то есть перепрограммировать, и она становится стволовой, которая способна опять-таки эти 50 делений пройти, и лимит клейфикать и качался. То есть, новый этот, хабеешь, да, рождаться решен, те рождаться решен, и лимит те новый клетки мичарел, если у тебя твои клетки полностью лимит те каштайолшич, цен и лимит йодчик, дамухла. Ты догоняешь, в чем дело? То есть специальные там полимеразы, подвигают мои раз и теломерш, то есть они снова становятся той же длины, но при этом раковые заболевания, гумшта, и у тебя разные примешивания. Просто забить, он какой-то методом тыка, он нашел тебе первый же этот и кинул тебе это. И несколько раз подробно, вот как этот в лабораториях настигает, возможно ли в лабораториях получить бессмертие, есть ли работы, дающие нам надежду на то, что человеческий организм может разные прошлые, он разные прошлые, он разные рабочие приводитель, он всего лишь какой-то общий журнальный или медийный статейку он тебе короткую кинул, что в данный момент, то есть момент я думаю, что в данный момент мы не можем пока бессмертие. Проблема кажется очень сложной. Где ты здесь, мы говорим тебе о том, что сейчас искусственный интеллект выдаст нам возможность получить бессмертие, можешь рассуждать. Будет там в районе 50, там 30-50 лет, а ты нам говоришь про сегодняшнюю ситуацию из какой-то статьи. Тесла, многие GPT подняли эту тему. Для меня он утрирую, опять же, это просто тот же самый Google, но он просто получил голос, видите? Он с тобой с голосом говорит. А так ты мог его просто прочитать. То есть он основывается и выдает тебе те знания, которые сегодня люди имеют. Я без этого чата могу сам прочитать то, что он тебе высказал там. Видите, Бог, то есть он всего лишь голос. И интеллект, есть интеллект, это не тот интеллект, который сам думает, сам придумает, как у человека. Короче, отсюда хата динамит актуально, да, это то, что гудо элдес. Ну, и бессмертие получите, или достигнуте. Короче, чтобы приблизиться к бессмертию, наука должна решить несколько ключевых проблем, каждая из которых предоставляет сложный вызов. Устранение клеточного старения. Проблема клетки нашего организма стареют из-за укороченных теломер, накопления поврежденной ДНК и других факторов. Решение исследований по продлению теломер и активации фермента теломеразы показывают некоторые результаты, особенно в лабораторных условиях на клетках и животных. Но пока это рискованно из-за потенциального роста раковых клеток бах. То есть, раковые клетки шли еще шубовцу. Ты меня слушал. Повторил то, что я тебе только что сказал. Ага. Ну, цигар, Ассамбо, гуду да, ху проблем, что цигар решить есть. Это денежно, чтобы полностью и бессмертие достигнуть, да, он отвечает, и что следующий. Всего лишь проблемы, смотришь, Миллер
всего лишь проблем, что будут их решать. Вот цел ахч будут массу миллиардер, мол, дунья это хайрваль, и их может спонсировать эти исследования геронтологии. Альва, следующий. Борьба с накоплением поврежденной ДНК, повреждение ДНК. Проблема в клетках с возрастом накапливаются мутации, которые повреждают ДНК и вызывают заболевания, такие как рак. Короче, решение хуюбахо. Некоторые методы, такие как редактирование генов CRISPR, позволяют исправлять ошибки в ДНК, но технология находится на ранней стадии. Также разрабатываются антиоксиданты и средства защиты клеток от повреждений, но их эффективность ограничена. Следующий. Контроль над эпигенетическими изменениями. Проблема с возрастом происходят изменения в том, как работают гены, что влияет на старение тканей и органов. Решение. Сейчас ведутся исследования по перепрограммированию клеток, чтобы вернуть им молодость. Технология еще экспериментальная, но показывает потенциал богом. Остановка, четвертый договор. Остановка накопления клеточного мусора. Короче, мусор шубасы, как гулыш. Проблема в клетках накапливается повреждение белки и клеточный мусор, которые ухудшают их работу. Чем решение ученые изучают метод очистки клеток, такие как аутофагия, процесс самоуничтожения ненужных компонентов. Некоторые лекарства и диеты могут стимулировать аутофагию, но их влияние на продолжительность жизни еще изучается. И почему знаешь, 100% бессмертие будет? Потому что просто биологически машины. Мы всего лишь биологическая машина. Любую машину можно починить. То есть заменить запчасти или это. Просто мы очень сложная, неимоверно сложная машина, и починка требует неимоверно сложных технологий. Так-то и проблема, что это возможно. То есть здесь нету теоретического запрета, как с этим телепортацией. То есть волшебство бессмертие просто требует биологической починки. Почему больше генов? Мы знаем, что мы генами, что у нас есть гены, что они эти наши клетки вот такие, такое делают, всякое делают. Абсолютно технические проблемы. Это просто то есть тебе ставят проблему так, полетим на Луну, сделать самолет, там, делать компьютер, и там, починить человека, что его клетки, чтобы они были бессмертны. То есть здесь нету фундаментального запрещающегося запрета какого-то. То, что мы сейчас это не можем, значит, что это невозможно там, в скором будущем. А вот и искусственный интеллект тут приходит на помощь, и вот эти 200 миллионов сворачивания белков, как они ушли, и расшифровать и все, мы получили ключ. То есть ключ уже в руках. И вот этот модель из искусственного интеллекта, который все реакции будет происходить, еще имитировать. То есть нам не надо на людях опыты делать, у нас будет компьютерная модель, которая все вот эти триллионы комбинаций переберет, и воздействие разных вот этих белков, разных лекарств, разных веществ, все это будет рассматривать. То есть мы первые, я просто сейчас предсказание сделаю, что мы первые получим не бессмертие, а продление и омолаживающий эффект. То есть возраст ансати, например, ты сейчас 40 лет будешь, к примеру, и ты на этом зависнут, смогут тебя, чтобы ты дальше не старел, отбрасывать тебя все время. 41, ты тебе снова 40. 41 ты хочешь, он снова ее терапия 40 ты хочешь. То есть поначалу будет вот такие вещи. И это уже вход в бессмертие, потому что ты уже доживешь до такого мощной технологии, что уже тебе проблема, что тебя там до 25 тебя назад скинуть. Проблема. Получается, допустим, коли та бессмертие достигнут его, то постоянно льет или что лучше, Зачем постоянно? Ну, Молодежь, молодость, на 5 лет.
Ну, допустим, мы тебя по 30 лет врача, а ты пошел в специальный центр, тебя скинули на 25. Все, следующие 5 лет ты у руках, у проблемы. Что, не хочешь ходить к врачам? Abo sınıfça normal temleri değiştirdi. Ну, хелбиез. 25 лет его кош, ничего себе. Когда ты стареешь, стволовые клетки. Есть такие вещи, стволовые клетки. Ты только что о них читал, кстати. Что они универсальные клетки. Они принимают любую другую клетку. Повреждение. Вот через покровители, методы, они в местные клетки превращаются. В клетки там костей, кожи, печени. Повредители, методы, заполнить ее собой, они становятся клетками этого твоего органа. Их около 200 вот этих наших разных типов клеток в нашем организме. И стволовая клетка – это уникальная клетка, которая может принимать любую другую, превратиться в любую. С течением возраста уменьшаться. То если у тебя 18 лет стволовых клеток было, ну, допустим, 10 тысяч на миллион нормальных, обычных, рабочих, то в возрасте 30 лет их у тебя будет, скажем, 1000 штук или 2000 на миллион. То есть в 70 лет их будет уже, может быть, 100 штук на миллион. То есть Тесла. Японцы уже просто без этих стволовых клеток достигли средней продолжительности жизни где-то 85 лет. Где больше, где меньше. Мне кажется, за счет просто корень лопуха и готовить ешь как-то, я шукцарит. Нет, и вся их еда из-за этого, скорее всего. Они на морской еде живут. То ли сок с него, то ли готовят его как-то. Нет, вот их кухня, их рацион, он и постоянно будешь, на ногах будешь, и кухня именно на продолжительность жизни работает еще. Вот нету вот этого мучных кишечник разрушать еще. Тесла. Допустим, бессмертный довой. С возрастом вообще рутина махули, да? Инсон, например, жим может стать активно, инсон до генема аравах, там царим болвали твешнис, да? Элементарно байсон. А психически, короче, выдержать и рыты бессмертный. Я понял тебя. Кстати, хунду хайн, он массом обрыдло, он хиет хайн, например, так орден, ты именно потому, что хогок полдер. Если тебе до 25 лет скинут, ты и чувствовать себя будешь, как будто ты свеженький. Кино тебе будет казаться очень интересным. И вот именно стареть волдела, а не потому, что ты где-то там сидишь за оболочкой, рулить, и тебе все надоело. Нет, тебе все надоело, он химический мозг, один дом. Tesla, تعمل هن صحلا دوكو جيموس تلاقي إيش شو بندات هنت كينوش إلرقة كينوش صحاش تلو وجه تشوع السنة إشاب بالقربات تشوع وجه هو غير دو خاسون وجه حاش تلوخ سو كينو هاش وسو إنزل دوكا لنا بمردات إشادك تعرفون قيدك دوس هذا عشان قي وقو تعرف سمو إيدون ها возраст. И химически это все образовано. Он как где-то волшебный сгусток, и цун сгусток, он координ мяч, понимаешь? Цун координ, именно у тебя идет чуешь информацию, постоянно компьютер халка ашу, ты перегрузил свой мозг втекающей информацией, и он тебе сообщает цун координа. И координ ты считаешь своей какой-то меланхолической, неизвестно где-то взятой настроение. Если тебя сейчас поместить куда-нибудь на остров, и он ограничит тебе доступ до этого вала информационного, ты потихоньку начнешь себя хорошо очень чувствовать, и будет очень интересно там это сделать, то-то сделать. А если тебя омолодить там до 18 лет, ты по новой начнешь вот это думать. Он, конечно, проблема вот этого бессмертия, что надо будет, что мы что-то забываем. Tesla, ну ста память стереть, моя суншаде гомогени уже. Правильно стереть сейчас, но постоянно что-то забывать, ты шмау. Ты что думаешь, он хагинник, он записывается дом самет по мозгу куда-то.
Ну, цо автоматом уже солнце вышел информация. Да, то учит ло за эксперименты, не пон. Класс чуя лил. За класс чуя лил арех, не цо. Сунтя хуер, сунтя цунтя хуер цар, то действительно. Цанден цар. Да то незначительная информация. Запоминать, ешмаяти. Это понятно, но уж яркий там момент, важным ждать, солнце на сада ор, хули да харзудиали, хули хули да. يوم مش كاك بدك شو عديش هون قاعد حرسن وجا эмоции صحولها. Ждать tradition, каждые 90 дней твой мозг переписывает все это. То есть ждать tradition, он постоянно переписывает дешевый. Образ жизни, цок вардуешь дохон, и возраст вардуешь дохон, возраст химический. То есть все не так ярко, мороженое не так вкусно в детстве, кино не так интересно. Это возраст одежду. Не от того, что там какая-то странная душа, ей надоело все это. Это 100% обновить. Не 18 лет. Ты и чувствуешь, у тебя будешь 18. Да, у тебя будет мозг опытный, опыт этого 30-летнего, но чувствовать и ощущать мир, ты и цвета видеть, и у тебя будет этого. Это как с этим лечением женщинам. Оно тоже от возраста, оно не от того, что тебе надоело. Постареть пешку. Ну, сом хац. Все равно душевное состояние алхи чувства. Бетон. Ты всего лишь сгусток химических этих веществ, как и я. И эта химия нами управляет. Вот мы это и не можем себе признать или сознаться в этом. Ну, мозг, что само это, интересно, هم مهندس استثمار في زاشتنا هم наблюдать шахсы, сосимен разбор شيء там تأثير شون ده أو شيء ده на самом деле ده то незначительно هم دوي даже حسود ناس لا عشان صحيح شو الله قينا قال ده بسيط بايس сам мозг ишь управляет, я лучше не, он мозг хуй хитчан, это что, поддавать саде, что там что, так и это жалили, это что, вот. Суть нашего разговора в том, что если тебя сейчас в возрасте 15-16 лет откинуть, то мотир еще, пупырыш еще вкус ощущать еще. Они тоже омолодятся до этого возраста, то вкус мороженого тебе тоже будет точно так же более в возрасте хадисанна. То есть тебе будет очень интересно ощущать это мороженое, смотреть этот фильм. Надо просто съездить, хадж сделать и камень черный поцеловать. Обновиться можно сразу. Почистить кассету. Октаю, Тесла язык, насчет аутизма хатам больше. О, я знаю, Садя. Скажи ему, чтобы рассказал об аутизме, ага. Тазарян, Тесла. Связи, отдуешь, связи. Связью Тесла что-то куда-то, видать, отошел, наверное. Не, если тебе все приелось, это приелось, что приелось, все тебе надоело, тебе надо хадж сделать. Заплатить 8 тысяч, хадж сделать, черный камень поцеловать, обновить кассету. Леха, возрасте, конечно, хажса вообще окер дуйте, сам олеш, хаса уже рутин хелил, что удешь что ты бошался. Да я не собираюсь, да, обновляться.
Мне ничего не надоело. Каждый день открытие. Лёг, даже на осень цаны качи тем ده تو تعشوا شو بالي دو كشادك ده خيط يا أسبوع صحدو أدمش غوشي داش كينوش أبسوش ده تشون كينوش هو لا شو أكتر شيء إرشاش يسوم نفسك ده تيتوال بس سكينوا عجز سكينوا عجز мелко архан. Мне не интересны фильмы. Мне просто живая жизнь интереснее. لأ كينو حاجة Такие ليت أسبوع كده هان دو باقي نهجي نفسهم كينو شو أخلك أبسوش ده تشو أكتر شيء إرش تعيش это было до Ери, до Мария Ери, просто Мария Ери, Тинг, до Ижавиш. Город замирал в свое время. Можно было свободно добраться из одного конца в другой, когда начинался фильм Мария Ери, это кино Швейца. Июля. Рабыня Изаура. Рабыня Изаура, да. Дети Сегодня момент, подловительный момент, да, его мэля, да, их чано из одного конца в другой конец, без пробок, соглучно, когда ехать, да, выдохну. Да, их иншир. Богатые тоже плачут. Да, да. يخرج مارشال دون ات Маршрут. مارشال كينو يولشي نعمل دوي كراش خلقاي هون روسيا دوي именно в этот момент даже үш час с комнатча دوي шо кино крыша в соседнем комнате их обворовывали, да? И что он خيزر سأوشي طلعت صوبار شاش كينو دلار شاش بو نوس شاش اوك يوروبي سوي ده بس ده يا شون شادك كيلدوش вообще интересно هذا А вот мне они считают, пожалуйста, они закидывают, да, людям это как пища, да, и там это. А вот мне интересно, сюжет, где униженная рабыня, что отпечатки лично на моей психике, где вот богатый и бедный, безнадежность, вот такое, почему такие сюжеты сбрасывались? Вот есть подтекст или просто на что была аудитория готова, то и скидывали? Вот такие фильмы конкретно про Хетишин, Алиш? Я не знаю, я в это время пахал, как негр. Мне не до фильмов было. Бразильский Нужно было для зарабатывать. бразильцев. И он для бразильцев, поэтому это специально Советский Союз придумать и не что у них было, то они там и показывали. Хорошо. Солнцеамха, если ты хочешь так зарядиться на неделю, вот это она стоматологу, Амир он даст, он меня втянул в это дело. То в субботу Хауой, вот сдружились мы с ним, в субботу Хауоши машина, Хаула шьется, да вот целес он набегался, Хаула. Один раз, два раза, три раза он так меня взял с собой. Один день мы ходили в субботу, например, на рыбалку ходили, в воскресенье на охоту. И что, обтянуть, вот шили, да, вот мы ходили просто по полю, стрелять, да, он стрелять, он цикаря там, допустим. Просто походили по полю, там, тигахумакалан, посидели, прошлись ходорту, например. Я на неделю заряжался, я за неделю делал столько работы, что я, когда это не делал, не отдыхал в субботу, воскресенье, не выезжал, я не делал столько работы. Это ночь, заряд лоем хасон. Ощущения, что ли, краски другие появляются. Просто даже с ружьем походил по полю, подстрелить, я или на рыбалке там, посидел на рыбалке.
прогулялся так, день отбил, а чувен, искупался, лег спать, утром как огурчик проснулся. И на неделю тут уже заряженный, как энергизатор, а батареек зарядить на ящик. А ночь целил дом с этой. Ночью всегда думает о деньгах. Ну да, постоянно заряженный, заработать деньги. А когда ты отдыхаешь в субботу, воскресенье, дуется у тебя хитр, что это надо эти 2 дня, там, Эренлуштатис, получается, 2 дня нужно отдыхать. И высыпаешься даже, 4-5 часов поспать, еще высыпаться 2. Дик надо хуло. И бол болодик. В неделю والله 5 дней сухома работаешь. صدع что даже صدع عشان دوله делался, мозг не отдыхает у вас. У мужчин я имею в виду. Мамонтов ищем, надо как загнать его. Короче, надо уж дать, и надо этого мамонта загнать еще. Морально всегда есть. Мама не стареешь. Даже. Я говорю, так-то, говорит, что задашь, даст, там, мы ищем мамонтов, Лёхот, женщины особо, разделывают его. да, даже на отдыхе, вот садать, что вот расслабиться, отпустить, садаться, шундула, я не знаю, может, психика у вас такая, заметите, накосить. Расслабиться, вроде отдых, но на отдыхе вы тоже не отдыхаете. Вот это я замечала точно. Когда у тебя отдых совпадает, работа совпадает с хобби, сам и нормально душится. Анитался, и боч был, детей не загонять فلاينج в учебу. حالتي فلاينج كيف شلون حالتي Много людей тут оказалось висят. Ночью мужчин много проблем выше крыши. Они думают больше, чем о себе, о всех, кроме себя. Семья, родственники, там брат, сват, мать, отец. Доколкуш, кому всем помочь. И на самом деле, прежде всего, надо самому себе помочь, чем кому-то, чтобы потом кому-то ты мог помогать. Ищется загружен тупой, особенно в последние 30 лет. Раньше так не было, я думаю. Дути маш вогл интервалах, я перебью тебя. Тесла? Маша, Тесла, Абади, вухаюхасу, глички, яздишь, попросите, чтобы меня разблокировали, богш. Из-за него забыл Тесла. Неделя прошла уже. Уже вторая неделя идет. Сейчас разблокируем. Ой, рейс хлел, сейчас я ссылку отправлю ему на чат. السياق كان صامو دينا قال إيران أكيد لدى وان نرد بيت كان حالته يشون دخول نخبر خاتي شو سوا بوش يا سيما بيستاو تغوت عنا من неделя дадо что инстанка шуалро шушуна. Бади уже 2 недели, по-моему. Все, я его убрал. Где они? Я сообщение шлахте шлары, мне не надо больше. Поэтому я забыл о нем. Ходе даже 3 дня это достаточно. Алхидсон, чё переживания, раз тебя там это ты не можешь попасть. Короче, ходе соудос, алхидсон. Тесла ставишь, свиномяч, солнце, самому счастье, жори первое время. Он не знал, что Тесла его
наказал. Думал, что я его наказал. Ас идавой шен сообщить мадирцан, что сову идавой еще. Что-то странно. Но он ты его заблокировал уже, а потом только здесь сообщил, а он думал, что я его заблокировал. О, привычка что. Само что Была говорит, а провокационно ахбо, и он тут же так кидается защищать это, и начинается перепалка. А в Он засаде загорает. да, в засаде ашук и все время, и кто-то, если что-то упомянет ингушей, то сразу на него кинутся. Здесь была такая идея, предложение было, того, кого заблокировали, ну, жесткий блок у кого, чтобы потом уже мог зайти только через платные донаты в Хармату, если донаты отправляет, чек отправляет в этот, что он оплатил, и тогда можно разблокировку делать. Хорошая, кстати, идея. Флайн, никто тебе не будет платить, чтобы зайти в чат, даже не думай. А ты представь, Абадик, Это вот здесь. можно попробовать, да, это хорошая Тесла, идея. ты не думай так. Это, тут есть уже который уже без ничего не видит жизни без этого чата. Я сам тут уже Ты просто тебе в просыпаюсь. личку просто не приходят эти умоляющие сообщения, ты не знаешь. Так что я думаю, евро 20-30 никто не пожалеет, чтобы вернуться. Я не сомневаюсь. Агнис Бохона, положение вести я ещё. А как быть россиянам? Кто провинился, да, состав дуй, хватин дуй. А россиянам как быть? Мы вам поможем оплатить. Да. Тогда это, да, сложная ситуация. Вот так. Да, через знакомых здесь в Европе там это донатят, и потом, да, тебя разблокируют по знакомству. Через Да. родственных, да. Через тряпочный телефон, да? Да. Сейчас скажет, я за тебя дуа буду делать, да, скажи, что меня заблокировали, заплати этот взнос, что Ирма, Пакетики тоже, там печеньки, еще что-то. Прям приходишь, покупаешь, говорит, на базаре. Тебе даже собирать ничего не надо. Раз, раздал по соседям, и все. Это тоже хорошо. Так. Я сама до сих пор попрошайки, когда просят, вот эта привычка, вот все это я и слышу, и читаю. Даучхейн, Дейлду, Хасакейн, Бельчан, Синкач, вот эти слова, да, до сих пор все равно я даю. Не смотрю там, алкаш, не алкаш, рука, нога, что там у него. Все равно невозможно в себе это перешагнуть, все равно ты даешь. Хотя ты знаешь, что это в никуда. Değerli çavuş, adım kıl kişi. Сарин, хумлуш, да, сохранить, и там это даже вопреки, да, арбошам, то, что у них нет, у нас цанц и дошма, да, церхутурена, что мы отличаемся от них, там это никогда цанла эштер хирдоци хайчдой.
противоречия мою и в исламе. Всеми признали. Доллар по исламу. طبعا نقدر نقاش عسكري واسكت نلعب خبر Lärm nachher Angel смерти мол. عشان دقم شدوها سودا Выйца ангел смерти ночью мол. Булат маршвогил. Мулкул мот олонцuna. И мул касдой дой хунд ол мулку мол бор. Мул касдой дош мул эла. Алыр доцер кейту мәан хайон хизер. Булат цага онсон и алар тас детство дуи hadooshqalar inta alchibensen oylatsayna badaltat mulkulmo saüch dok etam saüchena do or dok Mulk, Silish, Sadala, Dalaya, Ojo, Dalaya, Stampe, Dudosh, Arbo, Dosh, Malik, Zedosh, de hoge dokter Nochtje dat. Mulk парача сураду власть думает, он перевод асумата. Во языческом, новчише язычник шволчена и хилолога садавич, суголцевеля, сапхитаютун, мулку мот это как байксон, знаешь, придумать енумел гейцон, всерьез воспринимать его мясо. عندك دو أسقيج أوردرز ويتاش تيزي تاع دوش دوش أوت молитвах мол. Мул тезита, да, муда боа. Цон мол ночь. Договарно соусом, договарно соусом. Чакай пора, чакай. Мулт деш вед оли. Мулт деш вед мулт алеш доштой. Молт. Молитва смертнику или смерти деш дубор. Цанхоли. Молтбог смерть. Молтбог смерть бог. И боас я говорю, моусу и такач, да говорю, молтбог смерть бог. Нохчех из отстедох ваймат. Так, на арабс, арбоши сенса, абречу, что оно штешца,
يوم شمخيلة مع شواتسا إدوق جينر دوق شير دوش دو إدوخش دو تباش باتيجي عربش آورا دل خرنيج إدوش Да, склепшу, тубитоша, тезет, аксу, тез там, спасалит, шатандадуш, что рукы. И хекейл обрядшим, юм что юэши, юм шим хилами арчуацу, и максимум, да, гечду, елсмани, о елсмани, а что получается, либо из христианства, когда вот люди верили в рай, что дошхилы дуэлс мне, или же до этого дюн, жужжат елс мне, если эти два слова, если это либо пришли из христианства, либо даже в языческое время люди верили, что есть рай и ад. Елс мне хаш, или да, гечду бог, энваш модей. Обязательно арбо понятие санца туалет чоочена браво как бехан палет традицион дечто вот а что хлорда цца что человеческие жизни достойные я еще сега сан метя за дикчокцевали и цуниге что что духа 4, а я 24. Вот, а где اشتغلش я так не учил чеченский язык, короче, а я шарфейс. Так, Зударях, Марях, Берш, скобка, Харан, Бинашун, Бело, Шун Эту, Кюгаша, Доладина, Боцурш. И шестой этот, Исари, Бяхкина, Болу, Зудари, Шун Мулк, Буиш, Юкметик, Хилла, Мегарду, Церца. Так, Ханал, Бинашуна, и те дилен далашуна, ти дилен нашуна, ти дилен далашуна, да, ти дилен далашуна. Лёхак, достаточно уже продолжение Йошуа. Почему переврали специально? Ну, я так и понял. Можно повторить? Можно повторить? Я скриншот я лички чукваса Ибраима Суна Халдайца Лёхак. Дигду. Именно и участки, фотка дехта. Сейчас сделаю. Нохчматар переводу Коран, уды. Да, нохчмат. Нохчмасла, Корандук, нохчмасла, дехта, Корандук. Да, на разный смысл, что хардош, нохчматар, хар смысл, что и бог, есть и арбумцен. Там попытались буквально переводить потом Келхарбол, что правую руку бош. Это идиоматическое выражение, его нужно по смыслу переводить. То есть шум кербяхтан был ауди, что тебя. И правую, что ему да, деняхате, что ложь даже у Бога, две правые руки, так и благородный дух и правую кюктине коренную зод халата, да? Нет, само выражение правой в свои руки попало, с твоей пленницей стало Бог. Тут он смысл. Это называется идиоматические выражения, которые из каких-то слов состоят, которые на самом деле не то означают. Но смысл этого выражения значит, это не значит, что смысл этого выражения совсем другой. Точно так же. Точно так же существует огромное количество у каждом языке выражений, которые из каких-то слов состоят, которые буквально но они означают это. Смысл их означает. И при переводе ты должен именно подходящий эквивалент искать в этом. Попробуй перевести слово сун сакаейлер суна и машьян керьер. Как ты по-русски переведешь? Мне попалось в руки дух. Мне в руки попалось. Дословно перевод. Овладел. Хорошо, а с катюхар мог перевести? Я укусил? Я схватил. Я овладел. Схватил Бог, да? Катух это именно укус.
Не укус. Захват. Мне в руки попалась Алдизуна. Понимаешь? Или мне Да, удалось скатывая по Бога, и захватить. берза на Мне жалобная удалось свойственным. Мне удалось захватить Алдиза. А ты не сможешь сказать, я укусил или укусился Бог. Вот ищи, когда ты переводишь идиоматическое выражение, Да, ты ищешь эквивалент в этом языке, означающий по смыслу то же самое, а вовсе не пытаешься буквально перевести слова. и А тебя скатывая по Богу, каюк, и тухши, каюк. Котох, Не из это перевода, дало котоха. Это идиоматическое выражение, означающее второй смысл, что еще и захватить что-то. Удачность, что-то это захватить что-то, овладеть чем-то удачно. В любом случае, за левых Так, Хорха 2004 года левая Душуня Кара Новча Масадек, да? Года тех 2000 Кабардино-Балкарии выпущен Двер. самое, если у Бога есть правая рука и левая рука, получается он и за правых, и за левых. Из-за мом до це левый кюк бьюхума лилаш молит, а Бога левый кюк хуливать Богу бьюхум залил бьюхалиакцем бра. Левая рука бьется не. Ar plaudu čena zavieti cadinās, pravui kļūkcāni halāku, doj lievui un tam diem strāni. Только там приказать правой рукой или уж аж хулк, уж там все. Не то, Этот Пентагон, отдел кибербезопасности соберется, они ничего не смогут поделать с куском изоленты на твоей камере. Да, Аллах. И даже производители этого телефона, весь их отдел по созданию телефона, Киану Ривз и Александра даже Грант они были ничего не замечены смогут на прогулке в сделать с Лондоне. этим куском изоленты на твоем камере, на твоем телефоне. То есть самый надежный способ все же. Рангутанго, машинка для гольфа, хох, шпинаешь он, что? Законно факцию. Болох бежгине он специально амоду, какош хая амдок и обезьянш. И они как законно рабочие саннаша и какош собрать тюцер, погрузить, потом еще сопровождает. То есть белхло бук такой. Угор, хайкалдол, докуш, рангутанги, шимпанзе и гориллы. Да, человекообразные обезьяны, сохранившиеся единственные. Из этих трех считается шимпанзе умнее всех. А насчет камеры и шуал дурмянсунис, шуал и шуал. И сахар дурмянсунис угечу. Лайт или звонок хаются, и сразу камера включается. Хорошо, что я отвел. Ладушалыш. Да, с изолентой ничего не сделал бы. Даже Макало. Кстати, это старые данные, что шимпанзе. Сейчас принято считать орангутан умнее. Да, я тоже так считаю. Оказывается, просто молчал, не хотел влезать в это обсуждение. Орангутан. Планета обезьян, фильм переделать, есть главная роль орангутан квот.
Суча има дорогника, дома до тебя лёгкается. Сейчас ходовся, арендика, докса, плен они Маша, берут, а потом он с ними ходит. Там да. уже есть, Ну, в да, главной роли, да, шимпанзе, могли. да, главный шампан. Есть там горилла, дуцучвата, джо, Воинстон. Гориллы ж там, как эти, дуболом, что охрана. Такой, Да. физический. Стилик Хилше. Security. Горилла. Маршал де Массель. Тесла, вы имеете в виду на эту камеру наклеить изоленту, чтобы камера Да, не заработала? Или как? наклеить камеру телефона, наклеить изоленту. Я так обычно делаю, я что-то меня как-то тоже укусил какой-то голцунах, не знаю, зверь, типа, сомнения. Face ID я шхайна маба, отклеиваешь, Face ID заклеиваешь. Зачем тебе Face ID? Он пользуется этими пальчиком. Вот. Теперь приходится, сейчас камеру заклеил. Пальчик, там, где вероятность совпадения узоров на пальчике, она 1 на 200 миллиардов примерно. То есть никакой этот, ну скажем так, вполне надежно. Конечно, с сетчаткой или этого глаза, это вообще там совпадение там уже триллионы, наверное, чтобы совпало. Но пальчик вполне достаточно. А у меня вот привычка всегда камеру, то есть телефон наискось держать, чтобы камера вверх смотрела. И завишу дикую привычку. Лучше, знаете, что что-нибудь очень черное взять, на камеру вот поставить и заклеить его пленкой, ну или стеклом. И он вам мешать не будет, и внутри он будет. Селфи, сурта, тогда лобух. Ты задал 2 вопроса, и отвечать нужно, скажем так, дважды. Это разные вещи. Следующий вопрос. Бая Тесла. Нет, я объясню ему сейчас, как действует. Большинство из нас, обывателей, скажем, не знает, как действует. Эдисон, микрофон даила. Как действует... Да, интересно, да. Как действует ракета. То есть на второй вопрос, то как действует реактивное движение в каком-то закрытом объеме химические реакции. То есть, например, реакция горения или по-научному реакция окисления кислорода. Случай горение при температуре повышается объем расширяется модой. То есть, когда что-то нагревается, молекула начинает быстрее двигаться, она занимает больше объем. То есть, а если ты закрутишь его в ракетный двигатель и с одной стороны дырку сделаешь, это будет у тебя ракетная дюза, то есть откуда вот струя будет вырываться. И там зажгешь кислород и, например, керосиновую пару, кислород для горения тебе нужен, прыснешь его туда, и топливо, керосин, прыснешь его. Возникнет вот эта химическая реакция, взорвется это все и начнет расширяться. Поскольку кругом стенки, то ему некуда идти, он в стенке будет упираться, но где вот дырка, оттуда оно вырвется с какой-то скоростью истечения. Обычно химическая ракета не может достичь скорости больше 3 километров в секунду. То есть с такой скоростью... Ты не заслушиваешь, это ты лошок. Когда ты оставишь дырку, и из этой дырки вырвется струя со скоростью, например, километр в секунду, то есть объем, ну, например, гор,
в секунду 10 килограммов чего-то, массы вот этого топлива, керосин, кислород, со скоростью 1 километр в секунду сдвижется по третьему закону Ньютона, каждая реакция порождает гегенреакцию. То есть 1 километр в секунду против него на 180 градусов создается сила, которая также со скоростью 1 километр в секунду толкает его в другую сторону. Понял? То есть это принцип реактивного движения. Если ты отбрасываешь от себя такую массу, ты можешь точно изобразить ракетное движение, встать, например, на ролике, взять гирю, раскрутить его и вперед кинуть. И тебя, но ты с какой-то скоростью на этих роликах в обратную сторону на 180 градусов, с какой-то там, не знаю, сантиметры какие-то уйдешь. Это то же самое. То есть, если ты отбрасываешь массу с какой-то скоростью в одну сторону, то с такой же скоростью, такой же масса тебя будет в другую сторону давить. Если ты по весу равную массу отбросишь в сторону, например, вперед со скоростью метр в секунду, то вы друг от друга отлетите по полметра в секунду. То есть полметра в секунду полметра в секунду ваша масса в 2 аур. Такой же принцип происходит и с ракетой, короче. Ты взрываешь в этом объем, он резко расширяется, и с какой-то скоростью он вылетает из дюзы. Если вылетело 10 килограмм, а ракета у тебя весит, я не знаю, целую тонну, то тебе понадобится 100 раз выкидывать в секунду, каждую секунду по 10 килограммов массе, чтобы вот это со скоростью 1 километр в секунду, чтобы вот эта тонна массы ракеты двинулась со скоростью 500 метров в секунду в эту сторону, оно будет 500 метров сила сюда, в эту сторону. То есть вы разлетитесь в разные стороны. Это принцип ракетного движения. Причем отбрасывать массу, он разлетятся. Если ты видел водный мотоцикл сейчас, они то же самое делают. Набирает воду и струей ее выкидывают. Выкинул ты, не знаю, в секунду выкидываешь 10 килограмм воды, то твой мотоцикл вместе с твоим весом в обратную сторону с такой же силой в другую сторону будет толкаться. Ну, в зависимости от вашей массы, конечно. А масса твоя скорость будет меньше. Чем больше скорость, тем больше... прям в космосе реактивное движение не зависит от этого окружающего вот этого пространства. Он разница моя, какая закон это этот. مثلا في الكوسموس يا 10 جرام ويست لور شيء طن لا 100 طن لا 10 لور شيء 10 لور شيء شامل سبوتنيك تياتس يتحدث قالت لتندخ شامل ما قلت قاسا دي короче, вес и масса путать я швоха. Вес – это ты, когда на земле, на терзе становишься, и тебя земля притягивает. А масса, она дает сейчас. Твоя масса все еще есть, и она все эти физические законы на нее действует. Она безвоздушное пространство где-то в космосе, не знаю, куда-то тебя переместить, то точно так же гирь со скоростью метр в секунду, ты на полметра в секунду обратно отлетишь, если с таким же весом. То есть этот закон, он действует везде, он отношение к Земле. Так понятно. Эти 3 закона Ньютона, прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение продолжается бесконечно долго, и гегенреакция, это все действует универсально. Это твой один вопрос. Второй вопрос по поводу реактивного движения ракет. Это обыватель обычно не знает, 999 людей не знают, как ракета заходит. Они думают, что это знают, но они не знают, как ракета попадает в космос. Если ты сейчас ракету вот эту с реактивным движением, скажем так, пошлешь прямо вверх, ее, если ты наберешь, не знаю, 5 километров в секунду, 3 километра в секунду, где-то 100 километров, как баллистическая ракета, например, в какой-то верхней точке ты потеряешь весь свою энергию импульса,
и ракета упадет назад. Да, тут он короче, я говорю, я вот это из Да, и ни с чего говорю, и когда он будет сталкиваться с атмосферой, горение, реакция и гумахардакшн, он просто как камень упадет вниз. То есть, и когда ракета маска или вообще она йогши, в атмосферу, это совсем другой дом. То есть ты не сможешь выйти на орбиту, а низ ирали ракет. А ты потеряешь импульс и обратно просто упадешь как камень, короче, и все. Чтобы тебе выйти на орбиту, тебе не высота нужна, а 200 километров халвала и просто камнем вниз оживем. Потому что тебе не на высоту нужно забраться, тебе скорость нужно набрать. То есть вот это играет значение. Как только ты наберешь 8 километров в секунду, ты будешь на низкой орбите делать вокруг нашей Земли круги и так, не знаю, по сантиметру в неделю, не знаю, или в час, сколько там, я не знаю, потихоньку падать обратно. Из-за того, что ты сталкиваешься с частицами все еще разряженной атмосферы, которая там все еще есть, остатки бурж, то ты будешь терять все-таки немного энергии, и ты будешь вниз падать. То есть, но очень долго. Периодически вот спутник 6 двигатель халатется, чтобы коррекция орбиты, вот, чтобы чуть выше набраться, сейчас потерять несколько метров яц. И GPS-спутник еще не особенно вот это контролирующие орбиты, они должны очень точно держать свою. То есть, Хауна, если я тебе сообщу интересную новость, если ты создал бы какую-то большую трубу и вокруг Земли ее просто проложил бы, как там труба для нефтяного этого, нефть передавать, я трубопровод, и полностью вокруг Земли положил бы, выкачал бы оттуда воздух, и вот то же самое, запустил бы в эту трубу ракету 8 километров в секунду скорость, то ты точно так же, она так круги делала бы невесомостью, что чуть-чуть. Видел? То есть нужна скорость, а не расстояние. Расстояние не имеет. На станции... Видел? Он есть скоростью, а не это расстояние от Земли. На международной этой космической станции притяжение или гравитация точно такая же, как и на Земле. Просто они все время падают из-за скорости. И эта скорость не дает им быстро упасть. Вот Луна, как спутник Земли, тоже на нее падает, но упадет через много-много-много миллионов лет. Точно так же Земля падает на Солнце и упадет на нее через много-много-много-много-много миллионов лет. Согласно современной стандартной модели Бахана, это стандартная модель, видите, но я тебе про официальную физику. То есть еще вопрос, для того, чтобы выйти на орбиту, нужна скорость, для того, чтобы это реактивное движение было, нужно отбросить массу противоположную, куда ты хочешь движется движение. Все. Матчом приедет единственная скорость, космос, и вещи, и элер, Да, отбросить массу. Отбросить массу. А харчем туха обратно отлететь тебе, только харчем тёган. То есть ты чихнешь, и с какой-то, конечно, небольшой скоростью ты в обратном направлении отлетишь. Мустанг, вопрос задавай. سؤال خلدون شو продолжение. Теперь у меня вопрос. Как вы думаете, огнестрельное оружие в космосе будет стрелять или нет? Мустанг. Как ты думаешь? Вообще, Плеваться будет. Почему это нет? Не будет, там вакуум. Будет стрелять, будет. Ты ошибаешься. Давайте, давайте интересный вопрос. Потому что обычно Ни разу будет. бывают различные ответы. Свободен, как я ошибаюсь, когда ты стреляешь, там искра создается, и от этого пуля летит. То есть порох горит. В вакууме нету кислорода и нету для того, чтобы
огонь загорелся, нужен кислород. Там вакуум. Тесла, как... Мы зафиксировали твое мнение. Кстати, я так именно думал, когда мне 15 лет было, да. И вот это самое. Они с На собой, самом деле. они с Мне собой потом берут, доказали, с что собой это берут факт. кислород. А ну кто еще? Кто еще? Они с собой берут кислород в жидком состоянии, наверное. Не-не-не. Вот, она стреляет. Окислитель. Порох в тени, окислитель, там молекула окислителя, и оно работает без кислорода. Тоже вариант. Кто еще? Скорость Кто еще? полета пули будет гораздо быстрее. Это без сомнения. Она будет не только быстрее будет, но она и в воздухе, она будет и согласно вот этому первому закону Ньютона бесконечно продолжать свое прямолинейное равноускоренное движение. Равноускоренное? Оно так называется, но это не значит, что оно ускоряется, то есть добавляет скорость. Просто не обращая внимания. Меня тоже путало это слово. Тесла более четко там для понимания термин «киюк» сохранит свой импульс. Да, это закон сохранения импульса называется, да? Но говорят равно ускоренно. Ну, потому что вокруг Земли радиус Якс и орбиты твои, например, он же действительно как-то, скажем так, дольше выдоху, чем если бы ты это был прямо, да, возьми вот этот кружок, раскрой его, и ты больше расстояние. Тут равно ускоренный отцеп. Там есть за этим механика стоит. Но ты прав, более простое, интересное и тоже, кстати, научное выражение закон сохранения импульса. Да. То есть импульс раз задал, если там нечему его останавливать, оно бесконечно будет продолжаться. Объяснить, кто не понял, почему в космосе автомат Калашникова будет стрелять. Да. То есть и меня тоже когда-то запутывало вот это, что раз в вакуум, воздух, воздух и кислород есть, кислород нужен для горения этого, и, следовательно, дульнозарядное пороховое ружье не будет стрелять, может. Это мне тоже приходило в голову. Но на самом деле двигатели внутреннего сгорания машины сами, чтобы был воздух. То есть воздух прыскивается в камеру загорания, прыскивается топливная смесь, и вот это воздух и керосин дают огонь. То есть в космосе двигатель внутреннего сгорания от автомобиля или от мотоцикла работать не будет. Нету воздуха. Но в случае с автоматом и порох дуй, он не нуждается в воздухе, потому что окислитель находится, как только что вот этот, по-моему, Ламанху это заметил, он находится в самом химическом веществе. То есть для горения он ищет кислород, и в самом этом веществе, в самом кардите, этом военном порохе, он сам находит. И это самое вещество сгорает, как вот это кислородная там какая-то там пара, какое-то углеводородное вещество какое-то. В общем, они все вместе связаны, они просто не активированы. И капсель вот ударный, он просто активирует ее. Капсель активирует этот термическим ударным вот своим расширяться. И в капселе тоже есть гремучая связь, которая содержит кислород и какое-то вещество. То есть ему не нужен окружающий воздух, да, и не успел бы он окружающий воздух сам. Тебя Тойзен запутывает то, что, например, искра Хелита, она действительно воздух без. Заправка в космосе не взорвалась, потому что искры не было бы. Ну, нужен кислород, чтобы... Но в случае с этим огнестрелом у тебя есть капсулы вот снаряженные, герметически снаряженные, кислород из Айоша, который от удара сдетонирует и выдаст вот эту термическую ударную волну, чтобы последующую реакцию вызвать. То есть и граната взорвалась бы. Кстати, граната, там же воздух не попадает, но все равно она взрывается. Погоди, то есть тот момент, когда... Что у меня были мысли, когда я тоже это пытался...
А когда в тот момент ты достаешь это оружие, этот кислород не улетучивается в этом вакууме, герметично закрытие маячит его. Он связан с этим. Не, это не кислород отдельно. Он формул хажал вот порох и кардитты. Молекула воздуха. Связанный с О2, короче. То есть он находится в самом этом веществе. Ему не нужно внешне там подкачиваться или улетучиваться. В связанном виде в этом веществе находится достаточно кислорода, чтобы вот окислительный процесс спонтанный. Тесла, а спичку зажечь можно там? Или зажигалку? Нет, потому что, короче, и зажечь, и съедать, возможно, она там обуглится, но пламя хермаяти, потому что нужно, чтобы дерево горело, должен поступать кислород из этого, из воздуха. Если в воздухе нету кислорода, как он будет гореть? Не будет гореть. Тесла, в воздухе и в воде. Сбегом было, всех in своих фантастических фильмах, что там сражения идут в этом в космосе, все взрывается, горит. И за Бахмадате, это понятно, коню, да. То есть, и это лечи, он как на Земле кислород, это сериат, оно будет расходиться бесконечно. И это не будет как огонь, а будет как яркое пятно. Не слышу, что я сначала, поскольку внутри корабля все же какой-то запас этого кислорода, то есть будет некая вспышка, когда он разваливается, но пожара не будет, то есть не последует какое-то, как на Земле, горение корабля или самолета, скажем так. Там даже это пятно будет расходиться, то есть будет наносить огромный ущерб вокруг. Газ мгновенно рассеется, естественно, молекулы газа, они постоянно... потому что там пробег молекул очень большой. То есть движение, и видишь, они с большой скоростью молекулы газа туда-сюда шныряют. Естественно, давление очень, вакуум, газ выходит, он сразу же рассеется, то есть разлетится, в разные стороны. И ничего там не будет уже. Это упадет почти до нуля содержание ионов в этом квадратном кубическом метре этого пространства. Опять вакуум, как бактерия почти. Тесла, вещь. Скорость света 10 секунда от чёрту скорость яичи, а даквасну هم يوك شغل السوق الكوسماس حديثة يوك شغل شو так вид даквасну هم дима дауря хесну яка ихно то 4 артуана هم сразу соцреал испанятую даквасну هم ген дацевюда истриятун. Und das скорость света 1 секунда, то на практике هم يوك شغل то биргал докок ты гадек. Ты не прав, как раз он и Хумдит спрашивает, почему ты не прав. И когда из ствола этого огнестрельного оружия и газы расширяется дальше. Вот и порох дуй в твердом состоянии, он очень, объем занимает маленький, но когда он взрывается, он превращается в газы и, расширяясь, толкает эту пулю, и вылетает. Наоборот, огнестрельное оружие в космосе будет, скажем так, проблема, и вот что ты из этого на многие километры сможешь стрелять, пуля скорость теряться будешь. То есть хоть он будет за 100 километров, если ты так-то хитро сумеешь рассчитать траекторию своей пули, и чтобы он встретился с этим объектом, он ущерб мощнейший. У тебя был вопрос, Мустанг. Когда Раской запустили свои эти космические станции в 60-е годы, в 70-е, американцы, слушай, Раской, как всегда, по своей Советский Союз, по своей этой манере решили сделать для своих космонавтов герц, потому что на самом деле советская космическая программа, вот это от народа скрывалась, она на самом деле военная, то есть предназначалась для военных целей, и изначально была как некая военная программа задумана. То есть мирный космос у них в голове не было. В пропаганде был, конечно. И они для своих космонавтов решили придумать оружие. И вот у них как раз вопрос этот стал. Давайте мы им просто пистолеты, не знаю, Макарова или Стечкина раздадим, или
Калашникова укороченным стволом. Но от этого пришлось отказаться, и специально для космонавта был придуман пистолет. Вы можете в интернете или в Ютубе посмотреть. Demolition раньше, и пистолет он достал, этот советский, и стрелял из него. Проверять даже. С реактивными пулями. То есть пистолет не сзади эти взрыва, пороху, хатуч, а сама пуля сзади имела некое-то заполнение, которое обратно. Сгорая, как ракета толкала эту пулю. Такой реактивным пулем пистолет специально для космонавтов они придумали. Плюс еще какую-то пушку они придумали для своего космического корабля. Бяхай, тоже типа пулемета сами. В общем, они этой ерундой занимались. Американцы этим не занимались, похоже. По крайней мере, я не слышал. У меня вопрос, почему они специальный вот такой пистолет придумывали со специальными пулями, извращались там, целые, конструкторские бюро годами Болхабыч. Они взяли им по пистолету раздали. Как ты думаешь, Мустанг? Вопрос тебе на засыпку. Rahat kosmosi bana. Вот тиес ватса. Это дутькам опция. Видео же есть. И космоси. Это дутькам хунца дутас. Это على خلوه كمبيوترز مال مصنعش بروسيسز مال ابيوم دعوت خلت تاع كوسموس يوت ركيت تشو صادم فامت شو خمينيس خلا في عدد يجيس خلا المدوي اوبراولات انزلوا يوك كمبيوتر سيستم خلا يجي تشا Мустанг, компьютер стоишь, ты можешь человека посадить, обезьяну, и она чтобы рулил там. К твоему сведению, впервые космос нацистский летчик Ватс, он попал. По-моему, на 180 километров поднялся его этот прототип вот этого Третьего рейха, космический челнок. Можешь почитать про это. Он там он взял и капсулу с ядом, которая у него была, вот воротник, по-моему, шита. Он, мой фюрер, я умираю, да здравствует мой фюрер, он помер. А на самом деле с ним дураком ничего не случилось. Он запаниковал и это сам себя убил. Эта ракета где-то 180 километров, где-то в Тихий океан упала. То есть это челнок, это даже не ракета была, а такой космический суборбитальный челнок. То есть ракета от Хейна в 44-м или каком-то году это было, я точно не знаю, но во время войны в любом случае. От Хейна даже в космос попадали. И, кстати, немцы сделали первый снимок из космоса вот таким способом. Гагарин, кстати, не сделал никакого снимка из космоса. То есть, что в космосе люди были, компьютер не суди по этим новомодным гаджетам, которые суют во что угодно. Механический, гироскоп, сам. Да, хатер, шквал молодцы, шить, второй, матери, войзер, один войзер, два, да, я вот это, шить, секса, вот, дают, что, когда. В 78-м и уже компьютеры, электроника была довольно развитая, достаточно развитая. خلا انه سبوتنيك جين مالو وقت بريداتي اسو سيجنال ميجا بايت تي هو ولا تاع وقتك ادجي هو الميجا بيت Да, جين مالو وبرولات شان медленно он передает информацию, телеметрии, там нужно несколько часов, чтобы его пакет по байтам захакуешь. Ну да, ей должен ничего не меняет, что это. يا كنت بوت لنا بوت قديم سحيوش سيجنال ما سيتين على يخلو شو يا خساري حديد سريع والشورى Отменить сигнал по 1,5 секунды идет. لو جين مال ولا ملفول شفت انه حلو سيجنال. Нет, мельничный сейчас слабее еще, то есть слабее становится сигнал, но скорость от этого не меняется. Со скоростью света он распространяется в любом случае. Короче говоря, и Voyager, кто знает, почему специальный, кто догадается, почему специальный пистолет с реактивными пулями придумывали, вместо того, чтобы взять и
обычное оружие огнестрельное. Раз он стреляет в космосе, то никаких проблем же. Классно гуй, тапч классно на оутеру от отдачи, потому что невесомость. Молодец. Да-да. Вот видите, вы пришли к закону реактивного движения, которое мешало этому. То есть ты представь, в невесомости висишь, и со скоростью километр в секунду вылетает оттуда пуля. То есть по закону реактивного движения ты в обратную сторону, массу нужно учитывать. Если пуля весит там столько-то граммов, то ты, я не знаю, сколько там, может, метр в секунду со скоростью обратно улетишь. Но и не только это, там еще второй есть момент, Ламанхо, там два момента. Обшивку ты пробьешь, нужно такое оружие, чтобы обшивку не пробивало корабля. То есть внутри от перестрелки, что там, например, американцы пришлюзовались, зашли захватить советский корабль для этого, для исследования. И тут их там какой-то Ванька стреляет из пистолета, и если это обычный пистолет, он 100% пробьет обшивку, и там все погибнут. Toppleva ekonomet gör att kulturerna tackar med ben bara beslut där jag utsyns bara så jag så har jag haft och måste eller så kan jag ju يتم أوتلجينيا لا يشتغل بالسيجنال حقك يو أبراتنا يو تقدر بايشة ده سنز إسرائيل السيجنال حقك إشارة أكل تشتي نا دالش دعيو يشكل السيجنال أوتسا سير ناس موقع تشتي Со скоростью света летит. По-моему, до Voyager сигнал от этого летит или 10 часов, или 6 часов, или 12 часов. В общем, Хажил, посмотрите, сколько часов летит сигнал связи с Voyager. Оттуда и от Земли к нему. То есть декаверну тебя, пока он долетит до него. В чем проблема? Пусть долетит. Когда-нибудь он долетит и обратно тебе пришлют это. Любой приемник, у нас есть приемники, обладающие супер-суперчувствительностью. Настолько суперчувствительность, он 1000 световых лет гена был звезда бац. Все радиопередачи его способны уловить. Лишь бы сигнал был, хотя бы чуть-чуть выше гонавил шум. И его можно извлечь из этого шума, детектировать, извлечь и раскодировать или что. То есть проблема в нашей Солнечной системе какие-то сигналы ловить, когда у нас есть сети, огромные тарелки, которые звезды слушают нашей галактики. Что там какой-то Voyager, Гемелгени, там сколько, 2 миллиарда километров, и 3 миллиарда километров, и проблем. كده اتلمنا شو قاعد يحدو يتريل ما حدو تتيقتنا ونو وتشيات هو قايل دي لا هو خالو شو صار هو يحدو كلامنا شو قاعد يحدو صدق جيجا يتريل كده تصير هو غلط Телескоп Аресиба и Чуа, по-моему, Мексика. Китай, я царь Мексики. Он еще в фильме есть, по-моему, инопланетяне, засечь, блин. Как он называется, я забыл. «Контакт» называется. Знаменитый. Два одном мясо, заодно тарелка ходот, юфтина, хашва, телескоп, два одном мясо. Китай, дарит я мясо. В Китае тоже есть, по-моему, какой-то радиотелескоп, который они запустили недавно. Ичхрук, наверное. Да? Китай, кстати, этот фильм «Проблема трех тел», там как раз вот этот радиотелескоп специально. Все это связь с инопланетянами. Мы про космос говорили, да. Урненевич, وطلع قديش هم عاتقة زاد وأسأل ولو كوسموس يعلود وشركة تندخل.
حلوة لا تعاقب فدرج وعقوة صعتوا وش حق يا تعويض شو وعقوة تقول كده تنتظر يا تقول حمى كولا ادخل شلون يلا пусть им раскрывает новые планеты. Не имеем права задерживать прогресс. Зараз у нас Мадлен была, ты куда, где ты пропадала? Какой у нее был ник Алиш? Вот я ее как услышала, сразу заблокировала. Притворялась, что не она. Да, почему она тебе не нравится, кстати? А мне она очень нравится, поэтому я боюсь, что ее сглазят. Ладно. Правила нарушил. Извиняюсь. Давайте продолжим. Иванович, ты понял космическую механику? Хочешь быть этим ракетным инженером? Космическую механику понял, Арсон, как летают ракеты? Тесла сейчас, похоже, как они летают. Сейчас, похоже, назревает новая гонка за гелием-3. Сейчас китайцы открыли гелий-3 на Луне. Как они могли открыть гелий-3 на Луне, если еще с 60-х годов известно, что там есть гелий-3? Открыть не удастся. Не, они сейчас обнаружили, что его больших запасов, там очень много его, короче говоря. Viņš дюйда, что гелий-3 на Луне будем добывать позже. Во многих фантастических фильмах это нейтронные реакции, термоядерные реакторы. Термоядерный реактор еще не создан. Так что сколько они там гелия не нашли, какой смысл? Пока что нету этого термоядерной электростанции, чтобы этот гелий-3 там сжечь. Они обнаружили воду в больших количествах, и гелия-3 этого там просто немерено. Давно говорится, что там. Возьми этот европейский фантастический фильм, посмотри, где они в станции как раз таки гелий-3 добывают. Это 2012 года фильм, по-моему, 2013 года. Гелий добывать те штуки. Вообще вся этого, там атмосферы нету, вся поверхность этого Луны постоянно бомбардируется солнечной радиацией. Она попадает в реголит и создается химические условия, чтобы там гелий-3, то есть вышибает эти протоны, электроны, вышибает ударом этих частиц Солнцу Аквесендо, и получается гелий-3. То есть там его в этом реголите всегда было известно, что его много. Китайцы, видимо, швейцам решили просто попиариться. Тесла, гравитация и сила притяжения, Дүниенің генвел шхитстело бәрия. Нет, захрисло. Мел генвел захрисло. Согласно современным этим физическим представлениям, да. Сила притяжения слабеет, но... Как Аль-Бухари. А возможно то, что на других планетах, как на Земле, есть гравитация, можно, сила притяжения, точнее, к Земле. Современная стандартная модель и строится на взаимном притяжении всего, что есть во Вселенной. То есть все во Вселенной друг друга притягивает и как бы падает друг на друга. Например, я слышал, что Луна, из-за Луны волны существуют, там волны морей, океанов. Из-за его притяжения притягивается, потом волна отпускается. Приливы случаются из-за Луны. Есть лунный прилив, есть солнечный прилив. Сила притяжения уменьшается, Мадира. Хозяин Тесла. С квадратом расстояния сила притяжения уменьшается, но никуда не пропадает.
То есть гравитация остается гравитацией. Согласно современным этим балансам, гипотезе, современной стандартной модели, что он и проецирует могила, не больше. تسلا شو برقة ديلش دلع نسامم ديل زكون فيزيكا نرو شات سدياش يا نشنو ديسبيتنا صحيح ما حتى على دو عمير بعد مولو جن على هم يا سيدة بلا هم لا في تأشتشي معار دعتو سي حتوز واس خلا بوت ناس تو نرو شات سديلك فيزيك Tesla. Hints этот бурак, hints Ibrahim Виави Анцу, Ибраим Виави Анцу бурак. На ночь глядя зайдет, и бурак нас уже не отпустит. Юра ночью губа. Тесла. Уяви. Узнал Моцарта, что сила притяжения уменьшается, но гравитация не пропадает Бог. Помял ген верче так язык крыло гравитации учреждает Бог. Да. Ну, она как бы... Вот не требуй у меня эти современные, эти ошибочные. Нет, объяснить вот эти вещи, что я вообще гравитацию никакую не верю. Ну, и что акция, короче. То есть наша планета крутится вокруг Солнца и постепенно падает на него. И как бы Луна, например, наш спутник, а наша планета это как бы спутник Солнца. И с каждым кругом вокруг Солнца мы чуть-чуть приближаемся. То есть постепенно падаем. Гравитация как гипотеза Имахезесу, что это недоказанное. Это сам даже Ньютон сказал, что я вот уравнение у меня есть, формула есть, но вот по поводу силы, откуда она исходит, то не спрашивайте меня, я гипотез не измышляю. Но ребята потом решили на этом все построить, то есть на этом замке из песка. حلت يا إبراهيم وصل اتشاع ويستخلص Ты бураком ты его вызвал, сейчас он нас достанет. То, что все падают друг на друга, это уже опровергнуть Мадина. Луна то приближается, то отдаляется от Земли. А ты думаешь, их волнует это? Тут столько есть. Вон Солнце, твердое тело, непрерывный спектр испускает. Металлический водород, там никакой это термоядерной реакции, а это все равно никого не волнует, продолжается. Это стандартную модель, ее так просто не уничтожишь. На нем построено все это физическое сообщество фундаментальной физики. Тесла, бурак походу на геле ты. Ибраим, Маршвовел. Это дало микрофон. Ревра ночью чуешь, да где осона космос, даем космос, а мы ревра ночью. И легенд бош, мана, и турмал чуаешь, сейчас она висна мертвый, дикхан мою, давай, ума, банту она муатсис. Милу. Легенду коется, подаем тоже. Телескоп, космос, вспоминать. Бань, шар видите, я в бане его не видел. Я хочу видеть пармотор. По-моему, один раз его он зашмарил. Бех больше. В открытом космосе. В открытом космосе нету никакой гравитации, поэтому корабли начинают вращаться, в них закладывается вращение, чтобы создать искусственную гравитацию. Нет, гравитации есть Бог и дати, что окружающие массы тебя притягивают с какой-то силой. Иду и Бог, что есть гравитация. То есть пусть она, эта сила, короче, ты должен находиться рядом с этой массой. То есть если ты уходишь в открытый космос, там нету никакой гравитации. А мы без гравитации не можем существовать. Они начинают... Про эту, да, про искусственную тяжесть и чего. Здесь вопрос был не про это. В Солнечной системе и Солнце тебя продолжает притягивать. В космосе, оно продолжает тебя тянуть к себе. Но, естественно, сила тяжести есть. Он самолет
самолет до горки, он космонавт, тренировать. Он взлетает вверх, потом падает. И в салоне создается условие микрогравитации. То есть ты там становишься можешь летать, прыжки делать. И длится это где-то, не знаю, от 30 секунд до полминуты. И сангумду, короче, ты как бы падаешь все время на солнце. Согласно вот этому? Ты падаешь на солнце и находишься вот в этом самом микрогравитации состоянии. А что для твоего тела это плохо? Да, он делал вращение, ешь. Сила тяжести есть. Это правда, да, действительно. Расчеты есть. 500 метров диаметром умей, уже достаточно, чтобы ты не ощущал, что это крутится, и чувствовал себя как на земле. И раскрутить его с достаточной скоростью. Центробежная сила. Центробежная сила будет имитировать силу тяжести и полностью заменять ее. Ibrahim, десятичка, дизрать, Бурак, хахорон, суадвитла. На ночь глядя, не трогай. Сама чудок бурак, часом по всей видимости, гели 3, да, все заправлены. Вот. Термоядерный двигатель у него, значит, был. Так слушай, это трон Аллаха, он где-то на той стороне Луны, где гелий-3. И он еще должен был крутиться, чтобы создать гравитацию. Так должен был крутиться. Да, ну. Там небольшое количество времени можно с невесомости. Проскочило этот, наверное. И плоские земля, и чему боится, и нахмусана, короче. Есть какой-то стопроцентный аргумент, чтобы вот им сказать, вот поэтому вы ошибаетесь. Ну, какой еще стопроцентный аргумент? Ты можешь включить этот интернет и камеру, например, с Америки, увидеть, что там ночь, а у тебя день. Как плоская земля это объясняет? Ну, они как-то это объясняют тоже. Не, там земля, походу, вот так, не драйве крутится, а вот так вот крутится вокруг. Движется по кругу. Они на любой твой аргумент объяснение находят, и до сих пор спорят люди. Объясни мне, что у тебя тарелка, плоская земля, так? Наверху лампочка, это солнце. Куда ты ее поместишь, чтобы на половине земли была ночь, а на половине день? Ну, как ты это сделаешь? Объясни. На земле еще горы. Плоская земля, я стою, что набок ехает, я слева из армута, один из их приседает, вот, надо. Oder Schmiede-Realität, это плоская земля, написано динозавр, ну. Кажется, это настолько глупый вопрос, вот эти плоские земли, что даже аргумент лохат даже не знаю это. Ну, не, я диспуты там слушаю. Там ночь, здесь день. Как насчет гравитации? Вот как тебя притягивают? Что там? Тесла, а может там на крайнем крокодила месте тебя солнце богат салоч потушить. Трон И мал хую боцер, иш дайса лил и мулил, иш дайса и хую и мудуйцер. Что называется, мудрость, я дискуссии их слушал месяц-два назад, и они никак не могут их опровергнуть. И физики заходят туда, и умные люди заходят, но они не... Дискуссия никуда, она, короче. Альберт, ты, если бы, я не знаю, если ты трезвым их слушал, может быть, то нет там никаких. Как ты объяснишь, что одной стороне ночь, а в другой стороне день? И что вот она грейду или слои. Что физик, я не физик, я могу так просто... Это не физики не нужно. Здесь не нужно физики. Здесь нужно, что вот на одной стороне, и что ты можешь каждый город делать, вот через 2 часа цан мал халваттер. То есть из-за горизонта, из-за кружка он появится у них, потом в Лиссабоне, потом во Флориде.
То есть и полностью отследить Тейшмана, наше Они положение. это все говорят, они все это говорят, и потом каким-то образом опровергают и не могут им доказать все равно. تطلع فالدوتن كدو هاون جمقيت وان تاهم يقصر انترنت جوز تا فيديو يقش نجح سنتار ما باخل مارا اوتسل جينا خولش خلشة اتو اتمارا نشوق حتو في سيالو نس دنيا نس شامير وحكات يسيرد نس وحكات سيالو بيراميد سنت عشويت ناس مارا جينا بات بوس اتيوري صور زملا بلوسكت بوس Мало как как в их системе спутники там, которые крутятся вокруг этой планеты, как они, где они висят, что они делают. Я ничего не утверждаю, ничего не говорю. Я не помню их аргументы, я не помню контраргументы. Я говорю о том, что я слушал сотни этих дискуссов, комментариев, диспутов, и ни разу я не увидел, чтобы их опровергли четко. Ибо сумасбахи. Не, вахит собак диктацию. Просто, а ты говоришь, что я ничего не понимаю цардуйцев, но не смогли опровергнуться. А как-то Да, никто не признал и не опровергли. Вот я как слышу, я не увидел, что... Не признают, но это как бы... Например, я могу утверждать, что, не знаю, что Марс, например, сделан из этого, я не знаю, из тофу. И я буду долго с ними спорить, но смысл моя, эта идея о плоской Земле специально придумана. Я знаю, даже момент времени можно засечь, когда они это придумали, в интернет закинули и начали реакцию смотреть. То есть я сундак до Я понимаю, но никто не может им доказать, понимаешь, что и Бог доказать. В смысле, сам доказать что или вообще доказать что? Они там могут... Они не могут этим плоскоземельщикам доказать, что это не так. Доказать. Может, они специально врут, не хотят признавать, так, доказать Цадархули. С чем связано вот это плоскоземье? И плоскоземельщик утверждает, что Земля плоская Бог. Да. утверждать, Бог. Это доказательство, доказательство привести. Тысячи доказательств, тысячи. Это после То есть ты ни одно из их доказательств сейчас не помнишь и не можешь рассказать. Давай я сейчас по-другому сформулирую. Давай вот. Почему ученое сообщество, микрофон, шалатин, телевизор, камер, шалатин, иш душун. И до чего он садился, спор? Я тебе отвечу. По той же причине, что ученые было беля, Иисус не ходил по воде, Бог, отрицать. То есть ученые не занимаются ерундой. Или Кришна не был этим Богом, Бог. То есть каждый какой-то дебил будет придумывать вопросы какие-то, что история такая, что такое, сякое, Бог. И ученые должны собираться и опровергать себе. Бремя доказательства лежит на том, кто делает утверждение. А плоские земля дубахи, давай доказывай алдизаться и все. Они доказывают, том-то и давай дело. приведи это доказательство. Хоть ты даже не запомнил их доказательств, значит нету их. Так, давай сейчас, на скидку, что они говорят? Давай загугли, принеси нам какое-то доказательство их. Мы Давай сейчас. Я тебе приведу Теслу. Они утверждают, знаешь что? Они утверждают то, что вот самолет взлетает из точки А в точку Б. Если он летит навстречу вращению Земли, он должен одолевать путь быстрее, чем он будет лететь в Так и происходит. Соборденович, так и происходит из Америки в Европу на 2 часа, по-моему, быстрее долетаешь, чем обратно. И что? Причем без вращения Земли? Ну, конечно. Нет, они говорят, что вообще не должен самолет тратить топливо. Он должен подняться, и через вот Земля крутится, допустим, со скоростью 400, там, сколько километров.
И вот под ним должны вот эти пролетать эти километры, он должен набрать высоту навстречу вращению Что и тут же говорит, что приземлиться через тысячи километров. только что говорит, что Вертикально взлет. сила тяжести никуда не пропадает. То есть самолет тягуй, сила тяжести все еще действует на тебя, ты над одним местом висишь. Но скорость твоей недостаточно, чтобы выйти из этого гравитационного колодца. Это 8 километров нужно набрать, чтобы выйти на орбиту. Я-то Тесла. понимаю, этот пример приводит, представь себе, он себя позиционирует там с таким интеллектуалом и говорит, что он летчик ВВС США, и вот он приводит вот это, и там все ему аплодируют. Ёх, дурдом, шестая Мне палата. кажется, это специально. Эти люди прекрасно знают, что Земля круглая. Это просто специально им замануха. Это грандиозный социологический эксперимент, который с каких-то энтузиастов разросся до такого. И они проверяют, настолько можно дебилизовать людей. И действительно, оказывается, людей можно сильно дебилизовать. Tesla. Tesla, sama attiecības. Mustang. Tā kas manā... И кем, да, и против вращения МДЛ, сихот охоч, чем по вращению, да? Да, мыс Канаверал, Флорид, он ближе к экватору расположен специально, чтобы тебе ракеты запускать решение. Благодаря вращению, противовращению Земли экономить топливо. А Байконур, если ты закидываешь на орбиту вес, тебе нужно тратить, наверное, процентов на 10 больше топлива, чем американцам, которые у экватора, или чем французам, которые на Индийский океан, остров Яц. Тигар не из Франции, потому что самое быстрое вращение это на экваторе. Экватор был, Хозяин, на дальние уже огибающие расстояния, цыган, уальничий и зарелица, близкие расстояния, уальничий. Dünya ценный вращается здесь, мой. Разогнаться один, вот эмерчкина. То же самое, Бурак, как бы, Боль, но ты учитываешь все-таки, он делал, что я реактивный самолет, ты учитываешь, что это все равно тебе чуть-чуть добавляет. Посмотри, погугли по этому поводу. Можно из Америки позвокшен меньше дой или цадой. Я давно эти вопросы читал, поэтому по памяти было полностью. Дарас, допустим, Dünya сан гварги хумай очта, беговой дорожка сан хумпельч, да? Тут я дол кем раз я МД лей тут ир, короче. Дуал дол шерел. Монах и чуть ценится назад, дадут тоже разогнаться до здесь, Погугли в экваторе против вращения. Самолет дольше летит, чем по вращению. Погугли. Тесла, Ажлата, простой пример. Снайперские школы, амучхайна, Нагасанген, короче, там более километра, и цель прослеживать эти хайна, цена, то еще и выстрел, и обязательно учитывать и еще не только скорость ветра, но и вращение Земли. Да, низкую, кстати. Колесова сила, эффект Магнуса, колесова сила, ты должен поправки на вращение Земли, кстати, делать. Да, супер дальний снайпер шбац не слеон. На километр туаптух, бэри, алэмонху. Ну, скажем так, на 2 километра. Да, 1,5-2 километра. Все, что дальше от километра, ты должен учитывать вращение Земли. Вращение пули, даже Магнус эффект, куда он крутится, его должен учитывать. Колесовую силу, это вращение Земли. Там много всех факторов будет уже. Рустам, простыми словами, АЛД, говорит, ВВС, Богштык. Самолет взлетел, он никуда не летит, в воздухе висит, земля прокрутилась, и он садится, да, и что родится. Да, вот он пример приводит такой, земля, шарообразный хальч, иштхальди зари бохту, летчик уша бохчу.
Otsal Audul Humudüzer do Deldar. اتمتقا قطعنا واتوكساري دكزاتي فيبوس والواسع على زمن سا كس مناس كل شو اعتدوا سا وقت تقول يستمر انتريو يوتس اساس ريسكن دقعدو سخوات الدكتور زمنا بلوت سار ابرادي Что, нормально тогда قلت кучерявый الوعطة живешь, можно عشان сказать, да? عبقلهم أول صن إسا سبعة داي ساعة بوقت كيف Ну, я قوتي думал, ты в بلوتنا بلوتنا я думал, ты بلوتنا живешь в دول Челябе. بلوتنا دول إستوري إذا يقصد доказать Да вот мы легко можем проверить, как на нас сила Скорость, скорее тяжести всего, действует. Мы скорость, скорее находимся всего, в знаешь, поезде, сколько который захотели. движется со скоростью, допустим, 100 километров в час. Вот поезд что, вагон что? Ой, ирхуас дальше. Получается, нас должно было бы со скоростью 100 километров в час об стенку размозжить. А тем не менее мы остаемся на месте, да, приземляемся туда, откуда мы подпрыгнули. То есть притяжение, оно в замкнутом пространстве, оно никуда не девается. Нет, сега, идер шайд ига сей вопрос пол де лига то поезд цани разогнается один уйч мо уйо сега. Хочу чё халкуас валар, короче, борд аул му бациони поезд. Поезд, а худухао, а атмосфера мою, а тебя что поезд, что, он сопротивление. А вот кем халда сюда, все-таки тебя сопротивление, атмосферное сопротивление мое, он дальше. Шайк атмосфера, дюня ценит, они видишь, моя тебя, что опоздание мое, сюда. Да, абсолютно правильно. Есть разнонаправленные ветра дуют на разных Не, высотах. и даже сега вообще воздух, насчет самолетом уже дюни хизерим, киду его чисто поезд бишь, чацун цен разогнается один его. Он тебя несет так же, как и него, то, что ты что, воздух дается, а подпрыгнуть, ты ценит, так как давишь, там пина кипишь, вот тебя. Нет, Это если все слушать равно, вот этих людей. все равно это связано. Да, кстати, и колесо сила дубарчика, но оно отклоняет ветер, и из-за этого самолет летит больше. Объясню. Это стандартная теория, она дырявая. Ее трудно приложить к этой нашей реальности. Меня другое. Зашел ты нам Самолет доказать. квартиронцу. Не хуй чувак. Вообще база. Это стандартная модель. Нет никакой гравитации, поэтому все это дело так выглядит. Альберт, ты нашел нам это? Доки? Ничего говорю. Да, я сейчас в гугле неинтересно искать. Я Там много предлагал простейший эксперимент им вот положить сковородку, я не что-то, и лампочку им в руки дать. Вот покажите мне, как на плоской земле, на половине земли нету день, а на половине Направленную бахтары, сверхтери, малхо тушил, прожектор направленную бахтары, фонарики поэтому... бахцар, мало круглый бахцар, фонарики бахцар и бахи. Да, да, Поэт, это я искусственный зачитаю, вот объект, Вопрос который тогда. направленно светит Хорошо. на поверхность. Теперь вопрос тогда. Этот фонарик, он как действует? То есть, если фонарик И я... это сокрытое дубаха из этого все, мировое господство, это все скрывает. Земля круглая, да, а солнце фонарик, откуда им они знают, что солнце фонарик? Есть какие-нибудь? Типа здравый смысл противоречит. Почему река не кривая, бах? Почему поверхность воды типа не кривая, бах? Почему Нил или Амазонка длинная река? Кривая. Я лично залезал в этой Меттигюшен, это Швейцарии, Австрии, Германии, озеро Душон, озеро. У нее дуга 6 метров. То есть в середине озера вода на 6 метров выше, чем у края. И когда я лам бушу, канатки, лам ты халвел, и дуга хагон, и озеро круглый хагошун, дугу земли там можно увидеть. Лам ты. Из-за этого, кстати, лампи больше
древние считали планету как щит, дугасан, из-за того, что ламти халмавельны, они видели дугу Земли. То есть на 6 метров выше, это можно измерить, там, проблема очень. Что они Где-то в говорят? Штатах какое-то озеро они в пример приводили. Я не помню сейчас название, по-моему, где-то с Бостоном связано. Пролив Яци, залив Ярис, короче, они сравнивали, что, короче... أمريكا خلبول إجيتات على لازم تحكي строительные Нет, ищите, и да, там еще город, почему видно город Бах, типа расстояние вот это вот, длина вот этого озера вообще предполагает то, что изгиб вот этой поверхности Земли, он по формуле, он должен был бы быть настолько, чтобы нижняя часть города, этих зданий, Гуш-Халиш, Ацарбах. Давай я тебе тогда единственного примеря. Озеро 35 километров в длину, дуга 6 метров. То есть 6 метров объем перекрывается. Почему? Умел кто царь озеро или залив? Я сейчас не помню, я так просто... Ну, вот, просто притянуть на него. Они ничего не считают, а занимаются этой софистикой. Нет, расчет сами дуют. Это плоская земля с 5G появилась вместе на этот период. Это в 2005 интернет, Юлин движение, в 2005-2006 году. Может, чуть позже. Это Лоза, очень целая лекция, видишь, я, правда, не слушал ее, но всегда. Я думаю, исследование на Бахцу. Сергей Лоза, вари. Привет, Лука. Да. Официально плоскоземельчий похость. Это из третьей палаты. Я предлагаю не называть их плоскоземельщиками, а солнцефонарики. Дальше, плоская земля, намоца доли, и солнце мабуцар форм хуюч. То есть прожектор инцунах. Где он там, за что он там зацепился, этот прожектор? Что-то вютигает, короче. И он кто-то там угол этого прожектора меняет, короче. И кто-то этот прожектор туда-сюда проносит, чтобы... Причем непонятно. Научно объяснить дадешь, что ломдари, кто-то теории, которые выдвигают и которые нужно научно объяснить, они очень элементарно от этого отнекиваются до тем, что это гаргую, это все голограмма на небесном своде, на тверди, вот небесной тверди, голограмме Бахца. А какие еще доказательства людям можно приводить, которые могут все на голограмму списывать? И, вообще, это каким же способом я могу... Вот, допустим, на запуск ракеты, вот ракету запускают, допустим, в космос, там, из когда ты близко под этой ракетой стоишь, возникает ощущение, что вот эта вот ракета, она же под углом уходит, она же не напрямую из атмосферы вылетает, она под углом как бы вылетает до своего. Но ей же выйти. Эта ракета и нужна, она примерно где-то километров 10 халмаехни, она потихоньку начинает наклоняться, чтобы набрать скорость вокруг Земли, то есть в орбите. И низ хальюда, она потеряет импульс и обратно упадет. Есть еще одно видео, где один, энтузиаст, он с ракеты, приличной ракеты смастерить, то есть вот это GoPro камера, или он ее запускает, эта камера снимается, она очень быстро отдаляется от поверхности, но возникает ощущение, что когда она уже топливо, видимо, заканчивается, или будут сагаться, как будто она упирается, врезается во что-то твердое, она начинает вращаться и падать. Вот это такая чёркость до тверди. Кстати, когда еще вот этих телефонов, интернетов не было, я был радиолюбителем, и я знаю этих друзей, которые коротковолновый 200-ваттный передатчик САНа использовали Луну,
чтобы связываться с Австралией. То есть ты посылаешь 200 ватт, вполне хватает, чтобы послать сигнал. Он отражается от Луны, и на другом конце Австралии туда попадает. И спокойно можно связь установить тигрчан, используя Луну как отражающий вот этот волокна. Отражатель. Угол атаки вычислять в Союзе. У нас очень большая, это такой супер большой отражатель, и, пожалуйста, ты можешь вот так делать, короче. Вы как? Давай я зачитаю тебе список аргументов их. Только по GPT мне. одному зачитать, ешь, опровергать, ешь и дальше идет. Давай, вот GPT мне выдал вот краткий список аргументов. Отсутствие кривизны горизонта. Утверждает, что кривизну невозможно увидеть ни с земли, ни с самолета. Лично наблюдал кривизну 6 метров на озере на границе Швейцарии с высоты этой горы. Давай, Дальше. пункт 2. Давай, второе. Недостаток реальных фотографий считает, что снимки с Земли и с космоса подделки или... Ну, что там еще? Короче, подделки. Миллион суртов и миллион видео со спутников, с космической станции, с энтузиастов, которые запускают вот эти... Это они опровергают, опровергнут то, что на камерах установлена линза, рыбий глаз. Подожди. Анабол, давай мы же разбираем, блиц делаем, разбираем, все дела. Любой может человек запустить вот этот гелевый шар, камеру прицепить и сделать снимок дуги Земли. Также вот летает сотни и тысячи самолетов, которые начнут, Ешен, ты также можешь увидеть, короче, дугу Земли. Тоже миллион видео. И зачем миллионы видео и фото людям подделывать? Причем разных людей, не связанные, живущих в разных странах, которые друг с другом воюют. Зачем этим Третьего рейха челнок запускать? Зачем им подделывать, короче, плоский датсбор? Это не имеет вообще никакого смысла. Какую финансовую выгоду можно получить, скрывая форму Земли? Причем это должны быть не просто какие-то гигантские средства, должны быть, то есть весь мир нужно это дурить. Кому и зачем это нужно? Давай дальше. Антарктическая стена. Полагают, что Антарктида окружает края плоской Земли, удерживая океаны. Полеты в США совершаются через Северный полюс, наиболее короткий маршрут. Нет, южный полюс, южного нет. Но если есть Северный полюс, то автоматически должен быть и южный? Нет, его нету. Это просто стена. По секрету у нас дается. Если Земля круглая, то через Северный полюс ты попадаешь в Америку. И также через Атлантику на запад летишь, ты также попадаешь в Америку. Если Земля плоская, то летя на север, ты не попадешь в Америку. У них своя карта. Просто Санта-Клаус, вы Бог, утверждаете, что они под этим цель, реально, у них своя карта расположения материков. Реально, я не проектирую карту, я тоже могу карту придумать. Я тебе говорю, что через Северный полюс летят и ядерные ракеты, но также летят и самолеты. И также через Атлантику летят. То есть на запад летят и на север летят. Если Земля плоская, он на север, что лететь, что ж ты не попадешь в Америку? В Америке же на западе, слева. Видел? Да, Америка находится на западе, но ближайший путь к ней через Северный полюс, потому что Земля круглая. На плоской Земле ты не попадешь налево, где находится Америка. Ты будешь куда-то упрешься в конец мира или стены. Это тот же аргумент, что и с фонариком, короче, непробиваемый. Дальше. Да, там, кстати, про этот аргумент, там говорили, вот Перл-Харбор, когда бомбили, им надо было сколько пролететь там? Бомбили с авианосцев. Никуда им не надо было пролететь там, километров. Да, и авианосцы. Так, поехали дальше. Законы перспективы движения Солнца объясняют восходы и закаты движением Солнца по кругу над плоской Землей. Это мы уже говорили. Солнце Хезрон, что повтори? Законы перспективы и движения Солнца объясняют восходы и закаты движением Солнца по кругу над плоской Землей.
Нет, не объясняет, потому что они форму Солнца изменили. То есть фонарик юбахца, рефлектор елша, то есть гуанахца иза елша, прожектор генеон. У прожектора есть рефлектор и оболочка. То есть гуана и хилизаксон. То есть они изменили вид Солнца на фонарик. Ни при чем здесь. Движение это здесь ни при чем. Потому что И если Солнце фонарик, круглое... он на горизонт уходит. Если бы он был фонариком, он бы там вдаль уходил бы и там вверху бы исчезал. Нет. Вот гуана юбах, рам юбах, прожекторы санна, фонарики санна, гуана хум юбах царь. Кстати, если бы это был фонариком, то войны хочен, мы бы как бы тоже эту границу видели, терминатор, где свет и этот. То есть они выдают моэдер, обманом занимается, подменяет понятие. Изменив Солнце на какой-то направленный излучатель, гуна рамка юш. Но на самом деле утверждает, что это движение. Движение здесь ни при чем. Мы про форму Солнца. Дальше. Проблема... И насчет стены антарктической, и царь хустинаю бо, царь гунах стенаю дневном. Что-то ехаю, альбурек, что-то ехаю. И стена антарктическая стена, и плоские земли по краю любого. Богу, Бехкан, моря, океаны, все океаны удерживаются этой стеной. Они могут это доказать? Search в интернете, они выложили карты. Может, они это кто-то Photoshop сделал, и все. Мы откуда это знаем? Австралия стена. Нет, это не фотографии, а демонстрация, как они видят. Австралия от кроликов. Нет, главное, они сами не верят никакому фото, видео, ничему не верят, и потом предоставляют какие-то там, не знаю, там, свои такие же доказательства. Супер аргумент. Давайте дальше. Так, проблема с учетом гравитации. Полагают, что гравитация недостаточно доказана и может быть заменена другими теориями. Альберт, повтори, там мою похвастаю. Проблема с учетом гравитации. Полагают, что гравитация недостаточно доказана и может быть заменена другими теориями. Причем это так? Гравитация и форма Земли. Причем здесь как они это все... Гравитация не существует. Элементарно, просто мы на лепешке этой стоим и все. Ну, лепешка же тоже гравитацию тогда имеет. Что нас держит на лепешке? Давай дальше. Буцигабола. Смотри, вот 6. Невозможность ощутить вращение Земли. Считают, что вращение Земли должно ощущаться людьми. Почему оно должно ощущаться? Большая скорость там, сколько там, 1500 километров? Ага. Нет, не 1500, 400 метров. У экватора 450 метров в секунду, по-моему, вращение. Ближе к полюсам оно уменьшается, и на самом полюсе вообще его нет. Почему не ощущаем бокса? Да, я только что говорил, если ты слушал, наверное, что 500 метров скажем так, представь космический корабль с диаметром 500 метров. Вот в виде такой колесо, велосипедное колесо, представь, со спицами. И вот, находясь внутри этого корабля, и его раскрутить, по-моему, там скорость была какие-то десятки метров в секунду, ты будешь полностью тяжесть ощущать и не будешь ощущать, что она крутится. То есть такие опыты проводились. Представь, размер тут 500 метров, а диаметр Земли 12 тысяч чем-то километров. То как ты будешь там на нем ощущать? Да ни черта ты не будешь ощущать. Зато ты будешь движение звезд видеть. Нет, Тесла, отцел размер вещац. Ты же ведро берешь в руку с водой, начинаешь крутить, и вода не выливается. Отцел объем вещмаяцы. Да, объем вещац, но чтобы ты не ощущал бахца.
Неприятно, что тебя крутят, если это будет, например, вращалка, скажем, 10 метров колесо, диаметр его в космосе. Ты там все-таки будешь ощущать, плюс на тебя будет действовать вот эти эффекты корреляции силы, и тебя немножко в бок будет вести, и все такое. Сундела, согласно расчетам, как минимум диаметр должен быть корабля, где нужна искусственная гравитация, чтобы ты не ощущал ее, 500 метров принято считать. Но халитахсун километр. Размер Земли несравнимо больше. То есть на Земле вы вообще ничего не должны ощущать. Даже на Луне мы не будем вращение ощущать, которое в 6 раз меньше. Нет, там это были старые расчеты, 500 метров. Инди современные, где что, корабли, да, они вот с искусственной гравитацией, в них закладывается вот это вращение, теперь отцел диаметр маяц, они в диаметре сколько там, 8 метров, по-моему, у гордок на SpaceX. Пока что, Рустам, пока что Диндатсун корабль с искусственной гравитацией. Да, они не могут такой большой корабль сделать, просто Тундела там будет такая там, четверть гравитации, но я говорю не то, что такое будет. Это расчеты, что если человек хочет в космосе комфортно себя чувствовать, не ощущая, что его все время крутят, должно быть радиус не менее 500 метров. Иду и просто. Это не значит, что современные корабли собираются 500 метров строить или не собираются. Так технической возможности пока для этого нету. Продолжай. Уже 7-й аргумент. Полярная звезда неподвижна. Они указывают на неизменность положения полярной звезды, что, по их мнению, противоречит вращению Земли. Они не видели фильм про Христофора Колумба, который плыл от Америку. И в этом фильме, если эти дебилы его смотрели, там как раз матрос подбегает, когда они уже достаточно далеко отдаляются. Кстати, им говорили всякие вот эти простолюдины, вы сумасшедшие, вы дойдете до края земли и упадете с края, вместо того, чтобы попасть в Индию, боже. Так вот, там есть момент, когда они уже где-то Атлантики хорошо отплыли, куда раньше никто не плавал. И к нему подбегает матрос и говорит: посмотрите, Христофор Колумб, полярная звезда двигается. И он вот так берет вот этот секстант, и, да, по-моему, даже опытный, действительно на 2 градуса сдвинулся, говорит. То есть они не знают, что они говорят. Полярная звезда вполне себе прекрасно, когда ты плывешь на запад, меняет свое положение. А вот когда ты вокруг Европы плаваешь, каботажной, то она была неподвижной, почти стоит, поэтому служила долгое время ориентиром там для викингов, для средиземноморских этих пиратов, для кого только угодно. То есть когда у берегов плавали Европы. Дальше. 8-й аргумент. Магнитное поле Земли. Магнитное поле Земли, в общем, считают невозможным его существование при высоких температурах в ядре. Магнитное поле Земли, ядро. Причем здесь ядро, мы не знаем, что у нас там. Ну там какая-то взаимосвязь. Ладно, давай дальше тогда. Им ответная, тогда это Sony аргумент. У нас же компасы есть, и компасы на что-то указывают. Пойдешь ты в Америку, они север показывают. Поедешь ты в Китай, они север показывают. Как на плоской земле это возможно? Надо это более подробно разбирать, они как-то там объясняли, я не помню. Давай дальше. Давай дальше. Непрямые маршруты авиаперелетов указывают на особенности перелетов, которые, по их мнению, не соответствуют модели круглой Земли. Это ни о чем. Дальше. Ладно. Неучет кривизны при строительстве каналов утверждают, что проектирование крупных каналов кривизна не учитывается. Зачем нужно учитывать кривизну при строительстве канала? Я не понял, в чем смысл этого? Так, ну ладно, про фотографии мы говорили, они говорят, что рыбий глаз, они линзу надевают там, чтобы типа
Дурят людей, короче. Круглый А Егорыч. там есть еще серьезный аргумент, его вот русские военные приводили, когда их ракета не точно попала, они ссылались на кривизну вот этой земли. Это аргумент за, а не против. У меня есть аргумент за плоскую землю, который вы не сможете, никто из вас, победить. Давай, давай. Так написано в Коране. Давай дальше. Так. Вот невозможность объяснить прямолинейные полеты. Считают, что на шарообразной Земле самолеты должны корректировать курс вниз. Зачем? Да, самолет постоянно должен, нос его нужно опускать, пока он зелит вот над поверхностью Земли кривой, его нос, пилот должен постоянно опускать, корректировать должен, чтобы он не улетел в стратосферу. И что есть? Я Да, не да, думаю. Так, когда совершает да. полет, состоит из двух фаз. Летчик набирает высоту, потом спускается. То есть она идет из-за этого, наверное, у тебя сложилось такое. На самом деле, мы же только что рассказывали, чтобы выйти вот из притяжения, то есть то нужно набрать определенную скорость. Самолет летит со скоростью, с пассажирским, например, 900 километров в час. 900 километров в час – это далеко-далеко ниже скорости, которой нужно выйти на орбиту. То есть ты не выйдешь на орбиту с такой скоростью. То есть от скорости 12 километров и все. Чтобы выйти выше, тебе нужна выше скорость. Дальше. Навигация и глобальные маршруты утверждают, что современные навигационные системы не учитывают кривизну Земли. Как они определяют, где ты находишься? Этого еще существует девиация. Девиация существует, которая выдает ошибки. С авиацией служить тем главным мотивом. В смысле, ты за плоскую землю или за эту круглую землю? Кто там работал, Балбин? Для этого есть параметры Я тебя определенные, спрашиваю, которые ты за плоскую землю или за круглую, а не за то, что ты. За аргументу или плоскоземельщику, или против круглоземельщику? Круглоземельщик, а что здесь говорится? Мы разбираем аргументы плоскоземельщиков, короче, уничтожаем и разоблачаем их по просьбе Альберта. Давай дальше, там немножко осталось. Неподвижный горизонт над любой высоте заявляют, что горизонт всегда поднимается до уровня глаз, что не должно происходить на сфере. Не понял я их Богу. Неподвижный горизонт. Ладно, последний люди вообще в горы ходили, можно забраться на 2-3 километра, и ты прекрасно видишь, что Земля вот такая круглая. То есть дугу Земли ты видишь, прям наблюдаешь ее своими глазами. Эти люди вообще никогда в горах не бывали, видимо. Астрономические Они знаешь, что говорят, Тесла? Они говорят, что горизонт всегда на уровне глаз. Вот просто у них ума не хватает то, что ты чем выше ты поднимаешься, тем больше ты охватываешь. Понять. Да. На горе прекрасно над землей. Приходится разбирать. Давай, Альберт, дальше. Так, астрономические явления. Считают, что затмение и положение светил лучше объясняется движением Солнца и Луны над плоской поверхностью. Лучше объясняется заявление, и все, и это доказательство. Это короткий, там можно и подробно это. Да нельзя там подробно, потому что в одном месте ночь, а в другом день можно объяснить только тем, что вращением Земли, круглой Земли, и все. Никакие другие хитрые траектории, там Солнце с мотором в виде фонарика, там не работают.
Давай коротко, блицом, короче, быстро там. Проблему с гравитационным притяжением к ядру Земли утверждают, что объекты на шарообразной Земле, находящиеся по бокам от экватора, должны ощущать гравитацию под углом, а не вертикально вниз. Под углом они не должны отвечать, поскольку у нас, но одно точно, вес на экваторе, и он, по-моему, меньше, чем вес ближе к этому полюсам. То есть разница, видишь, в силе тяжести. Это можно экспериментально проверить. Они могут взять такой точные весы, полететь на экватор, куда-нибудь, не знаю, в Конго или Малайзию, взвеситься там, весь какой-то точный вес, эталонный с собой образец взять, потом полететь куда-то в Анадырь или, я не знаю, в Норвегию, и там тоже, и там будет разница. А в горах сильнее гравитация или слабее? В горах? Ближе к экватору Да. и ближе По к сравнению с Северному и размером Южному полюсу слабый. пренебрежительно малое отклонение, поэтому ты это не почувствуешь. Теория, если говоришь, если бы это гравитация или сила тяжести, теория была бы правильной, то Нет, элементарно. Подниматься по лестнице тяжелее же, чем идти прямо. это не из-за того, что ты свой вес поднимаешь, а прямо ты как бы Ну, скользишь. ты же преодолеваешь силу гравитации, когда ты поднимаешься вверх. Ты свой вес поднимаешь, вес поднимать, ты толкать что-то в яц и хал эйди, разница моей. Ты же можешь штангу катить, а ты поднимать штангу. Разница же есть между этими двумя движениями. Точно так же лестницы халвошен, вес хал иешу. А давлечен как бы этот тикошу. Причем ты когда даже ногу поднимаешь, ты вперед немножко наклоняешься, а замечательно, и ты как бы падаешь, и ногой ловишь свой момент. Твой поход кяц, она вот и состоит из этих падений и этих перемещений вперед. Сундел – это экономный вид перемещения. О, Тесса, смотри, ты лазеры любишь, вот про лазеры. Считают, что лазеры, пущенные на большие расстояния, должны отклоняться, если бы Земля была круглой. Но эксперименты показывают прямой путь. Почему это лазеры, Земля круглых и лазеру, дай-ка я отклонюсь. Вот это что отклоняться. Ну, нет, видимо, неправильно сформулировано. Они имеют в виду, Требование если... от лазера, дебилистическое требование луча лазера отклонись ты должен. Почему он должен? На каком Гравитация его должна затянуть. Лучи Какой? лазера отклоняет атмосфера. Атмосфера отклоняет. Потому что она создает линзу. Рассеиваться, да, в атмосфере лазер. Они имеют в виду, что лазер Атмосфера, должен был да. бить лучом прямо в космос, если бы круглая была. А вот плоская объясняет, почему лазер идет прямо. И бог царь. Лазер линз создавать атмосферу, изучать элементарной физики. Что бери вопрос, что здесь, даже ты нам мешаешь разоблачать этих плоскоземельщиков. С интернета аргументы плоскоземельщиков мы выписали, и вот их озвучиваем. Нам отвечать. Хажал лазер сан померить мою освещение и озер, да? Гафт, не мешай. И озер, да, освещение. Дуга Земли как раз таки измерена лазером. То есть они могут вот эту дугу померить. Из-за того, что лазер прямо распространяется, мы можем померить эту дугу. Почему он должен на плоской земле, что за глупость, почему он должен искривляться, что за странные требования. Лазер летит прямо. У нас плоская земля или круглая земля. Какое отношение плоская и круглая земля имеет к лучу лазера, который отдельный элемент, он сам тут бьет в требования, туп-тупейшие, рассчитаны на людей, которые вот что-то умное слышат, но оно бессмысленное. То есть утверждение, не имеющее смысла, составленный вопрос. Что ты себя докладываешь?
И там еще есть момент, когда, допустим, в море уходящий корабль, он же снизу исчезает модуцию, корабль начинает исчезать, то есть он как бы уходит за горизонт вниз, как бы Нет, по он наклонной. снизу исчезает, он сверху исчезает. То есть верхушка последняя исчезает. Поэтому матроса... Нет, низ исчезает первый. Ну правильно, потому что... Лохейсон. Да, то правильно? есть он уходит вниз. Но они, короче, ставили еще эти телескоп сейчас, они приближали этот корабль, и он снова появлялся в объективе. Кто приближался? Плоскоземельщик. Вообще даже в горы не идут, чтобы увидеть дугу Земли. Они какими-то телескопами опыты ставят, что ли? И где, когда? Конечно, духуцер опыч. Опыч тоже будет. А вот Я это из тех, которые говорят, что Земля плоская, плоскости, конец яц, плоскость чакяч, провалиться до цадезда, дюня год лишь корабль, что его алдал хабар ючек. Ян Буцига из льда стена там высокая. Туда не пускают, там тига ракетный оборон шаги тига ляч. Да, ищет бахца, ищет бахца. Телескоп чул, дахаюсан, море чул, дахаюсан, Антарктид, гаезицан, стена, габезицан. Нет, там уже атмосфера не позволяет так далеко видеть. А птицы могут залететь за А как это, они за корабль эту стену? тогда видят? Мелгейндер. Птицы туда могут залететь за эту стену? Альбуреки, там, птицы. Купол ютига, Ибрам. И купол ютига. Купол стеклянный, купол и альбурак. Я тоже самое. Купол, дака, она, этига. Не, альбурак. Мама твоя марице, я хана. От купола не хаида. Сатус путига. Хабберли, тичер. Да. Давай еще один последний Тесла. Отсутствие отклонения. Ладно, бехман. Ну все, закончим сейчас. Отсутствие отклонения воды от горизонтали. Сторонники плоской Земли заявляют, что вода всегда стремится к горизонтальному положению, и если бы Земля была круглой, океаны и водоемы якобы сползли бы по кривизне. Куда сползли? Что за бред? Это на плоской земле они должны... В самый низ сползли бы. Это на плоской земле они должны быть куда-то сползти, а на круглой в центре земли мое притяжение. То есть они все притягиваются к центру и распределяются. Аргумент, что просто такие побиваемые, значит, в кавычках аргументы. Не, и вообще иду корабль Мелгейндер Гоцерн, и Антарктида, и стена, он скрыт за атмосферой, короче. Да, Юха Бахча Гамабьязари, и там же многие нации. Нет, там плитка не Не, они утверждают, что корабль не исчезает, видите ли, с поля зрения, его всегда можно увидеть, а эту стену нельзя, короче. Мне интересно другое. Вот в чем смысл скрывать от народа, что Земля не плоская? Допустим, у нас есть какой-то заговор миллиардеров, управляющих Землей. То есть они, людей, короче, компании их, они ходят на работу, эти люди работают, им по телевизору промывают мозги, они получают свои миллиардные прибыли. Вот какая разница им получать миллиардные прибыли и промывать головы на плоской земле или на круглой земле? Давай я зачитаю аргументы. Давай я зачитаю аргументы, почему они считают, что вот это все скрывается. Контроль над населением. Сторонники считают, что знание о плоской Земле могло бы изменить мировоззрение людей и сделать их менее податливыми для манипуляций. Они полагают, что идея круглой Земли позволяет упрощенно объяснять такие понятия, как космос и научные теории, формируя определенный образ мышления, который легче контролировать. Дальше. Второй пункт.
Финансовые интересы Дай космических агентств. первый пункт, Альберт. Дай Давай, разговор. давай. Я только что говорил, что вот этот 8 часов работает на заводе этот человек, возвращается домой, включает телевизор, берет банку пива и смотрит футбол. Вот капиталист получает прибыль, ну, допустим, от этого человека, он получил $100 прибыли за этот день. Каким образом его прибыль будет меняться от плоской или круглой земли? Кроме того, что он должен и плоский дать сбор, и скрывать, видишь, он значительную часть своего олигархического, миллиардерского капитала должен тратить на то, чтобы постоянно скрывать вот это. То есть он в ущерб еще идет себе. Ему круглая земля выгодна с точки зрения финансирования. Не, Вернее, подожди, плоская. ты еще давай Ты нам дальше зубы не послушай. заговаривай. Давай дальше. Второй Альберт, أصل دبا داون عبوفتي جملة بلوسك بوت دوت على كنوا لدو أنا جون كينيدي وري ملوري توزا سامع يبير بقى أنا قصة دا جملة بلوسك دو يكوبا قصة يا لا يجوا يا غير وينا بوت ساق لما دو أنا سونا ما Давай جون дальше. كينيدي سبجا جون كينيدي انترولوس كانت تي عليها تعزودا خلق سموح ويوكسا مينستر بول مي проблем это хуба tu عوني عدل من عدل это كوبل بو سموح ويوكسا يحكن سبيكتاك لدو عنتا دقائي نفسها لدو Давай, Альберт, продолжим. У меня мощнейший аргумент есть против всего Давай, этого. давай, давай я прочитаю. В общем, там сейчас вот несколько пунктов. Если что, Финанс... Да, второй аргумент, почему скрывают, ну, почему его скрывают, да, они вот в плоской земле, какой смысл? Финансовые интересы космических агентств. Теория предполагает, что космические агентства, такие как НАСА, получают миллиарды долларов финансирования за исследование космоса, но по мнению сторонников теории плоской Земли, эти деньги тратятся не на реальные исследования, а на создание иллюзий космических программ, изображений Земли из космоса. Подожди, человек занимается вот этим самым подделкой космоса с их 60-х годов только, а люди, что Земля круглая, знают уже многие сотни лет. То есть аргумент это какой-то сам. А вот давай третий, очень интересный аргумент. Знаем мы там, чем вы за этой стеной занимаетесь. Третий аргумент актуальный для нас. Попытка скрыть божественную истину. Многие сторонники теории плоской Земли придерживаются религиозных взглядов и считают, что форма Земли указывает на ее уникальное божественное происхождение. Они полагают, что теория круглой Земли была разработана, чтобы уничтожить связь между человеком и божественным замыслом, утверждая, что плоская Земля подтверждает важность и уникальность человечества в мире. Судя по окружающей картине, я не вижу, что эта связь уничтожилась. Наоборот, она уже на круглой земле только это усилилась. Теперь аргумент Альберт, который просто невозможно. Она была камера, Да, это самый сильный аргумент. В том скрытие истинной природы Вселенной. Я тебе не привел его самый сильный. Подожди, я не привел тебе сильный. Она была камеру лет, да и И что важно, когда мы давайте около ахчедош ашбол. А давайте-ка скроем от людей божественный замысел. Нам же это так важно. Нет, есть очень четкий контраргумент, Альберт, против его. У нас есть плоская земля, так ведь? Она окружена высокой стеной и льда, и гор, короче, то есть очень высоких, там, допустим, 20 километров по всему кругу. То есть где живут японцы, где живут там австралийцы, где живут, то есть это огромная граница. Так ведь? То есть ты должен понимать, что диаметр этого круга, он равен числу π, то есть 3,14, что-то там еще. Можно бесконечно добавлять. То есть если это не 40 тысяч, как диаметр в нашей на экваторе,
а гораздо больше, скажем так, допустим. То есть и вот всю эту стену якобы охраняют от проникновения ракетные войска. Так я понял. Ну да, типа того, что-то считается. Где можно взять столько ракет, столько людей, чтобы границу вокруг Земли туда понаставить людей? Что они будут кушать, кто им будет управлять? Это даже не миллион человек. Это И не никто 100 из миллионов. них по сей день не слился Да, там. это миллиарды людей, и Земля не способна даже, не знаю, четвертую часть такой границы обеспечить вот этим самым ракетным и этими движениями. Теперь вопрос другой. Ракеты и прочее появились не так давно, как и транспортные средства в виде самолета. То есть это кто охранял эту границу в 19 веке? Какие такие ракетные войска, когда на парусных кораблях люди туда-сюда шныряли по океану, причем друг друга независимые цивилизации, не связанные, как сейчас, глобально. Там эти китайцы отдельно, у них свое отдельно, японцы отдельно, там эти малазийцы отдельно, инки и индейцы здесь отдельно. То есть они вовсе не связаны, чтобы договориться о том, чтобы охранять стену от каких-то людей. И это дело продолжается сотни лет. То есть сотни лет люди шныряют по океанам, никто никакую стену не видит. Короче, ни китайцы, ни японцы, ни эти, ни те, ни все. Как они это объясняют? А если 12 тысяч северокорейских муджахедов, они могут Это охранять? так, да. Короче, мы побили их аргументы. Давай дальше. Идиота могила только исправит. Они только сниматься в фильмы шарят. Tesla и мал бахт чубуз чайнах. И гуш бесит тун тях машин хэккан, короче. Давох, имел скорость изрер машина. Я тебе сказал, 415 метров в секунду, если ты на экваторе. Чем ближе ты к Северному полюсу идешь, тем меньше тебе нужно. И на самом Северном полюсе ты можешь просто повернуться и увидеть солнце, которое постоянно висит на горизонте. На скорости 950 километров в час ты можешь наблюдать 24 часа в день. Да, вполне возможно. Кино, как на самолете, они ночь яхцакаит, короче. Вернее, день яхцакаит, убегает ночи по Я вращению. летел на Кубу, я все это наблюдал. Мы вылетели. نرويج عمالين نكتب ما اعرف تسبوش اخسر عليها اذا ما اديت Ну, кстати, как они объясняют это на плоской земле? لا تاقيت كده خاطر دا دولك انتر كده وابتش قش بوش شغل تاعت مت تابلوت دول قش Фига, фонарик постоянно хагушу. Сораура хагуш. Ju i цаболчарн мал хатуан и светко ухарна и батареек шуёк шметкяс и холгушек. Да, Аржиш. да. تسلا إذا كذاتي يكسر إذا يكسر يو تو نرويج مالا دائم قش فنبو انتر كده قش فن سغول إذا كذاتي تو يا لوتشات ده Они, تكسر دوك у них بس دعاء هم تيندر دوك دو доказательств нету. بيتن Они ويرا ودوك لدوانا просто Там демагогия и основная пытка причина вот контролировать. этих и плоскоземельщик шпац, основная баханцер и кирдар худу, это контент, ориентированный на недалекого ума людей. И они создают контент, сообщества, какие-то донаты, скорее всего, эксперименты, и штигом ждут, кайф тоже, кайфуют по-своему, идут. И плюс у них есть мусульмане, которые верят в эту плоскую землю. Так, ёк, да, мадуи, то там будет царь. تسلا تعزم هم ديت يا سنت قطع عن عاوة تندوس هم جم بريميريال وغيره حتى صوت درجة تشتوى سيور نكريسي أطراو لكوسميتس كراكيت نا مالغان دعبا نيورت بيسا نوقع استعهم درجة تجا بيسا نوقع Да, мало пол бочкайна. Мало челбо. دا اشتاق ساق هم خينا بوت اسنا بو حلقة تاق وطول حلقة دول شغو تحتو أول ها أول
تقلع مرة شوز Ne, كان naоборот, كوستمس iz bakmak šmadu, hundēč panērik efekt, un khilč šuti daba, šuti لا āmin, habeški. أخوك وهاو أول أوبتيا ده سا أول بيسن دينا بو خلتي شام جلاون تقلع مرة شوز هنا كوستمس وقت أكنر مالنا أول تاكي أيقل دولش يوك يقا أول وكو دوس كنا تاوخ تاكي توصيل هربو ما بو إيش خلق ده طبعا هم خلقنا دول Кстати, عاملين еще одно доказательство, если хочешь, Альберт. Короче, любой жидкость или расплавленный металл и в невесомость или воздух, он моментально приобретает круглую форму. То есть это наиболее энергозатратная форма давления, ему противостоять, чтобы как можно меньше было площади. Не квадратную, не плоскую. Оптимальная форма. Да, он приобретает круглую форму. Точно так же на космической станции воздух ищешь дуется, каплиш абсолютно круглых. Были такие средневековые дробовые башни. То есть там метров 40-50 башню, свинец лала, через специальные эти решетку. Определенные порции свинца. Очухуется, и пока он летит эти 50 метров, он приобретает идеально круглую форму дроби или картечи, а внизу бассейн с водой. Он в него падает, уже имея идеально круглую форму. То есть Это там уже действует закон поверхностного натяжения, Да, там да. уже... Ну, скажем так, наиболее давление противостоять, лишь площадь, наиболее меньшая площадь. То есть меньше площади, чем у круга, быть не может у формы. Это самое меньшее. Любое отклонение от этого, у тебя эта площадь увеличивается только. Тесла, Хисаундер. Тесла, так, земля плоская خالص يا يوتشا لالن والخم واحد قوة ترى الخلدية درجته نقدر يشتغل это. Ну, Земля в космосе висит между, и она по той же причине имеет круглую форму. И Солнце имеет, и Луна имеет, и все какие-то крупные тела, которые подвергаются вот этому давлению мирового эфира, они все принимают такую форму. Это универсальный закон. И латани, и форма, она же не идеальная круглая, она за счет центробежной силы, чьи формы вытянуты яйцами. Приплюснутая у полюсах, ты хотел сказать. Да, геоид. Да, приплюснутая, но за счет как бы действия вот этого центробежной силы растянуться, по идее, на экваторе. Да, немножко такая. Поэтому вот этот самый Закир Наик, которого Парма цитирует, он врет, что форма Земли похожа на форму яйца. Как раз таки не похоже. Яйцо вытянутое бывает, а тут у нас наоборот приплюснутое. Форма назвать гелиоцентрическая. Геоид. Форма Земли называется геоид. Два аргумента я изложила, вообще интересно. Поддержание иллюзии неограниченных ресурсов. Сторонники теории утверждают, что идея круглой Земли поддерживает миф о доступе к бесконечным ресурсам космоса и других планет, чтобы оправдать эксплуатацию природных ресурсов на Земле. По их мнению, знание о плоской Земле могло бы привести к переоценке подходов к экологии и управлению ресурсами. В 19-18 веке ни о каких космических ресурсах люди не имели понятия, зачем они в эти времена прятали плоскую Землю. Это приход, я будешь. Поэтому нормальные ученые не будут такое отрицать или садиться и давать. Это все равно, что говори я. Санта-Клаус что олени спор вести научно с этими. Тесла, форма Земли, от плоскоземельщиков, ты видел этот флаг ООН? Как там располагаются материки на этом флаге? Я не смотрел, я ни разу их не слушал и не смотрел, но я знаю, что они существуют. Нет, ты просто флаг ООН открываешь, и там они, вот эти плоскоземельщики, они говорят, что
материки расположены таким образом, цунахтер, как на этом флаге ООН. Я с ними спорить, Яшен начал бы им доказывать существование Аль-Бурака. То есть Да, действительно, я и Бурак, важно, действительно, Бурак ёптик, дава, хаш, гурдар, плотно, То есть, когда с тобой придуривается, невозможно серьезно отвечать на всю этот бред. Надо дюхал бред то, так приедешь сразу же. Ты прихалываешься. Они просто придуриваются. Она была аюха халия тёни камер. Плоский земля говорит, самое интересное, Тесла, действительно, щекона уй, плотно, круглый, она духана, что тума щекона, просто убедиться, это логика. Плоский земля верит, где шум мустанг. Не говори мне. دكتور قال صناعة يشوت دكتور هم دوت بروسون سلا سيدك ده كان شهادة جديد سلا Говорил Вильбек, Адицал. هيتصل عجل بالبريك شادك فوق شهر أشوف داتي. Парочка ваххабистов, которые плоскую землю защищают. أشخاص ما قدر نرويج مالا جوس فنبو أنتر كده بيسات سيود جوس فنبات اتعقل دول كشهادة جديد دوحال دول خلقته. Да, почему это полгода в Чукотке, будущее полгода если солнце фонарик, который, я не знаю, по какой странной орбите он крутит. Кстати, если Малхиш отсюда туда движется, то обратно мода, то есть раз телепортироваться, то снова этот. Или он вокруг крутится. Да, не показывают. Можно чувабусы Тесла санисты, а там уговор из-под трона халбол система у тебя. مستعد البراك يعمل شو يعمل شيء يتأخذ دعوية خمي يعمو يوري ويرا دعمل سمدا جور جيجي ده ما دوي ما شاء الله لا نقع سنغازو تاع ولا دعمل تباع وتعمل سدا تباع У нас еще плоскоземельщик, а ну признавайтесь. Нам интересно. Меня Мустанг очень удивляет. دوك доказательства коррекционные مثلا دوس خنا اشياء خنا اخو جين دعوت صحتوا صتشيات اتونوش اتكمنوش يكو يزو دوك دس доказательства я там. Как-то не в тему дала, на 240 кадрах заснятий не раз. Та молния отъехала. Я увидел одну молнию. На самом деле я насчитал 6 молний. Ялхус Кирхис на одном кадре. О, даур моя, дауа, сахарили, а купальчак, это мосита, сказал, эхо, видите. Мустang, вот я слухать вес. Ты будешь им свое толкать, а не те свое. Ну, мы послушаем. Тесла, со сайгуманди, ачалус, айдал дасу, атасу, тунда сайгуманди, ачавul уалсу, там, не потему, тунда, атасу. Да, тихо отдай, потом изобретешь какой-нибудь ядерный двигатель и полетишь на Луну. Да, сайгуманди, бурак, кальмай, да, да, Суния, Ибрahim, каруари, бурак, карио, карито, Аль-Бурак свободное от полета время чем занимается? Вот он отвез кого-то, привез там, все дальше, что он? Это одноразовый вариант или сколько там? На Луне, где гелий-3 там живет. Скорее да, всего. на заправку, на заправку. Вечность веками, там думают, на хавчик он идет. Я вам предлагаю коммерческую идею, Ибрahim Мустанги. Вы организовываете
фирму по этому яцер скутер шах шфиленеш и назовете ее Аль-Бурак. И эмблема у вас будет фирмы, лого яциш Бурак, яц в виде бурака. Четкая идея. Так, скутер же тоже должен быть в виде бурака. Там, такие как крылья, голова. Декоративные пластиковые крылья, небольшие вот, руки, короче, присобачить в Китае, это. И называют Аль-Бурак. И вы будете очень популярны у наших этих будулаков и сирийцев, там, арабов, короче. То есть они чисто из патриотизма или мусульманского патриотизма будут только ваши скутеры заказывать. Тесла. А если вы еще мотор, на биогазе сделаете, да? Форсаж, Халид, биг. Не, Иран, ты уже провоцируешь. Нормальный электрический этот пусть будет. Но будет называться бурак. Электробурак. Точно, эти же, они это доставки, они везде же доставки делают. Бац, и Пакистан, Афган. Да, как популярен он у них будет. Я на бураке. Вот шейха халяль, дуешь, шейх халяль яцергуль амады. Да, халяль Ибраим. доставлять. Он говорит, дин вон водика дойс, короче, хайвалировать я, что его. Хайрам цада, хаз халяль нагиец маизи, патриотизм, ез маизи исламский. Даже хадис появится, короче. Прежде чем пицца упала и успела коснуться земли, я преодолел полвены на бураке. Точно. Возможно, он превратится в бурака, и вы полетите, да, по пути до его царя писать моя. Ну, люди будут четко, 100% уверены, что вот если заказывать у этой службы еду, то она будет халяльная 100%. А вот этот Нил и Ефрат, у его истоков, что там происходит? Там это конденсация порог воды, все нормально. Ледники сверху падают там. Это. Тут плоскую землю надо, и рыбу, ну. Кстати, она съедобная или нет, кто знает, написано там. Рыбу, ну, можно есть. А у этих, интересно, у австралийских аборигенов, у них плоская земля, на кенгуру халия, щуку, видите? Кстати, эти аборигены, они же близко к этой стене, они должны в ясную погоду в этот бинокль наблюдать ее. Не находите вы? Легкое расстояние просто. И идеально ровной маяти, плоская земля, она же не идеально ровная, она немножко к центру поднимается, она, земля. А как же вода текла бы, если бы она поднималась, они же сами говорят. Тут не Пьян вона был, пьян бац, вола, то, что вона был, пьян бац, тут вола, то, так что... она не должна, не поднимается. Либо она плоская, либо не плоская, потому что вода будет растекаться. Одна из причин, почему это теория о том, что типа Земля круглая втюхивается людям, и за стеной кластер щебах, то есть вот эта вот Земля, вот наши вот континенты, якобы наша планета, за стеной, когда кластер щебах с такими же землями, дальше распространяться. Кластер на юг, как улей Чуамухарю и по царях. Птицу нельзя туда с камеру нацепить на птицу. Вот ты камеру алмамать, он GPS камера. Да, и Подождите, так известно, какие там миры параллельные там с другими? Ицахает изолированный халит адам, да, от других этих сообществ, скажем так. Понятно. Короче говоря, это очень интересный мир. Был бы لدو عندك مواسم بودكاستو جوجل تعدول جوجل اتلات ده
имени антарктику гонда го бяхкано сиз баголос этметига туод Тесла, а знаешь, гуоца билетига эти, гут этим одним, твои знания просто ограничены одним вот этим кластером. Крайне так что ограничено. Тесла сандина полностью развинутый мегана историк Соты космосе. это кластером. Кластер это несколько этих сот. Нет, есть кластер, одна ячейка. Нет, одна Так. ячейка. Кластер отличается. Кластер Бога это несколько объектов вместе, как гроздь винограда. То есть кластер галактик, например, это множество галактик, как гроздья в одном месте. Мы живем Ну, в каком-то... одна галактика как бы Это не отделена. кластер, а одна это часть этого. То есть кластер имеется в виду, вот все эти соты, миры, Но все мир это еще была, вот кластер. этот мир, он кластерный, бахцар, то есть Да, кюкаша да, ячейка шелш. дукка вместе ячеек, что разные миры. А знаете, за стеной башват, уж, видимо, тигр, хацарешты, тигр хакербук, сашлеш буй. Видимо, они Дюне тоже считают, что... гуарду бош, ашхарбух еще. Не, они тоже своих народ обманывают, что земля плоская, круглый дубов. Всем пришла в голову в этом кластере, везде есть капиталисты, которые решили обмануть. Короче, ни в одном они почему-то другое решение не принимают. А тигр, может быть такое, пусть все вот бомбы, что он, дураки, что он. Помнишь, перехватить Ирзига, единственный шанс это катапульча, Купол, церцани, был ахос. купол. Там купол, ракеты в космос не могут улететь из-за этого. Да, купол, сам Это, закрытый ячейк, сейчас. Значит, птицы бьются там об купола, не могут перелететь, да? Да, цатус хербетига абокш. Еще они за куполом вот этим. Против купола есть еще аргумент? Альберт, хочешь? Аргумент Да, против... говори. Мощнейший аргумент он против купола. А купола ила, например, над голодом, туда закачай воздух, закачай теча, везде будет одинаковое давление. То есть оно распределится там, как в баллоне с этим кислородом. Согласен? Нет, почему Говори более дальше, да. тяжелые газы, они будут внизу. Нет, у тебя один газ, азот, и какая-то часть кислорода. Все. В баллоне, что бывает, по разное давление, что ли, внутри баллона кислородного? Кстати, они об этом тоже говорят. Сейчас я найду. Ну, вопрос очевидный. Почему никто не может ответить, что внутри кислородного баллона везде одинаковое давление? Дуй? Дуй? Давление, да, должно быть одинаковое. Но это самоочевидная вещь. Это самоочевидная вещь, что внутри замкнутого Это не такой пространства... купол. Это не такой купол. Он просто его сверху прикрыли. Подожди, не, мелкого то есть там куда-то пропускает что-то, ты хочешь сказать? Да, полностью герметичный. Да. В куполе есть дырки, да? Да. Поэтому там иногда птицы туда-сюда. Лахар Юцин подпитка. Еще раз, если замкнутая система, то есть там есть купол, то давление везде должно быть одинаково. Если это не замкнутая система, тогда это давление разное. То есть давление меняется. Это можно взять с собой барометр и прям смотреть, как эта стрелка. И тебе приходится чаще дышать. А на высоте 5 километров тебе вообще плохо бывает. На высоте 7 километров в Джамалонге, тебе вообще нужен кислородный баллончик, иначе ты сознание потеряешь. То есть с куполом такое не пройдет. Вот Заготовка Тесла все-таки. Нет, на ходу придумываю. Я вообще эти плоскоземельщики не считают достойны ниже своего достоинства их видео смотреть или что-то даже и замечать их. А почему мы теперь должны тебе верить, что ты не с ними? Не верю.
Не верь мне, а думай, что в кислородном баллоне нету давления. Вернее, давление везде одинаковое. Да там Потом купол делай сверху просто баллон прикрыли. размер с купол просто. Размер с купола сделай этот баллон, а потом увидишь. Кстати, этот купол, он прозрачный, видимо, да, как у этих древних греков. Атлант держит хрустальное небо. Да, да, да. Ну, Ja, вот. голограмма, что Национал, ja, купол. ЖК, jolču terdu купол, ja, ЖК, Сатурн, Марс, Гамагой, телескоп, что удагающий. А если Ах, ЖК, фиксить, цехач. И выгорит. бах. А за куполом вода Тесла. Тесла, там вода в Там иногда голограмма глючит, и ты можешь Луну на две части разделить. Я вам сейчас стану на место этих плоскоземельщиков и скажу главную причину, почему есть круглая Земля. Они не хотят, чтобы люди улетели на другие планеты и вырвались из-под власти их плоской Земли. المقياس Мустанг, давай как плоскоземельщик нам свои аргументы тоже подкинь. لا لا إيمن سالم أولى سنة توت هم ده أنت كده تقع شحكو شبه ساري كوبا لي تقوى وسان كوبا شعدو يدرك أدمن خيشة أدم بانيك يا خدبا توبي بانيك يا أدم اشتغل يته كت معنى تمش بو أكون قالي وقت دياس ودياس هم دياس أدم ما وسان كوبا شعلات وتبو شتوك سيري تيوري انتركيدي دات سوا تيجا إشام يالو سا ويسكا دعوة إنخلر البرموس كتروغون طولان كيم دي دول إيه لا يعني تطول دي صدول كيم بوس هذا سنتر يو أو البرموس كتروغون وير Что непонятно, на плоской Земле Антарктиде Ямаяц, она вокруг Земли везде эта стена. То есть везде Антарктида, по кругу, не меньше, чем там, не знаю, 200-300 тысяч километров по окружности Земли, везде Антарктида. То есть поэтому говорить, что в одном месте Антарктида на плоской Земле не получится. بعدين تاع سخاطة دقيق عند مصر أمريكا المخاط ونبرولين عوا سكنت أنتركيدي دقوتك أنتركيدي دقوت لو كده على سوالك نبو نبرولين على سيم أنتركيدي دقوتك نو أمريكا را ستورن روسيا دعوة نالتا جو باك ولش أمريكا دعوة يو أمريكا عقود إشتيتو إهم شخص دول تجا كارتن تاع جوست دعوة دو كيمان شو تخوز سنجورج دو جورج دعوة نش تاع دول كده سدويت Да, и насчет охраны, там это миллиарды людей, какие-то невероятные ресурсы должны были, чтобы границу длиной в 200-300 тысяч километров контролировать. И то это началось, этот контроль должен начаться в глобальную эпоху, когда научно-технически. А когда на парусах плавали, то там давно должны были у этих стен лазить, все перелазить, сурч нарисовать, все это описать, короче. И, бред и настолько, что нереально даже вообще это слушать. Сразу давал тебе этот барагуны или Isale tram asmo satunda zo sen leksen asmo satunda good stuff all the satunda asmo безумная идея, короче, просто такие безумная идея. С точки Sunde зрения maba Tesla يوزر أدين ووزر ده يخابله بعد سخيتهم دي يحسبوا لا يتسون только бурак бен нация нетиг ты у нас упорный плоскоземельщик. Albert هندريز ويعون تخوي أصلا قام يا دقة Не, мы обсудили этот вопрос, Солнце. Тесла, حساني تقوى تمشي سن دوالو يحقق ريز ويا بط خلنا عط ايو هندونا Тесла, а как тогда первый верблюд заразился? Во, как раз Цун из ЮКС. Первый Альбурак.
Не, Кстати, верблюды родственные животные, шмелгарниши, наиболее близкие. Лама, по-моему. Южная. Альпака, лама, Кстати, вы знаете, что верблюд изначально не был не появился не в пустыне. Он появился в холодных этих местах, и горбы ему нужны, чтобы жирок в них хранить, чтобы не замерзнуть. То есть это животное, которое эволюционировало, приспособилось к пустыням, хотя изначально оно в холодных тундровых местах, в лесистых тягах. Запас воды с горбча. Да, и только что он приспособил вот это, что его защищало как от холода. Эффект, когда ты на холоде, тебе хочется пить, он такой же, кстати, как и в пустыне. Полца и путешественник. Собаками, которые путешествовали, в Северный полюс достигать Ящи, у них проблема с этой водой была, хотя кругом было полно льда и снега, но у них была проблема с водой. И они и шаха, и цара, и шайдирант, и, короче, белки, чубили, шайдирант, и то есть, чтобы баша там, и хемал. То есть они жаждой страдали. От жажды страдали, находясь в этой. Поэтому и вот это животное, вот это, недавно исследование щука, когда нашли ископаемые кости, вот этих места, выяснили все, что это животное изначально, оно было в тундре, жило в тундре и в холодных местах. И потом только приспособилось. Кстати, в Казахстане, они самые идут они хорошая шерсть у них, они зимой не мерзнут, кстати, живут неплохо в Казахстане. А вот этот дромедар, он приспособился к этой жаре и жизни в пустыне. Мы сейчас скажем, что это пустынное животное. Почему в пустыне должно такое животное появиться? Оно слишком большое, ему слишком много жратвы нужно, слишком заметное, неповоротливое. Оно явно не в пустыне появилось. Почему? Да их куок, что ж, от песка лекаешь. Наоборот, варт, я их вартаешь от песка тоже аэл. От жары, скажем так. Почему бы и нет? Двойной, кстати, что уж от этого, от песка, от бури, вот эти. Это приспособление. Да. Генетически. Что ж, сагину в этих в холодных местах нет уже, наверное, таких колючек. Колючки они едят не потому, что им нравится. Там просто другого нету. Они, когда жили в лесах, нормально листья, там, это генш, траву жрали. Они тоже, наверное, не колючки живут. Ну, дик транспортом из Эдман. Для людей, кочевников, пустынных, вот этих чуваков, как раз мощный транспорт. перемещаться. Они в этой пустыне не смогли бы жить, если бы у них верблюдов не было. Это Настолько Defender в мире автомобилей, в мире животных. В воде неприхватлив. Ведь эти караваны, это все невозможно было в этой пустыне. Вы же там обычно на мулах и лошадях, где холодно можно было, но именно в пустыне, где между колодцами слишком большое расстояние между источниками воды, тут только на верблюдах. В общем-то, это идеальный транспорт для пустынных этих караванов. Если даже загуглить, там говорится, что они появились 40 миллионов лет назад, при этом их предки были размером с зайца. И за 40 миллионов лет они выросли до таких огромных размеров. И появились в Северной Америке, да?
получается. Да, я слышал, А кстати. потом соединял континент через Берингов пролив, прошли Евразию. Да, интересные вещи есть. Так что замолкай, тушен, судук камер. Тахан. Так, Тесла закидает вопросами, темами. Короче, выдавит, видишь, хочешь. تسلا خيط كواسن توكسن تا باقي حتى هو دعوة كرمة واسع ولا وسع ما ولا دا خزريشة إبراهيم Hazır salaf bir şehre çok. Eğerim severler. Buchtanç Medine دولة ساينت لكش مناس آلي أكو أفوق سوري إبراهيم شورجي أكو أسقط تسلا أروي أشوف تعودوا مع أسو أو يشتغل شيء أكو أساسه إذا أكو مع أسو Nersas ela goat, izum son kuchata, magiols. Buchtanç der dik datim رأسهم Goan سازو. هون هي خدش نسي خدش. تقول هاز دو عادش هم دايوي يسخنرو Teslas oš hezirson tam tunali ehtsel ečkurson. Insi teleskop jeht sa 500 метров. Det ну yok. И хаш короче. А прошлое заглянуть иду элерцой. Типа на миллиард лет. Ну, прошлое или будущее лицо. Прошлое. Прошлое, да. Через телескоп хаш, например, за галактику или там за планеты коричь, да, всегда хаш. Да, например, на расстоянии миллиард световых лет по галактике Гоин Типа телескоп стоит. Или уже миллиард лет назад схилак ну, и что например, эмохиет и телескоп чул хашчи и данный момент хагуштик хемадуис по-любому. Да, миллиард лет назад схилак дома. И телескоп цундел через телескоп увеличивать яш мы сигар хайошо свет маять уже через телескоп аж на данный момент сига гуштик как бы могу данный момент. Хотик дауеч мават. Но телескоп увеличивать яш мы если это возможно увеличить. А как бы прошлое если ну دنيا أنت هوش تجي هوش أدنى ريمين هوش مدوي هوش أنا أدنى ريمين пространстве. هون تيجي ديك سويت تيجي هتوصل شو Ну, свет это شو понятно, если через телескоп что هوش потом хайош свет понятно он через миллиард лет. هتلسكوب تيجي هل دايوش مايات يش от галактики Вот увеличивать я ж мою, если увеличивать это возможно, если صعوبة خيان أساس. صعوبة خيان أساس. حقيقة إن السويت ديت إيه حتأخذ السويت بيعنقوش هما ديت مليون تلسكوب بيجي هو увеличить дичи. Я حتأخذ السويت بيجوش يحتمل بشيء. Ну, если телескоп увеличить дичи, елу алам сахиетсон, если чига даже чига гуш полный гуш за 500 метров ехал через Бог. В данный момент чига ثاني وين طبعا حقوقته يقدر يصير له هنش لا إذا سحالة إذا سحالة دونه لأرغب ليران عدو يصير شو Но مدو يشاهد
دادو دوقان ما يدان بابا داو مالا إيقان دابيج إتمن وقتيات بيهور مدات أدمن إيقان سدي التلسكوب تندي حوش موي تلسكوب شغل حاجة حاج سيجر ريالنا وريمن حاجوش موي تلسكوب شغل حوشوش أو يش تاع أبوتشنا حوش أنا دوي صن حقو هيو SS. SS عشان تلسكوب شغل جوشك سويتي سو حبا هريات يا سويت يا تي بيرمنت تيجي جوش تيجي داجي Ne, تيفيليزات только свет тебе tego on просто увеличить там миры, но сега хочу он свет ты только изыбем. Я он уж что я он. Пьеч его гойл да это. Даже кудыне что он хагу что одмеш иштуш мадун одмеш любой объект. Соешал отражение от света. Абарк и туш. Ну если меня что телескоп прилчи ну отцу увеличить нахожу да. Прямо тигр экзопланет штады штаты так гуш короче что вариант. Телескоп прилил да с него. Увеличить может и а может что-то такое можно будет. Но теперь хочу он свет нет. Изибен, как бы из хакерчиден, сюнспер, он холодец, что ходил. Ну, теперь одиркало дешек дуй, либо одиркало дешек. Нет, это что حاجة это что сюрч да, это мش сар короче да. Совсем иш гуш мандаты وين حتى كيحتشد نحقوش سيرش داهتش. مثلا через ультрафиолет я примерно бош, так كيحتشد وحقوش تو سيرش. Не, Эти ها иш سيرش داهتش تقعدش. Представь, сасурт казак дүйт один терабайт память сасурт яқан метк шок космос я вот можно ёпсе суртак умойс мегапикселят духсоёс один терабайт далош отсел отут нокса ту космос я No, lieber Kinder, gibt Weihnacht. Ich bin die Stimme aus dem Kissen. а микрофон нет первым, если что. Хасом. Да, салуэт, или садиq وشو. Волбалай, балбалай. Ватумхум, вашум. Заклинаниус, одержимус. Терабайт. Ваморфеус, вашизус. Фатя. أمون Harma to وقت خوشاوی ایران تبیرش. ما إبراهيم تسلا والتر درس أما سو لبو تيما لبو هما دادويت كنا وات سو تسمون إنه هو دا دقوا ويلي دا لحت ويلو لبو تيم دا يوتنا وست Horas pisvät, dotošēdeg okārdu, itja, idu, karcau, šumdēhtuna vasta. ده شيء وتماول دول هما تحقق غيشتا مدويس تحقق غيشت نايس شيء دقي فزنا تحسين يشت أدمن ناو كيرشو قولوش حتى شات هر هدو وتم تحقق غيشت نقشة
تدم بناء ناوات عموق خاطر يو دي تشيتا صوبر خلتنجا مسؤا وكيت وقت عودة تكشات عودة لا كيت ورود حيقل دوس حيقل دوس كيت ورود نكس عنكر واحد خاطي عنكر واحد أتوت أوتو هو أحسن وقت Šādi kodolhaišu. Sunnat šo dikdējusun. Sunnat tähtsoost. Elmdolšu sunde hästusunsun. Может, и мать случайно, просто воин кучу. Умуктыч. Чухаын. Давай модул дей, даурён слух. سون هو يتان إبراهيم ير فرمات أيسا فايمر ووز تسلا ما عندي ووز إتفولي تدرك أساسا دقي كسو داقن هم يعلم وحار واس لو إيش كيت عندي إتي ليدو Dajjal melholi. Dajjal halmagi sa. Palibo mo kochur. دجل لبو بدلا دجل على من شنوكم أسيبات دجالام харматоме дajjalуна бегу эхте вообще. И троиц нанесе цагаучтах. Дуаштахтис. Даджал вообще на углу лезть, сидишь куш.